Лера Некрасова. Атлантида. Какой я ее помню. Часть 3. У финишной черты. Глава 40. Начало конца. Итак, в прошлой главе я остановилась на том, как легко и даже с радостью ушла из жизни в моем 6-м по счету воплощении в Атлантиде. Я прожила ту жизнь так, что практически ни о чем не жалела. К тому же она прошла на новой для меня и весьма благоприятной ветке реальности, где еще можно было насладиться духом старой доброй Атлантиды. Что же стало со мной потом и где началось мое следующее воплощение? Обо всем сейчас расскажу по порядку. Обнуленные и их жизнь. Начну, наверное, с того, что в новой жизни я родилась мальчиком. В женском облике я за 2 жизни подряд успела закрыть все свои гештальты, то есть выполнить необходимые задачи. Поэтому самое время было сменить образ. Детство моё началось в небольшом городке. Он был совсем на отшибе, и там жило очень немного людей. В отличие от прошлого детства, в этот раз мне уже не довелось расти среди красивых пейзажей и умиротворяющей обстановки. Скорее, даже наоборот. Те места, где тогдашний я появился на свет, были засушливыми и даже слегка пустынными. Если сравнивать с нашим миром, то, наверное, больше всего здесь подойдут прерии в Северной Америке. Деревьев вокруг было мало, в основном росла трава, а еще почти весь год дули сильные ветра. Недалеко от нашего поселка возвышались невысокие пустынные скалы, которые немного разбавляли довольно унылый пейзаж. Но в целом мои родные места сложно было назвать красивыми. Особенно если сравнивать их со всеми теми, что были в моих прошлых жизнях в Атлантиде. Почему же тогда там жили люди? И главное, зачем? Могут спросить читатели. Ответ здесь довольно простой. Жители этих мест оказались в них не по своей воле. Мои родители, как и все их соседи, были своего рода изгнанниками, которым пришлось там жить вопреки их собственному желанию. Помимо этого, у этих людей формально даже не было кастовой принадлежности. Их называли обнуленными, то есть они формально были исключены из всех каст и не могли относиться ни к одной из них. Как возникла столь странная прослойка общества? Почему они жили отдельно? Еще в детстве я узнала ответы на эти вопросы от своих родителей, и это была совсем непростая история. Перед тем, как ее рассказать, мне нужно внести одно важное уточнение. Оно состоит в том, что в новом воплощении я умудрилась вернуться на свою старую ветку реальности, где прожила до этого 5 жизней подряд. А еще мне стало понятно, чего я избежала, прожив прошлую жизнь на относительно тихой ветке, которая к тому же запаздывала во времени. Дело в том, что пока меня тут не было и я наслаждалась спокойным существованием, в моей прошлой версии Атлантиды случилось множество не самых приятных событий. О том, что случилось в моё отсутствие. Всё началось с того, что в определённый момент произошёл масштабный раскол в верхах. Представители высших каст, то есть жрецы и просвещённые, тогда уже полностью контролировали все процессы в Атлантиде, выбросив за борт управляющих. Однако и этого им показалось мало. Среди них произошло разделение на 2 противоборствующих лагеря, причем в каждом из них были представители обеих каст. Эти противники по-разному видели развитие цивилизации, и каждая партия стремилась к тому, чтобы завладеть властью. Насколько я поняла, одна партия больше склонялась к технократическому развитию и стремилась внедрять еще больше технологий, а вторая, наоборот, полагалась на духовную энергию, то есть хотела жить по-старому и максимально использовать силу намерения и медитации простых атлантов. После длительного конфликта стороны решили поделить сферы влияния и территории. Часть жрецов и просвещенных верховодила в одной части Атлантиды, а другая часть — в другой. А потом обе стороны решили разделить круговорот энергии на 2 части и сделать некое подобие обособленных энергетических систем в своих областях. После этого началась перенастройка пирамид и вышек.
а также разделение простых граждан на два лагеря. Рядовые атланты были по-прежнему добры и миролюбивы по отношению друг к другу, и свою собственную твердую идеологическую позицию мало кто из них имел. Поэтому разделялись они в основном по территориальному признаку. Кто оказался в городах, где верховодила одна партия, тот примкнул к ней, а те, кто жили на территориях другой, стали следовать ее правилам. Численное превосходство было все таки на стороне технократов, однако партия старой школы также имела довольно большое влияние, и за ней было закреплено немало городов. Казалось бы, подобный компромисс должен был свести к минимуму все трения и конфликты. Однако он не привел в итоге ни к чему хорошему и стал началом конца. То ли из-за не самого грамотного разделения потоков энергии, то ли из-за экспериментов с ней со стороны технократов, началось постепенное расшатывание всего оборудования атлантов. Видимо, стороны все же пытались, пусть и негласно, одержать верх друг над другом с помощью энергетической войны. И это в итоге привело к одной из самых массовых техногенных аварий в истории Атлантиды. Вышло из строя множество пирамид и вышек-излучателей. Но это было не самое страшное. В момент аварии произошел огромный выброс излучения особого рода. В малых количествах оно служило для поддержания энергетической конструкции мира атлантов, но в чрезвычайно больших дозах было просто губительно. Все это привело к полной разбалансировке всей экосистемы, и Атлантиду начало дико трясти. Поменялся климат, начались засухи, потопы, землетрясения, извержения вулканов и так далее. Все это случилось не в один момент, а продолжалось на протяжении многих лет после аварии. Первым этапом были землетрясения, извержения вулканов и огромные цунами, которые разрушили множество прибрежных городов. После этой самой сокрушительной волны катастрофы началась вторая. Стал стремительно меняться климат. Поменялось направление ветров, периодически случались ураганы и ливни, а в некоторых местах, наоборот, начались засухи. Были, к счастью, и относительно спокойные области. По большей части они находились на равнинах в глубине материков. Там разве что стремительно менялась погода, но очень больших разрушений не было. И еще одним глобальным последствием катастрофы стало изменение климата. Если раньше он практически повсеместно был комфортным, то теперь это осталось в прошлом. Появились засушливые области, вроде тех, где мне довелось появиться на свет. А на севере и ближе к горам стало холодать. При этом такого климатического разброса, как в нашем мире, все еще не было. Снег выпадал и лежал разве что высоко в горах и изредка на крайнем севере и юге, то есть близко к полюсам. Вечной мерзлоты, лютых морозов и безжизненных пустынь пока не существовало. Но все же по сравнению с прошлым было явное и сильное ухудшение обстановки. Вдобавок ко всему было потеряно для жизни множество прекрасных городов. Некоторые из них, располагавшиеся на побережье, ушли под воду или были разрушены и смыты цунами. Другие, которые находились высоко в горах, стали чересчур холодными, и жить там стало неуютно. Поэтому люди спустились ниже. А кое-какие пострадали от землетрясений и также стали непригодными для жизни. Небольшое, но важное примечание. Есть определенная закономерность пространства и времени. На ближних друг к другу ветках реальности часто дублируются важные события. То есть происходит нечто похожее, но на одной ветке это может быть в легком варианте, а на другой — в тяжелом. Собственно, описанная выше история может служить подтверждением этого закона. На той спокойной ветке, где я прожила свою шестую по счету жизнь в Атлантиде, просвещенные тоже слегка перемудрили с энергиями, и итогом стало изменение климата. Но это был легкий вариант. А параллельно с ним на другой ветке реальности развернулась целая драма. Случилось множество катаклизмов. Был нанесен огромный урон экосистеме и ущерб городам. Про то, как атланты пережили все это. Были ли вышеописанные события концом Атлантиды,
уничтожившим большую часть ее жителей? Однозначно могу сказать — нет. Это было скорее началом конца, но до финала время еще было. Помимо этого была и еще одна хорошая новость. Большая часть населения не пострадала, и человеческих жертв было сравнительно немного. Благодаря тому, что атланты видели будущее, плюс уровень их технологий был заметно выше нашего, они смогли оперативно вывести жителей из самых опасных мест. Вроде тех, которые накрывало волной или извержением вулкана. А там, где просто становилось сложнее жить, люди приспосабливались и адаптировались. Еще одним важным замечанием будет то, что выброс тонкой энергии при аварии не дал мгновенного эффекта в физическом мире. Его все таки нельзя было сравнить со взрывом бомбы, от которого сразу же случаются разрушения. Тонкоматериальная энергия хоть и ударила по всей Атлантиде, но все же изначально ее потоки были запроектированы так, что в случае катастрофы выбросы происходили в безлюдных и далеких местах. И еще оставалось немного времени, чтобы провести эвакуацию из потенциально опасных городов, пока энергия рикошетила по всей экосистеме. «Подождите», — могут сейчас сказать читатели. Это все, конечно, интересно, но как же кураторы? Где все они были в этот момент? Неужели они не уследили за своими подопечными? И как могли допустить такую катастрофу? Здесь я могу сказать следующее. Насколько я помню, в рядах кураторов тоже все было непросто и неоднозначно. В их цивилизации тоже были внутренние противоречия, что вынудило их вступить в союз с другой цивилизацией-соперником. По всей видимости, там были какие-то сложные договоренности, о которых обычные атланты были не в курсе. Но их итогом стало следующее. Представители той и другой цивилизации стали вторыми кураторами Атлантиды, и они действовали одновременно с первыми кураторами. Насколько я поняла, эти новые кураторы были не слишком отягощены моральными принципами и относились к своим подопечным более потребительски, с намерением получить от своего руководства больше личных выгод. И, возможно, именно они спровоцировали и поддержали раскол в высших кастах на два лагеря, который привел к неутешительным последствиям. Хотя по официальной версии они к этому никакого отношения не имели. И во всем были виноваты сами атланты. Все эти события случились тогда, когда мои родители еще не родились. Я рассказываю о произошедшем с их слов, насколько их тогда запомнила. Поэтому не могу ручаться, что не упустила множество нюансов. Однако, я надеюсь, суть я все же передала верно. История моей семьи. А теперь перейду к описанию своей семьи. Почему нас забросило в такое отдаленное место, чем занимались мои родители, и что у них был за странный общественный статус. Мои тогдашние мама и папа родились в одном из крупных городов Атлантиды уже после катастрофы. О своем детстве они отзывались очень тепло. Несмотря на небольшие колебания погоды, место, где они жили, было красивое и комфортное. Да, как я уже писала, последствия аварии распределились по Атлантиде неравномерно. В некоторых местах, вроде родины моих родителей, все осталось почти как прежде, разве что климат стал более непредсказуемым. Мои будущие родители были знакомы с детства и с юности стали встречаться друг с другом. Красивый город, спокойная обстановка, взаимная любовь. Можно сказать, что у них было все для светлого будущего и благополучной жизни. Однако в определенный момент кое-что пошло не так. Дело было в том, что после произошедшего стали появляться революционно настроенные атланты. Как бы странно это ни звучало. И мои родители оказались в их числе. Что интересно, бунтари были в основном не из простых людей, что было бы логично, так как за них все всегда решали другие, а из числа представителей высших каст. К примеру, мои родители принадлежали к просвещенным. Их настроения в молодости были следующими. Они обвиняли прошлое руководство в случившемся и считали, что в текущих условиях обществу необходимо множество реформ. К примеру, по их мнению, была необходима полная отмена кастовой системы и более углублённое обучение ребят из простых каст.
чтобы они впоследствии смогли занимать высокие должности. А потом, после прихода к власти новых умных людей, они планировали реформировать множество других сфер жизни. Деятельность революционеров не сводилась к тому, что они собирались и долго обсуждали, как надо правильно жить. Наоборот, они решили доказать представителям высших каст на практике, что их подход интересный и перспективный. Тайком от других они создали своеобразную школу, где стали самостоятельно обучать способных ребят из народа, то есть из низших каст. Поскольку те не могли подключиться к закрытым для них информационным базам, то просвещенные скачивали для них информацию и создавали новые доступные базы в информационном поле, а также многое объясняли лично. Помимо этого, они показывали разные приемы по управлению собственной энергией и увеличению личного потенциала. В общем, старались научить всему тому, чему учили в свое время их самих. Углубленное обучение в этой школе позволило ее ученикам значительно вырасти, причем это произошло довольно скоро. И через некоторое время они уже не так сильно отличались по своему уровню от просвещенных. Понятное дело, что со всеми представителями низших каст такой трюк вряд ли удалось бы проделать. Но поскольку подбирали действительно способных ребят, то они быстро преодолевали разрыв в уровне развития, и дальнейшие перспективы у них были хорошие. Вдохновившись результатами, мои родители и их друзья из революционной ячейки вышли на руководство просвещенных с предложением о повышении общественного статуса своих учеников. А в дальнейшем они предлагали и вовсе начать упразднение кастовой системы, ведь им удалось доказать на практике, что она не так уж и важна. Ответ на это предложение последовал очень скоро, только вот не совсем такой, как мечтали эти молодые ребята. Им сказали, что раз они так грезят о том, чтобы касты исчезли, то начнут именно с них. Им присвоили статус обнуленных, то есть людей вне касты. И такой же предложили их ученикам, большинство из которых на него согласилось. Также всей их компании сообщили, что если они хотят создать новое общество, то у них есть все шансы, им выделят под это отдельное место, где они смогут основать свое поселение, а также позвать туда всех желающих, которым надоел старый мир. В их поселке действительно все будут равны, всем будет присвоен обнуленный статус, и можно будет строить общественную систему по своему желанию. Революционеры понимали, что это скорее насмешка, нежели уступка их требованиям, но все равно решили уехать и основать свой город вместе с бывшими учениками. Место им выделили не самое лучшее. Как я уже писала, климат был засушливый, и пейзажи не слишком радовали глаз. Однако городок все же снабжали всем необходимым, а также помогали в строительстве домов и переезде людей. Жить там было гораздо менее комфортно, чем в городе, но все таки определенные условия были. Поэтому группа бывших революционеров-идеалистов решила там обосноваться и попытаться построить новую модель общества. Именно в этом месте и появился на свет тогдашний я. И там началась моя новая, 7-я по счету жизнь в Атлантиде. Перед рождением мне было известно, на что я иду. Я видел в общих чертах историю своих родителей и свою будущую судьбу. Тем не менее, этот вариант мне представлялся наилучшим — оказаться именно в таком обществе и стать его частью. Глава 41. Обнуленные и их жизнь. Расскажу подробнее о том, как прошло мое детство среди так называемых обнуленных и как мне там жилось. Мои первые воспоминания довольно приятные. Я был любимым ребенком, который не страдал от недостатка внимания. У своих родителей я был первенцем. Да и все их окружение любило детей, поэтому со мной часто играли многочисленные дяди и тети. Я был активным и жизнерадостным мальчиком, к тому же крайне любознательным. Мне нравилось носиться целыми днями по округе с другими детьми, залезать на скалы, прятаться друг от друга в высокой траве и придумывать множество новых игр. Я думаю, если применить современное сравнение, то наш поселок был похож на коммуну хиппи.
Все считались равными, не было никакого кастового разделения. Абсолютно все решения принимались коллективно на общих собраниях. Формально у нашей коммуны даже не было руководителя. Считалось, что ей руководят одновременно все жители. Но все же по факту главным идейным вдохновителем был мой отец. Он был председателем на общих собраниях, к нему приходили за советом, да и в целом его считали основным авторитетом. В конце концов, изначально революционную деятельность начал именно он, когда еще жил в крупном городе и был просвещенным. А потом вокруг него собралось сообщество единомышленников. Моя мать тоже пользовалась большим уважением в поселке. Однако она была человеком очень закрытым и скромным, поэтому на контакт с большим количеством людей не любила выходить. Однако я, как их сын, прекрасно знал, что отец не примет ни одного важного решения без ее одобрения. Можно сказать, моя мать была эдаким серым кардиналом, в хорошем смысле этого слова, в нашей семье и даже во всем поселке. Еще один весьма интересный момент. В нашей коммуне не было жрецов. В это сложно поверить, учитывая их влияние по всей Атлантиде. Но это было так. К нам приехало несколько молодых ребят из жреческого сословия, которые отказались от обучения там и решили жить с нами. Но полноценными жрецами их нельзя было назвать. Их лишили всех полномочий, то есть закрыли им доступ к важным информационным полям. Плюс на момент ухода из города они еще не начали свое полноценное обучение. Все коллективные медитации проводились силами жителей, и ведущие на них менялись. На простых медитациях хоть раз добывал руководителем каждый житель поселка, а те, что посложнее, обычно вели несколько самых способных человек. Чем занимались мои родители и их соплеменники? Нет, никто из них не вернулся к первобытно-общинному строю или его аналогам, когда основные занятия сводятся к земледелию и попыткам найти себе пропитание различными способами. Скорее наоборот. Наш поселок снабжали всем необходимым: овощами и фруктами, которые у нас не росли, многими предметами быта, а также помогали в строительстве и реконструкции домов. Занятия жителей сводились именно к интеллектуальной деятельности. Если применить еще одно сравнение из нашего мира, то можно назвать нашу общину своеобразной силиконовой долиной. У нас жили в основном так называемые разработчики, а их заказчики были из крупных городов и очень ценили их работу. Скажу даже больше. Было то, что могли выполнить только мои односельчане. Поэтому работы хватало, и заказы были расписаны на долгое время вперед. Сложная работа. Так что же это были за разработки, которыми занимались специалисты из нашего поселка? И почему они так ценились? Здесь есть несколько важных фактов, о которых стоит упомянуть. Первое. Все они были связаны не с какими-то физическими устройствами, а с информационными базами, то есть задачей программистов была настройка различных баз данных в информационных полях. Второе. Удалённость нашего поселка и то, что его жители варились в собственном соку, для заказчиков являлось очень большим плюсом. Было меньше рисков, связанных с разглашением информации, и можно было доверить некоторые секретные задания. Третье и самое главное — это суть выполняемых задач. Как правило, они были непростыми и требовали высокой квалификации от специалистов. Опишу для примера одну из них, чтобы лучше пояснить, что имею в виду. Один из проектов, над которым работали наши ребята, заключался в том, чтобы обработать, систематизировать и архивировать огромное энергоинформационное наследие Атлантиды, накопленное за долгие годы. Наверное, большинство моих читателей слышало о том, что любое событие, действие или даже мысль после того, как они произошли, навсегда записываются в информационном поле со своеобразной пометкой «Свершившееся». С базами данных, где записана информация о прошлом, остается связь не только у людей благодаря их памяти о пережитых событиях, но даже и у мест и предметов, как бы странно это ни звучало.
Грубо говоря, к записям о прошлом можно подключиться множеством способов. Через свою память, если ты сам принимал участие в событиях. Через сканирование записи в информационных полях. И даже через считывание данных с конкретной местности. Тогда можно увидеть картинки событий, которые там случались раньше. Все эти огромные базы данных с записями прошлых событий не должны просто валяться где-то в информационном поле. Эти архивы надо было структурировать, в первую очередь потому, что в них застревает большое количество энергии. Чтобы объяснить, что это застревание из себя представляет, приведу небольшой пример. У каждого из нас в жизни случались очень эмоциональные события, как в плохом, так и в хорошем смысле. В момент их проживания было выплеснуто огромное количество энергии. И бывает, что даже спустя долгие годы произошедшее не отпускает. То есть человек почти каждый день возвращается к нему мыслями, как бы заново переживая его. Именно так и образуется личная энергетическая воронка, которая забирает энергию из настоящего и переносит ее в прошлое. А это значит, что у человека гораздо меньше энергии на то, чтобы инвестировать ее в свое будущее, поскольку очень большая ее часть поглощается бесконечной перемоткой прошедших событий. Примерно то же самое бывает и в случае с коллективным сознанием, которое, как известно, состоит из множества индивидуальных. Когда множество людей возвращается памятью к какому-то моменту прошлого и думает о нем, то там как будто зацикливается и бегает по кругу очень большое количество их энергии. А это значит, что существует гораздо меньше коллективной мощности для того, чтобы формировать будущее. Да-да, оно ведь тоже формируется общей энергией намерения. Из такой ситуации, как говорится, надо что-то делать. Если в индивидуальном плане помогает пересмотр прошлых событий и их принятие, то в коллективном дело обстоит гораздо сложнее. Чтобы ускорить процесс, нужна помощь технических специалистов, которые работают с базами данных. И многие из подобных людей проживали в нашем поселке. Задача наших программистов состояла в том, чтобы особым образом убрать завихрения и застои энергии из информационных полей, связанных с прошлыми событиями. Мне сложно в деталях описать, как они работали. Но если попытаться сформулировать очень кратко, то прописывалась программа, подобная искусственному интеллекту, которая начинала чистить информационные хранилища, и через некоторое время избыток энергии оттуда убирали. В первую очередь наши специалисты работали с теми базами данных, которые были связаны с прошедшими катастрофами. Это было неудивительно, потому что многие атланты вспоминали свое прошлое, видели руины прежде родных и прекрасных городов, и их поневоле охватывала ностальгия. Они жалели о том, что все так вышло, и многие мечтали, чтобы все стало как раньше. Конечно, сейчас многие читатели могут спросить, а почему же подобного эффекта освобождения от прошлого нельзя было достичь в коллективных медитациях? Ведь в конце концов атланты были осознанными людьми, и можно было все объяснить, и жрецы могли бы с ними неплохо поработать в этом плане. Однако здесь не все так просто. Конечно, силу намерения и коллективную волю большого количества людей нельзя недооценивать, и с ними действительно работали жрецы на предмет того, чтобы отпустить болезненные сожаления. Но даже у высокоразвитых, по сравнению с нами, атлантов, множество процессов происходило в подсознании, и не все можно было контролировать. Поэтому работа с их энергиями извне тоже была важна. Результат работы наших специалистов над этим проектом был ощутим не только на тонком уровне, но даже и в повседневной жизни. Когда им удалось убрать негативные застои из прошлого, то у людей в целом прибавилось энергии. Даже стал ощущаться небольшой эмоциональный подъем. Атланты стали меньше жалеть о случившемся и больше настраивались на то, что их ожидает в будущем. Немного о моей судьбе. А теперь расскажу о том, как складывалась моя собственная жизнь в том поселке. Если детство прошло в шалостях и играх, то в юности я начал потихоньку браться за ум. Это было, в общем, неудивительно, ведь меня окружали очень развитые и интересные люди, и не хотелось быть лоботрясом на их фоне.
К сожалению, я с ранних лет понимал, что не смогу заниматься той же работой, что мой отец и множество его друзей, то есть программированием в информационных полях. С этим была связана одна давняя история из моего прошлого, задолго до Атлантиды, которая закончилась весьма печально, и мне пришлось наложить на себя определенную блокировку, чтобы больше не заниматься подобной деятельностью. Поэтому, когда я подрос, то решил взять на себя организационную работу, чтобы помочь в этом жителям нашего поселка. Сначала я просто был кем-то вроде менеджера, который руководил рабочей группой и распределял задачи между ее участниками, а потом превратился в своего рода посредника между Большой Землей и нами. Жители нашего поселка, особенно возраста моих родителей, не очень любили выезжать из него в крупные города. Хоть они прямо и не говорили об этом, но я догадывался, что им было неприятно видеть ту, другую жизнь, в которой они хотели многое изменить, но так и не смогли. Поэтому им было комфортнее внутри своей коммуны и рядом с единомышленниками. Тем более, что их идеи о всеобщем равенстве дальше нашего поселения так и не распространились. Поэтому в тех случаях, когда надо было выехать в командировку к заказчикам, стали посылать меня. С моим активным и любопытным характером мне было весьма интересно путешествовать. Плюс договариваться о какой-то новой работе тоже нравилось. Кстати, раз уж мы заговорили про заказы, расскажу про их оплату. Денег в Атлантиде в том виде, как у нас, по-прежнему не было. Тем не менее, определенная цена у наших работ все же была. Во-первых, она заключалась в том, что наш поселок благоустраивали, снабжали всем необходимым и строили там новые здания. Во-вторых, поскольку моих соплеменников можно было назвать собранием интеллектуалов, то часть их вознаграждения заключалась в том, что им открывали некоторые секретные для других информационные базы, где они могли узнать много интересного. Скажу даже больше. Некоторые особо ценные специалисты, таких было несколько человек, могли начать делать сложную работу только в обмен на договоренность доступа к какому-то хранилищу энергии и информации. Когда заканчивался их проект и этот доступ им открывали, то они дорывались до нужных им сведений и могли выпасть из жизни на несколько дней, а то и больше. Они входили в глубокую медитацию, и их тело переходило в состояние, близкое к тому, что в буддизме называют самадхи. Так они могли пролежать несколько дней, а самые упорные — и недель, пока их сознание блуждало по интересным базам с полным погружением в них. Возможно, некоторые из них пускались в ментальный туризм по другим мирам или соединялись со своими параллельными воплощениями, которые там были. Так или иначе, у каждого была своя цель и путешествие, и со стороны считалось дурным тоном чрезмерно интересоваться деталями. Лично мне, как координатору проекта, было важно лишь донести требования программистов-разработчиков до заказчиков, обсудить сроки и результаты работ. А то, кто и как распоряжался предоставленными доступами, было уже не моей задачей. Я сам подобные погружения для себя не устраивал. Мне хватало обычных медитаций. Мне казалось, что чрезмерно уходить в неведомые дали нет смысла, потому что оттуда может быть больно и неприятно возвращаться в настоящее. Но вокруг меня были творческие люди, которые считали иначе, и это было их право. Помимо работы и командировок я жил вполне обычной жизнью. С ранних лет я собрал команду, которая ездила со мной в поездки. И там была девушка, которая мне очень нравилась. Мы стали встречаться, а через некоторое время и поженились. В отличие от прошлой жизни, когда мне довелось лишь принимать чужую сильную любовь. Теперь я действительно полюбил сам. Моя жена была очень интересным и нестандартным человеком, и я искренне считал, что мне очень повезло, что мы с ней встретились в этом воплощении. Счастливая семейная жизнь была, наверное, одной из причин, почему мне не хотелось чрезмерно отдаляться от текущей реальности. Мне было хорошо и в текущем моменте. И пусть в Атлантиде было по-прежнему довольно большое количество проблем, все же я был доволен тем, что воплотился там вновь. Глава 42.
Тайные планы. Хочу внести несколько дополнений по поводу своей деятельности в среде тонкоматериальных программистов. О том, как мы выполняли свои задачи и кто нам в этом помогал. Ключевой момент был в том, что работа велась не только снизу, то есть специалистами из физической реальности, но и сверху, теми, кто находился между воплощениями и обладал необходимыми навыками. Как правило, это были те же просвещенные, которые выполняли необходимые действия в астрале или в мирах на чистоте того света. Почему так происходило? Дело в том, что программисты на всех уровнях работали с определенными базами в информационных полях. А там данные записывались не в виде кода из единичек и ноликов, как на компьютере, а в виде многоуровневой структуры. К примеру, в хрониках прошедших событий есть визуальные картинки, а есть и эмоциональная составляющая, то есть данные из тех чувств, которые испытывало множество людей. Эмоции более тяжелые, поэтому энергия, связанная с ними, архивируется на более низком уровне. А мысли, то есть их смысловое содержание, находятся на более высокой ступени. Специалисты из физического мира помогали вывести лишнюю эмоциональную энергию из нижних баз данных, то есть уменьшить те самые коллективные сожаления о прошлом. А вот создание глобального информационного архива Атлантиды велось коллективно с работниками, которые находились вне воплощений. С их уровня было проще распределять более тонкую энергию. Вдобавок ко всему, вся эта деятельность частично контролировалась кураторами, но с их стороны был важен не столько процесс, его организацию они делегировали атлантам, сколько сам результат. Я был своеобразным менеджером проекта, но при этом общался в основном с физическими работниками, то есть своими соплеменниками и нашими заказчиками, руководством просвещенных. С теми, кто был между воплощениями, а также с кураторами, мне контактировать практически не доводилось. С ними держали связь наши программисты. О развитии нашего поселка. Если вернуться к более приземленным вещам и рассказать о жизни нашего поселка, то новые люди к нам в период моей зрелости практически перестали прибывать. Тогда уже стало очевидно для всех, что эксперимент по построению свободного общества, начатый моими родителями, долго не протянет. Выросли дети, которые родились у первых поселенцев, и очень многие из них стали уезжать обратно на Большую Землю, то есть в крупные города. Были, безусловно, и те, кто оставался жить и работать в нашем поселке, как я и мои друзья-коллеги. Но все же в общей массе таких людей было меньше. Моих ровесников, которые не были чрезмерно ценными специалистами, переманивали обратно в города тем, что предлагали им официально вступить в касту просвещенных. Для некоторых это было весьма выгодным предложением, потому что в прошлых жизнях они воплощались в более низких кастах. Отказаться от подобного им было сложно, и они с радостью уезжали. А наш поселок со временем превращался из социального эксперимента в закрытую зону, где выполнялись секретные и важные проекты. Дошло до того, что на входе установили специальную арку, с помощью которой сканировали всех приходящих и приезжающих к нам. Вернее сказать, считывали их уникальный отпечаток души, чтобы понять, есть ли он в списке тех, кому разрешен проход. Если человека вдруг не оказывалось в списке, то войти он просто не мог. В случае, если незваный гость попытался бы каким-то образом прорваться к нам, то охранная система начала бы оказывать на него психотропное воздействие. Он мог бы почувствовать беспричинный страх, оцепенение во всем теле и прочие подобные прелести. Но, к счастью, таких случаев практически никогда не было. Все знали, что у нас особая зона, закрытая от посторонних. Не буду утомлять читателей долгими рассказами о моей тогдашней личной жизни. Лишь скажу, что она складывалась весьма неплохо. Мы с женой были хорошей парой и во многом дополняли друг друга. Нам было комфортно вдвоем. Позже, когда у нас появились дети, семья по-прежнему осталась дружной. Правда, я практически сразу понял, что наши наследники захотят уехать, когда подрастут. Судя по их характеру, особенно сына, он был крайне активным парнем. Было очень вероятным, что им захочется жить в большом городе. Так в итоге и вышло.
И сын, и дочь в ранней молодости уехали от нас учиться в один из крупных городов. Поскольку они приняли решение вступить в ряды просвещенных, то им надо было пройти обучение среди них. В нашем поселке такой возможности не было. Практически все действительно продвинутые специалисты, которые могли многому научить, были очень заняты на своей работе, и свободного времени у них не было. После обучения наши дети так и остались жить в городе. Им там нравилось гораздо больше. Нас они навещали время от времени, и мы с женой очень скучали по ним, хоть и старались им этого не показывать. В мои зрелые годы, мне было лет около 45-50 по земным меркам, наш поселок окончательно утратил свою изначальную идею и назначение. Из коммуны людей, которые хотели основать общество, свободное от каст, он превратился в некое подобие секретного военного городка, где проводились важные разработки вдали от чужих любопытных глаз. Дошло до того, что в определенный момент всем жителям поселка даже заменили официальный статус. И вместо обнуленных мы стали просвещенными. Правда, все старожилы дружно отказались от этого, и внутри общины мы продолжали считать себя обнуленными. А во внешний мир мы выезжали не так уж часто и исключительно по делам, поэтому нас мало волновало, как нас там называют. Игры с разумом. Что касается той работы, которой мы занимались, то это была по-прежнему обработка баз данных в информационных полях. Однако чуть позднее к этому прибавилось еще одно, весьма непростое и интересное занятие. К тому же окружённое ореолом секретности. В чем же оно заключалось? Вместо того, чтобы работать с записями об уже случившемся, нам нужно было создать определенную программу на тонком уровне. И она должна была быть такой, чтобы внедриться в сознание людей и спровоцировать в нем определенные изменения. Но обо всем по порядку. Как я уже не раз упоминала в прошлых главах, в тот период в Атлантиде были еще свежи воспоминания о серии прошлых катастроф, едва не уничтоживших всю цивилизацию. Вдобавок к этому многое продолжало меняться. Цивилизация становилась все более технократической. Изобреталось огромное количество устройств, которые заменяли людям прямое видение, и это становилось привычным для общества. А еще, если раньше практически вся власть была сосредоточена в руках жрецов, то теперь они стали делить ее пополам с просвещенными. Я полагаю, одной из причин такого положения дел было то, что жрецы были заинтересованы в тех разработках, которые проводили просвещенные, и нуждались в этих технологиях. Об одной из них, собственно, и пойдет речь ниже. Нам поставили задачу разработать определенную ментальную программу. Ее основной целью было слегка изменить сознание рядовых граждан и подготовить их к тем изменениям, которые некоторое время назад уже спланировало руководство. Эти изменения заключались в том, что Атлантиду предполагалось заселять новыми душами из других реальностей и планет и разбавить ими местное население. Насколько я помню, это решение было принято на уровне кураторов и донесено до высших руководителей атлантов, а они, в свою очередь, должны были решить, как наилучшим образом донести эту информацию до людей. И еще один важный момент. Будущим новым жителям Земли планировалось выдавать тела с другим генотипом, то есть, грубо говоря, создать новую расу, которая жила бы наряду с атлантами. На тот момент, который я сейчас описываю, как раз велись разработки в этой области. Кураторы в команде с самыми продвинутыми просвещенными как раз обдумывали, какие именно тела будут нужны новым людям, то есть какими характеристиками они должны будут обладать. Следующим этапом планировалось искусственно создать, то есть вырастить в лабораториях энное количество подобных тел и заселить в них первую партию вновь прибывших душ. После этого они должны были уже сами воспроизводить себя, то есть рожать детей, в которых будут воплощаться новые души, и таким образом увеличивать количество людей другой расы на Земле. Таким был изначальный план кураторов, который донесли до меня и всей нашей команды. На тот момент он еще не был претворен в жизнь, нужно было время, чтобы все подготовить.
Одним из этапов этих подготовительных работ была работа с населением, их моральная подготовка к будущим изменениям. Помимо того, что через некоторое время жрецы должны были начать их потихоньку информировать, кое-что требовалось сделать и просвещенным. Это кое-что заключалось в том, чтобы создать единодушное принятие и одобрение этих нововведений среди атлантов. Как это можно было сделать? Для этого существовала специальная технология. Вкратце, она выглядела и работала так. Сначала в информационном поле находили самый положительный и устраивающий всех потенциальный вариант будущих событий. Потом его нужно было подготовить для того, чтобы открыть большинству атлантов. Они должны были увидеть его как самое вероятное будущее и сконцентрироваться на нем. В информационные базы, которые планировалось открыть людям под видом самого возможного будущего, загружались красивые картинки, то есть вышеупомянутый самый лучший вариант. А также создавалось хранилище энергии, то есть эгрегор, связанный с этой базой информации. Каждый, кто просматривал такое будущее, получал дополнительное вливание сил, и у него возникал прилив энергии и хорошего настроения. Эти силы давались как раз из привязанного к базе данных эгрегора. Грубо говоря, все это было некой социальной рекламой на тонком уровне для широких масс атлантов. Они могли увидеть ее в коллективных медитациях на эту тему. Эти медитации вскоре стали проводить жрецы. Могли найти и сами, когда пытались посмотреть будущее. При этом все прочие негативные варианты, тоже потенциально возможные, были как бы спрятаны, и увидеть их было практически невозможно. И это было еще не все. Помимо всех вышеописанных процедур была еще одна, не менее важная. Когда сознание атланта начинало смотреть картинку хорошего будущего и взаимодействовать с ней, оно получало определенный энергоинформационный код, немного похожий на компьютерный вирус. Данный код внедрялся в сознание незаметно и формировал в нем устойчивую цепочку мыслей на нужную тему. Переселение новых душ. У человека возникало однозначное одобрение всех этих перемен еще до того, как он начинал их осмыслять самостоятельно. Для чего были нужны подобные меры, отчасти похожие на зомбирование? Я думаю, что руководство атлантов хотело заранее подстелить соломку, потому что оно осознавало. Будущие преобразования могут быть чреваты определенными сложностями. И чтобы не допустить раскола или, что еще хуже, конфликта в обществе, надо было подстраховаться. Кстати, вполне возможно, что эта технология вовсю применялась просвещенными и раньше, в связи со многими другими событиями. И кто знает, может, единодушие и покорность рядовых атлантов были отчасти связаны именно с ней. Хотя, конечно, лишь отчасти. В основном дело было в их строении и характере. В любом случае, лично мне довелось столкнуться с этой методикой впервые, поскольку до этого в среде просвещенных вращаться не довелось. Однако сильно удивлен или возмущен я не был. Из своего прошлого, что было задолго до Атлантиды, я помнил методы работы с населением в разы более жесткие, вплоть до полного порабощения сознания. Поэтому теперешние игры с разумом были восприняты мной скорее как вариант успокоения людей и их настройки на лучшее, и я не был резко против них. Хотя, не спорю, небольшой осадочек от планов тогдашнего руководства у меня все таки остался. Я подозревал, что тут явно что-то не слишком чисто, раз так тщательно скрывают нежелательные варианты будущего. И даже большинство просвещенных не может их толком посмотреть. Однако чрезмерно переживать по этому поводу я тоже не собирался. В конце концов, нашей команде нужно было выполнить поручение от руководства и подготовить почву для будущих перемен. А то, как события будут развиваться дальше, предсказать абсолютно точно не мог никто. Слишком много было точек выбора впереди, и многое зависело от мыслей и действий людей во времена грядущих перемен. Глава 43. Колонизация Земли. Итак, просвещенные совместно с кураторами активно готовили почву для предстоящих перемен, то есть заселение на Землю душ из других миров.
В общей массе новенькие, к сожалению, были ниже атлантов по развитию. Однако просвещенные и жрецы настраивали население на то, что их надо будет опекать как младших братьев и относиться с пониманием к тому, что они будут менее осознанными и не такими высоконравственными. Также атлантам сообщили, что тела для вновь прибывших создадут другие, более простые. Поэтому они будут жить гораздо меньше, и многое из области биоэнергетики будет для них закрытым и непонятным. Хочу подчеркнуть, что в описываемый период все это было на уровне планов, проектов и разработок. То есть никаких тел для новых душ еще массово не создавали. Мне сложно сказать точно, какие мысли после сообщения этих новостей циркулировали в обществе простых атлантов. На тот момент тогдашний я жил в удаленном изолированном поселке и общался лишь со своими коллегами-просвещенными. Однако могу сказать точно, что никаких протестных и революционных настроений в массах не было. В целом к переменам все относились с пониманием. А тем временем моя собственная жизнь в поселке обнуленных, который по факту стал секретной базой просвещенных, подходила к концу. Когда я был уже в пожилом возрасте, то отошел от дел и даже решился на переезд в крупный город, чтобы быть поближе к детям и внукам, которые уже давно жили там. Надо заметить, что в описываемый период атланты стали жить уже гораздо меньше, точно не 150, а то и больше лет, как раньше. Продолжительность жизни сократилась лет на 20-30. К тому же в старости многих стали чаще мучить болезни. Лично у меня, к примеру, были проблемы с суставами. Стало тяжело ходить. Я полагаю, проблемы со здоровьем в старости, которые до этого были минимальными, были связаны с засорением энергетического фона после катастрофы и с понижением общих вибраций Земли в тот момент. Та негативная энергия страха, ужаса и неприятия, которая была выплеснута в момент катаклизмов, еще долго загрязняла общий фон Земли. Можно даже сказать, что такого уровня, как до катастрофы, энергетика планеты уже больше не достигала. И это падение энергетики значительно отразилось на самочувствии и здоровье населения, а также на продолжительности жизни атлантов. Помимо этого стали появляться и другие физические изменения. Атланты стали рождаться ниже ростом и становились как будто более коренастыми. То есть конечности были не такими вытянутыми, как раньше. Это не то, что был какой-то новый вид атлантов. Просто дети, как правило, были меньше ростом, чем родители, иногда почти на полголовы. В условиях изменения в окружающей среде в Атлантиде установился более сухой и континентальный климат. Такие тела, вероятно, были оптимальным вариантом. Однако, как мне кажется, изменения в росте и внешности произошли не столько из-за внешних условий, сколько из-за перемен в энергетическом климате Земли. Именно поэтому у вновь рожденных детей стала выстреливать немного другая комбинация генов, чем раньше. Та моя жизнь закончилась довольно банально. Я умер в окружении своей семьи и родственников. Все они искренне любили меня и желали мне комфортного посмертия. В тот период умирание стало еще более технократическим, чем раньше. Вместо перекрытия энергетических каналов жрецом или использования специального медальона теперь применялось другое устройство. Оно выглядело похожим на шапочку из плетёной проволоки, и его надевали на голову уходящего в мир иной. Это вызывало практически моментальное кровоизлияние в мозг, после чего человек умирал. Причем, что интересно, занимались этим не жрецы, а просвещенные. Жрец лишь присутствовал на финальной церемонии прощания с жизнью, перед надеванием шапочки, и благословлял человека на переход в иной мир. Смерть была мгновенной и безболезненной. Перед этим обычно почти неделю посещали храмы, где проводили специальную медитацию, в результате которой движение энергии через энергетические каналы замедлялось, и они потихоньку обесточивались. Но главное в процессе медитации было даже не это. Основной целью было попрощаться с земной жизнью так, чтобы не испытывать сожалений по этому поводу и подготовиться к переходу в более тонкие миры. И чем более развитым духовно был атлант, тем больше времени ему полагалось медитировать перед смертью, чтобы полностью очистить от лишнего своё земное сознание и тщательнее подготовиться к столь важному шагу.
В моем случае все прошло, в общем-то, по плану. Никаких неожиданностей не было, и в положенный час я умер. А затем отчалил в астрал, откуда вскоре перешел на тот свет. А после того, как я пробыл в тонких мирах нужное время, настал черед вновь воплощаться среди атлантов. Моё новое рождение. Моё новое воплощение началось в женском облике. Я родилась девочкой в семье довольно высокопоставленных родителей. Мой отец был членом совета, который управлял одним из городов. Вся наша семья принадлежала к касте просвещенных. Поскольку меня официально перевели туда еще в прошлой жизни, то было неудивительно, что меня опять притянуло туда. В тот момент каста управляющих уже была фактически приравнена к другим низшим кастам. Они были на подхвате у жрецов и в особенности у просвещенных. Последние стали очень влиятельными, и в тот период практически все значимые решения принимали внутри своей касты. Значимость жрецов, наоборот, потихоньку падала. Продолжали считаться разве что с указаниями верховного жреца. Он по-прежнему оставался крайне значимой фигурой. То же касалось и главного храмового комплекса. Его все признавали местом силы. А вот провинциальные жрецы явно сдали позиции. Они теперь занимались в основном медитациями и всесторонней поддержкой населения. Городами управляли советы, членами которых были просвещенные, принимавшие все основные решения, и жрецы, доносившие их указания до населения. Управляющие там были кем-то вроде секретарей, которые лишь выполняли поручения свыше. Мой отец был одним из тех просвещенных, кто руководил крупным городом. Между нами была определенная степень душевного родства, причем до этого мы встречались в нескольких жизнях в Атлантиде. Отношения у нас тогда были хорошими и теплыми, хоть мы и были из разных каст. Поэтому отец искренне обрадовался моему появлению на свет. Как, собственно, и вся остальная семья. Я была младшим и любимым ребенком. В ту пору, когда я родилась, во внешнем мире происходили весьма ощутимые изменения. Когда я только готовилась к очередной земной жизни, Атлантида стала стремительно меняться. Причем, к сожалению, не в самую лучшую сторону. Началось с того, что все больше и больше стал расшатываться климат, и ряд областей стал непригодным для жизни. Поэтому определенное количество городов, особенно находящихся в высокогорье, там стремительно холодало, было заброшено, и атланты переселялись на равнины. Но эти изменения погоды были легкими неприятностями по сравнению с другими, куда более страшными вещами. Дело было в том, что на Земле началось активное самоуправство новых кураторов, с которым было непонятно, что делать и как поступить. Как я уже писала в прошлых главах, в определенный момент у атлантов появились вторые кураторы. Основные кураторы по каким-то причинам уступили часть прав на Атлантиду им. Это случилось еще до того, как в верхушке атлантов произошел раскол. А затем по всей Земле прокатилась волна катастроф. Этот период я описывала в главе 40. После волны катаклизмов у очень многих просвещенных возникли подозрения, что конфликт в высоких эшелонах власти, который привел к той ужасной аварии, был отчасти срежиссирован новыми кураторами, которым было выгодно ослабление Атлантиды. Помимо этого были догадки, что именно они были инициаторами заселения более низкоразвитых душ на Землю. Однако долгое время никто атлантам этого официально не подтверждал. Скажу даже больше. Тех самых новых кураторов практически никто не видел, и простым людям о них толком не сообщали. Знали о расстановке сил среди кураторов разве что в двух высших кастах. При этом до рядовых просвещенных и простых жрецов детали практически не доходили. Им оставалось лишь строить собственные догадки на сей счет. Все информационные базы, из которых можно было узнать больше, были попросту закрыты. Грубо говоря, до поры до времени эти вторые кураторы практически никак не заявляли публично о своем существовании. Но вот пробил час, и их время пришло. Новые кураторы. В тот момент, когда этого никто не ожидал и без всякого предупреждения, на Землю высадился целый десант новых кураторов. Их группы неожиданно появились во многих частях Земли.
и они оперативно начали выполнять свои планы, разработанные, я полагаю, задолго до этого. Они выглядели и вели себя иначе, чем прежние кураторы. Начну с того, что они принадлежали к другой расе. Да, фигура внешне у них была вполне человеческая, только более мощная и мускулистая. И они также передвигались на двух ногах. Но при этом внешние отличия от людей были очень явными. Самая яркая из них — это кожа. Она была толстая, грубая, серо-зелёного цвета и походила на кожу наших рептилий. Ростом новые кураторы были значительно ниже атлантов, хотя те и продолжали мельчать. Чуть выше плеча среднестатистического мужчины. По развитию они были на уровне прошлых кураторов, только с уклоном в отрицательную сторону. Их внешний облик весьма походил на тот, который приписывают рептилоидам в теориях заговора. Для упрощения в дальнейшем буду их называть ящерами, чтобы не путать с основными кураторами. Так вот, эти ящеры, судя по всему, были не самой гуманной цивилизацией. Их методы работы с населением оказались весьма жесткими, а цели сводились к максимальному получению личной выгоды любыми средствами. Примечание. Термин «рептилоиды» я использовать не буду, потому что он часто употребляется в массовой культуре, причем иногда в каких-то абсолютно нелогичных теориях. Сразу вспоминается желтая пресса с заголовками вроде «Рептилоиды своровали картошку на рынке». Внешность, поведение и мотивацию рептилоидов кто и как только не описывает. И эти описания часто взаимоисключающие. Поэтому я буду использовать термин «ящеры», чтобы читатели представляли себе не зелёных человечков из подземелья, а конкретную внеземную расу, которая в своё время решила колонизировать нашу планету. Цель первого массового спуска ящеров на Землю была в том, чтобы установить в нужных местах своего рода базы. Они действовали как опытные бандформирования, быстро, жестко и неожиданно. Первым этапом был захват основных стратегических объектов. Они основательно покопались в настройках пирамид и основных ретрансляционных станций, которые распространяли в том числе и аналог местного электричества, чтобы переделать спектр излучений под собственные нужды. Вторым этапом была установка укрепленных баз, где должны были проживать представители ящеров в момент их командировок на Землю. Там же были их своеобразные штабы, где они принимали решения. Третьим этапом стало их взаимодействие с руководством атлантов. Ящеры заявили, что им нужно уступить часть территорий, где они в будущем планируют заселять вновь прибывшие души в телах другого типа. На этом этапе руководству атлантов стало понятно, что основной интерес новенькие представляли именно для ящеров. Они считали эти души своей собственностью и распоряжались ими, исходя из личных интересов. В тот период ящерам понадобилось заселить эти души в физические тела, а на Земле для этого были подходящие условия. При этом сами ящеры, разумеется, эмигрировать к нам не собирались. Им не было никакого смысла долго находиться на планете невысокого уровня. Тем не менее, они собирались заселить сюда своих подопечных и в дальнейшем контролировать развитие их новой цивилизации. Сами атланты в тот момент формально по-прежнему находились под попечением прежних кураторов. Но по факту те уже давно не появлялись на Земле, и атланты также попали под влияние ящеров и были вынуждены выполнять все, что те им приказывали. Оружия и армии у атлантов не было, да и начинать конфликт они бы вряд ли решились. Не тот у них был менталитет и характер. Поэтому им ничего не оставалось, как постепенно освобождать нужные ящерам земли и изредка пытаться выторговать какой-то участок территории. Тоже, как правило, не слишком успешно. Все вышеописанные события произошли до моего нового рождения. Когда я появилась на свет, колонизация Земли ящерами шла уже полным ходом. Многие города атлантов были расселены в другие места, чтобы освободить нужные территории. Другие поселения, наоборот, разрастались за счет того, что туда селили атлантов-изгнанников. Так было и с моим родным городом, который стал невероятно крупным центром. В те времена буквально кожей можно было ощутить, что атлантам некомфортно уживаться в условиях большой плотности населения.
Для них это было непривычно и болезненно. К тому же они очень остро переживали то, что ящеры с ними обращались высокомерно, относились как к подчиненным или даже слугам. Хоть ящеры и не жили в городах вместе с атлантами, но их делегации часто заявлялись без приглашения и требовали дать им в пользование какую-то технику или даже людей, к примеру, для строительства их собственных поселков. Возражений они не принимали, в диалог практически не вступали. В случае, если с ними не соглашались, переходили напрямую к угрозам. Сказать, что атланты были шокированы таким поворотом событий, значит ничего не сказать. Прошлые кураторы на Земле перестали появляться, и вестей от них толком не было. А для новых они были пылью под ногами. Что с этим всем делать, им было непонятно. А пока атланты тянули время и строили планы, колонизация Земли ящерами активно продолжалась. Глава 44. Смерть в пустыне. Итак, когда колонизация Земли расой ящеров шла полным ходом, я родилась в одном из крупных городов Атлантиды. Поскольку мой отец был одним из тех, кто занимал высокую должность, я с детства помню напряжение и тревогу в эшелонах власти, а также как и почти безуспешные попытки атлантов изменить ситуацию к лучшему. Моё первое воспоминание о ящерах тоже относится к временам детства. Я помню, как они приезжали на встречу с городским советом, а я, как и многие другие люди, стояла в толпе, которая наблюдала за прибытием их делегации. Поскольку атланты хорошо чувствовали чужую энергетику, то на нас всех они произвели крайне неприятное впечатление. Хоть мы и не могли в полной мере прочитать их эмоции, поскольку они были закрыты от нас специальной защитой их тонких тел. Тем не менее, их окружала аура высокомерия и надменности, и это было видно даже невооруженным глазом. Они даже не удосужились поприветствовать атлантов, собравшихся возле здания совета и в его коридорах, и прошли мимо нас с каменными лицами. Понятное дело, что внешнее строение ящеров слабо располагало к тому, чтобы проявлять эмоции. На их лицах мимики, как таковой, практически не было. Тем не менее, их отношение к атлантам, как к низшему сорту, ощущалось очень явственно. Я помню, как после этой первой встречи с ними долго и горько плакала. Тогда я осознала очень ясно, что ничего хорошего нам в ближайшее время ждать не придётся. И может стать только хуже. Собственно, я была недалека от истины. Те переговоры прошли хуже некуда. Отец вернулся домой печальным и сказал, что у атлантов собираются отобрать ещё часть территорий. Вдобавок, ящеры обязали их выплачивать регулярную дань в виде помощи ресурсами и трудовой силой. Через некоторое время большое количество представителей низших каст из нашего города, в основном тружеников под руководством управляющих, было отправлено в командировку. То есть строить новые поселения, куда ящеры собирались в будущем заселять своих подопечных. Несколько просвещенных тоже отправились с ними поднимать целину. Они настраивали оборудование для строительства и руководили им в целом, составляли план города, будущую схему его снабжения беспроводным электричеством и так далее. Хочу на всякий случай уточнить, что строительство велось не вручную, а с применением технологий, которые тогда были в ходу у атлантов. То есть грузы перемещались на антигравитационных платформах, камни обтачивались и обрабатывались сверхточными резцами и так далее. Поэтому изматывающей физической нагрузки у строителей не было. Но вот морально им было непросто. Как-то раз я упросила отца привезти меня на эту большую стройплощадку. По долгу службы ему приходилось там часто бывать, а мне было крайне любопытно посмотреть на постройку города. Уговаривать пришлось долго, но в итоге мой папа сдался и взял меня с собой. На тот момент мне было лет 7-8 по земным меркам, но я была довольно развитым ребенком и многое прекрасно понимала. Поэтому обстановку оценила быстро. Первое, что мне бросилось в глаза, это какая-то подавленность среди тружеников, которую они пытались скрыть даже от самих себя. Когда отец подходил к ним и спрашивал, как дела, они неизменно отвечали, что все хорошо, работы идут по плану, и ласково приветствовали меня. Атланты искренне любили детей.
Однако я видела, что на душе у них тревожно и смутно. Они не знали, чего им ждать дальше, и эта неизвестность терзала их. все таки они долгие века жили и перерождались, если не в идеальном, то в очень комфортном обществе, а теперь их мир стремительно менялся в худшую сторону. Ящеры непосредственно на место стройки приезжали нечасто, только чтобы проверить ход работ. Они общались исключительно с просвещенными или управляющими, как правило, чтобы сделать замечания. До рядовых работников не опускались. Однако нас это скорее радовало. Учитывая их менталитет, были опасения, что они могли начать запугивать простых атлантов. Но, к счастью, тогда они вели себя относительно прилично. Кстати, еще одно уточнение. Насчет того, как ящеры взаимодействовали с атлантами. Разумеется, они не знали их тогдашнего языка, да и не собирались его учить. Разговор с ними происходил примерно по тому же принципу, что и со старыми кураторами, мысленно. Они передавали четкую мысль собеседнику, а потом считывали его ответ. Поскольку ящеры значительно превосходили атлантов по развитию, то запросто могли взломать сознание любого из них, кроме разве что самых развитых, и посмотреть все мысли, а также подключиться к личным информационным базам с данными о прошлом и будущем. Поэтому скрыть что-либо от них было практически нереально. И это все понимали. Наверное, у многих читателей сейчас может возникнуть такой вопрос. Попытались ли атланты как-то сопротивляться произволу ящеров? Неужели они просто так взяли и приняли все их правила игры? На этот вопрос я могу ответить так. На самом начальном этапе ящеры сообщили руководству атлантов, что если те начнут чинить им препятствия, последствия будут самые фатальные. Как я уже писала в прошлой главе, первым делом после прилета на Землю ящеры основательно покопались в настройках пирамид и вышек, которые транслировали энергию. Они взяли эту систему под свой контроль, буквально выгнав оттуда за несколько часов всех просвещенных, которые там работали и управляли ей. А те были настолько ошарашены, что даже не успели ничего предпринять. Дальше ящеры уже прямым текстом сообщили, что в случае неповиновения атлантов они им устроят сбой системы и волну катастроф похлеще, чем у них уже была. Ящеры цинично заявили, что в цивилизации атлантов они, в общем-то, не слишком заинтересованы. Конечно, в качестве рабочей силы они были им подспорьем, но в случае сильного сопротивления им выгоднее будет уничтожить всех разом, а затем начать заселять Землю своими подопечными в новых телах. Поэтому, по их словам, атланты должны выбирать свою судьбу сами. Либо они помогают ящерам, и те их не трогают, либо мешают, и это будет концом их цивилизации. Атланты, как вы поняли, выбрали второе. Первая любовь. Несмотря на неприятные внешние события, жизнь в Атлантиде продолжалась, в том числе и моя. Я взрослела, заводила новых друзей, а через некоторое время со мной случилась и первая любовь. Мне было тогда лет 15-16 по нашим меркам. Я стала встречаться с парнем, с которым мы дружили с детства, и который также принадлежал к касте просвещенных. Подобно мне, у моего друга был очень живой и активный характер. И с ранних лет у нас с ним был тандем, мы объединялись, чтобы вытворить что-нибудь эдакое. Родители нам обоим попались мудрые и терпеливые, они прощали нам множество шалостей и не сильно ругали. Хотя они периодически все же применяли к нам самое страшное наказание, то есть на время запрещали общаться друг с другом, а для нас это было очень болезненно. Когда мы с приятелем детства стали парой, никто особенно не удивился. Это было ожидаемо. Наши родственники и друзья даже посчитали, что мы затянули. Они думали, что мы начнем встречаться гораздо раньше. Пользуясь случаем, расскажу немного о моем тогдашнем парне. Личностью он был весьма колоритной. Мы с ним виделись и раньше, в прошлых жизнях, и уже тогда я ему нравилась. Правда, проявлял он свою симпатию весьма странным образом. В главе 31 я рассказывала о том, как безответно влюбилась в одного из просвещенных, хотя сама на тот момент принадлежала к управляющим, и очень переживала, что он мне не отвечает взаимностью. Так вот, у той моей безответной любви был друг, которому я приглянулась и который все приглашал меня прогуляться вечером на сеновал. Я его своеобразное ухаживание сразу же отвергла,
но в итоге мы с ним подружились. И я чувствовала, что долгие годы нравилось ему. И вот теперь судьба распорядилась так, что он дождался своего часа. Мы с ним родились в одной касте и вдобавок ко всему дружили с детства. Тем не менее, та старая история основательно засела у него в голове. Атланты на тот момент все еще хорошо помнили прошлые жизни. И он с детства боялся, что я опять от него каким-то образом ускользну, и мы не сможем встречаться, когда вырастем. Уточню. Мой друг был одной из моих родственных душ, поэтому его чувства ко мне были сильными и проявлялись во многих жизнях. Я тоже часто отвечала ему взаимностью, хоть и бывали случаи, когда наши симпатии не совпадали. Вроде того воплощения, когда я влюбилась в его друга. Но все же по большей части нас тянуло друг к другу, и описываемая сейчас жизнь не стала исключением. Мой приятель с самого детства пытался отвадить от меня других ребят. Особенно это проявлялось в подростковом возрасте. Стоило кому-то из парней начать со мной дружить, он тут же вызывал его на разговор. О чем они там беседовали, я не знаю. Но в итоге соперник очень быстро куда-то исчезал, и больше мы толком не общались. Поженились мы с возлюбленным довольно рано по меркам атлантов. Нам было лет по 17-18. Так произошло по нескольким причинам. Во-первых, мы были близки всю жизнь. Поэтому нам не нужно было время, чтобы пройти притирку. А во-вторых, мы оба, к сожалению, знали, что он, скорее всего, умрет молодым. Поэтому времени у нас оставалось не так много. Про то, как я узнала о его раннем уходе, могу рассказать отдельную историю. Один раз в детстве мы разругались в пух и прах из-за какого-то пустяка, и я безапелляционно заявила, что больше не буду с ним дружить. А потом, чтобы еще больнее его задеть, добавила, что когда вырасту, выйду замуж за другого. Когда мой друг это услышал, то неожиданно для меня стал горько плакать. Он говорил мне сквозь слезы, что у него и так короткое воплощение. Так еще и я собралась его бросать. Зачем ему тогда вообще жить? Когда я услышала это, то была ошарашена. Я никогда не смотрела его будущее до этого. Все таки тогда мы были детьми лет 5, и нас больше занимали другие вещи. А когда он рассказал мне о своей судьбе, то и я увидела, что практически во всех вариантах жизни ему суждено было рано умереть. Это было для меня шоком, и я потом рыдала несколько дней. Родители как могли успокаивали меня. Говорили, что варианты будущего разные, что они меняются. Но я-то знала, что вряд ли они поменяются настолько, что мой друг будет жить долго и счастливо до старости. С тех пор в моей душе как будто открылась рана, которая была со мной всю жизнь. Я знала, что он рано меня покинет, и мне придется жить без него. Наша свадьба прошла очень весело. Несмотря на тревожную внешнюю обстановку, на ней гуляли все наши друзья и были очень рады за нас. Мы почему-то считались в своем окружении идеальной парой. Многие подруги даже признавались мне, что мечтают о том, чтобы их также кто-то полюбил. После свадьбы мы с мужем жили дружно. У нас обоих был общительный характер, мы часто собирали компании друзей, устраивали всякие конкурсы, розыгрыши и прочие увеселительные мероприятия. В общем, в свободное от работы время тусовались вовсю и прекрасно проводили досуг. Роковая командировка. А теперь расскажу о том, кем мы в то время работали. Я помогала отцу в организационной деятельности по управлению городом, поскольку теперь этим занимались просвещенные, а вот мой муж занялся гораздо более сложным и опасным делом. При его характере и склонности к риску это было неудивительно, но все равно я сильно за него переживала. Работа мужа заключалась в том, чтобы устанавливать и настраивать нечто вроде временных ретрансляционных станций. Эти станции размещали, как правило, за пределами городов и в пустынных местах. Идея их использования была предложена просвещенными незадолго до описываемых событий, поэтому они были новаторским и прогрессивным изобретением. В чем заключался их смысл? Дело в том, что тогда ящеры нагло вторглись в устройство всех энергосистем атлантов и фактически полностью контролировали их. И пирамиды, и менее крупные станции в городах, которые транслировали местное электричество, были у них под присмотром. При этом нельзя сказать, чтобы ящеры везде находились физически.
Просто они создали единый пульт управления этими системами, откуда могли вносить в них изменения. Атланты, особенно просвещенные, понимали, насколько такой контроль был опасен. Ведь жизнь всей цивилизации теперь висела на волоске, и ящеры могли положить ей конец в любой момент. Чтобы попытаться хоть как-то этому помешать, просвещенные решились на смелый шаг. Группа самых продвинутых специалистов разработала передвижные ретрансляторы, которые при включении органично встраивались в общую систему. Они начинали качать из общего оборота особый вид энергии. Она была довольно низкой частоты. А затем вливали ее в хранилище, которое находилось возле ретранслятора. Можно сказать, что так происходила кража энергии из общего оборота. Поскольку она была в небольших объемах, то ящеры до определенного времени не могли ее отследить. Хранилище украденной энергии находилось на тонком уровне, эфирном и астральном. Однако оно при этом было привязано к определенной местности. Эту привязку помогали сделать горные породы, которые находились рядом с ретранслятором. Их как бы заряжали энергией. На физическом уровне в местах хранилищ возникала довольно сильная радиация. Это было одной из главных причин того, что станции устанавливали в безлюдных местах. По сути, атланты создавали себе сеть тайных закромов энергии и потихоньку наполняли их, пока ящеры были заняты другими делами. Соль этой идеи заключалась в том, чтобы создать еще одну альтернативную энергетическую систему, с помощью которой можно было бы уравновесить основную. К примеру, если ящеры решили бы намеренно устроить в основной системе техногенную аварию, то вторая могла бы выступить противоядием, то есть частично смягчила бы последствия выброса. Еще одной целью было создание своеобразного энергощита вокруг городов атлантов. Этот щит в случае аварии основной системы должен был перенаправить опасные излучения в безлюдные места, подальше от поселений атлантов. Стоит ли говорить, что установку ретрансляторов и работу с ними просвещенные считали крайне важным и ответственным делом? Все это нужно было сделать без шума и пыли. Вдобавок, работу должны были выполнить профессионалы. Когда мой муж узнал о вакансии установщика ретрансляторов от своих родственников, которые занимались их разработкой, то тут же захотел им помочь. Его охотно взяли, хоть и предупредили, что работа опасная. Так и была создана их группа из 4 сотрудников, которая часто отправлялась в поля, то есть заряжать энергией новое подходящее место. Во всей их команде мой муж был самый молодой и отчаянный. Он охотно брался за самые сложные задачи. Им успешно удалось создать и наполнить несколько хранилищ энергии, а потом случилось то, чего я больше всего боялась. В очередной командировке произошла непредвиденная ошибка. При попытке скачать энергию из общей системы случился резкий и сильный выброс. Грубо говоря, сверхдоза радиации. Она была немного другого типа, чем при авариях на наших АЭС, но принцип ее разрушительного действия был на них похож. 3 человека, включая моего мужа, погибли на месте практически сразу. 4-й остался в живых, потому что находился в отъезде и вернулся к коллегам позже. Именно он и нашел их тела. Почему произошла эта трагедия? Точных причин мы так и не узнали. Однако практически все склонялись к тому, что виной всему была не ошибка кого-либо из группы, а кое-что другое. Большинство просвещенных впоследствии пришло к выводу, что тогда ящеры просто поставили защиту от взлома на основную энергосистему. И она стала реагировать на вмешательство именно таким образом. Вспышкой мощной энергии там, где ее пытались вскрыть. Подтверждением этому послужило несколько фактов. Во-первых, вскоре к руководству просвещенных заявились ящеры и велели передать всем, что мухлёж с энергиями, если они его еще раз заметят, будет пресечен очень жестко, вплоть до истребления всех представителей их касты. А во-вторых, после трагедии в пустыне никто не мог найти в астрале моего умершего мужа и его соратников. Они оттуда как будто пропали. Это было крайне странно, потому что атланты после смерти по традиции некоторое время находились в астрале, рядом со своим телом.
и мысленно прощались со всеми близкими. А вот в случае погибшей группы этого не случилось. Хоть их тела и привезли в город для церемонии прощания, их самих никто не мог увидеть или даже позвать в астрале. Мы все догадывались, что ящеры могли после трагедии притянуть их в астральных телах к себе с целью допроса, а потом удерживать силой своей воли или даже специальным оборудованием. Просвещенным было тогда известно, что существуют специальные ловушки для душ, которые работают по следующему принципу. Особым излучением удерживают возле себя астральное тело умершего, не давая ему никуда удалиться. И они подозревали, что такое оборудование ящеры могли применить к нашим несчастным ребятам. Однако прямых доказательств этому не было. Да и предъявлять колонизаторам какие-то обвинения никто не мог. Тяжелее всего в этой истории было, конечно же, близким погибших. Я помню, какое огромное горе навалилось на меня после смерти мужа. Хоть я и знала, что подобный вариант был вероятным в его судьбе. Мне ничего не хотелось, я была совершенно раздавлена и не знала, как мне вообще жить дальше. Я постоянно думала о нем и его судьбе, вспоминала наше недолгое счастье. Я понимала, что муж совершенно точно осознавал все риски, на которые шел по своей работе. Тем не менее, он искренне хотел сделать мир атлантов хотя бы немного лучше и безопаснее. Я полагаю, что он рассуждал так. Раз мне в любом случае умирать молодым, то надо выбрать самый общественно полезный вариант жизни и успеть сделать побольше хорошего. И я уважала его за этот выбор, хоть мне и было невыносимо больно от потери. Мне было тогда 20 с небольшим, и я была совсем юной девушкой. Но мне казалось, что очень большая часть меня умерла вместе с мужем. И я думала лишь о том, что впереди меня ждут долгие и пустые годы, без его любви и поддержки. Тем не менее, я понимала, что должна жить дальше, потому что мои задачи на то воплощение были еще не закончены. Глава 45. Создание человеческой расы. Первое время после смерти мужа я находилась как будто в анабиозе. Утратила интерес к окружающему миру и жила по инерции. Лишь спустя несколько лет я начала потихоньку отходить. Мою тоску как могли пытались развеять многочисленные друзья и родственники. Они приглашали меня на общие сборища и посиделки, звали прогуляться и развеяться. Через некоторое время их усилия дали результаты, и я стала более живой и активной. Такой, как до трагедии, я, конечно, уже не могла быть, но определенный прогресс наметился, и я стала возвращаться к привычной жизни. В этот же период я стала больше обращать внимание на внешнюю обстановку и интересоваться ею. Все таки тогда в Атлантиде случались судьбоносные перемены, и мы все были их частью. Поэтому мне захотелось узнать о тогдашних событиях за пределами нашего города-резервации, чтобы понять, могу ли я хоть как-то помочь общему делу. Извне к нам приходили в основном плохие новости. Многих атлантов продолжали выселять из мест, где они веками жили. Кого-то вынуждали уехать в соседние крупные города, и без того перенаселенные. А другим вообще приказывали строить новые поселки в крайне неудобных местах и переселяться туда. Но и это не было самым страшным. В конце концов, к бесконечным вынужденным переездам атланты уже успели привыкнуть. Наиболее неприятным было то, что теперь у атлантов наконец появилась возможность рассмотреть поближе своих соседей, то есть вновь созданную расу. И от того, что они видели, им становилось печально. Новая раса. А теперь я перехожу к очень важному для многих читателей моменту, а именно к описанию того, как на Земле произошло заселение новых душ и создание новой расы. Начну, наверное, с главного. Выглядели тела тогдашних людей не совсем так, как наши. Они были гораздо выше нас, примерно по грудь среднестатистическому атланту, а те были ростом около 3,5 метров. Телосложение их было более мускулистым, чем у наших современников, да и в целом тела были более совершенные. Тех людей гораздо реже одолевали болезни, и они жили дольше. Большинство доживало до 80-90, а иногда и до 100 лет в относительно нормальном состоянии здоровья.
Во всем остальном внешность у них была вполне человеческая, то есть привычная нам. Разве что черты лица были более правильные и красивые. Цвет кожи у этих людей был светлый. Можно сказать, что они были европейского типа. Представителей других человеческих рас, негроидной, монголоидной и так далее, я тогда не помню. Вполне вероятно, что они появились позднее. А теперь я расскажу о том, кто и как создал тогдашних людей. Во-первых, этот процесс происходил под контролем ящеров, и атланты в нем не участвовали. В прошлых главах я рассказывала, как старые кураторы разрабатывали совместно с руководством просвещенных проекты того, какими должны стать новые жители Земли и как они должны выглядеть. Так вот, тогдашние планы так планами и остались. Видимо, впоследствии произошло какое-то изменение договоренностей на уровне прошлых кураторов и ящеров. И в итоге все хлопоты по созданию новой расы последние взяли на себя. Во-вторых, процесс создания новых тел чем-то напоминал серийное производство. То есть были построены крупные лаборатории, где с нуля выращивались человеческие тела. Причем практически все они были взрослыми, а не детскими, чтобы сразу могли начать полноценное воплощение. За основу были взяты определенные исходники, то есть генетический материал тел, подходящих под условия проживания на Земле. Я полагаю, это мог быть генотип, уже проживающий на одной из других планет расы, немного доработанный под наши местные условия. В условиях тогдашних лабораторий можно было вырастить организм от нескольких клеток до полноценного взрослого тела. И когда оно было уже готовым, то есть функционировало, дышало и лежало как будто в коме под аппаратом жизнеобеспечения, туда можно было заселять душу. В-третьих, процесс пуска душ в такие тела был также весьма интересным. Чтобы рассказать о нем, нужно внести немного теоретических пояснений. Когда в наши дни тела формируются естественным путем в утробе матери, то вместе с физическим телом развиваются и тонкие тела будущего ребенка. В момент рождения они развиты еще не полностью, и первое время младенец неразрывно связан с биополем матери и отчасти с отцом. Полное отделение от родителей происходит гораздо позже. Полностью энергетически самостоятельным человек становится лишь к подростковому возрасту. В случае искусственного создания тел нужно предусмотреть множество процессов, начиная с физического развития тела до взрослого состояния и заканчивая параллельным наращиванием нижних энергетических оболочек, то есть эфирной и астральной. После того, когда все это готово, остается только притянуть к созданным телам определенные души с комплектом верхних энергетических тел. Поскольку лично я в этих процессах никакого участия не принимала, а ящеры о них атлантам не отчитывались, то мне сложно сказать, по какому принципу во вновь созданные тела притягивались души. Выбирались ли какие-то конкретные из вновь прибывших на Землю, или притягивали первых, кто подошел. Но в любом случае могу сказать, что души атлантов во вновь созданные тела не заселялись. Дело было в том, что ящеры изначально привезли с собой большое количество душ, которых считали своей собственностью. Они как бы перевели из других тонких миров множество новеньких в пространство посмертия Земли, которые находились на чистоте того света. Для новых душ, насколько мне известно, были созданы изолированные миры. Они до поры до времени не имели доступа к мирам того света, в которых атланты находились между перерождениями. Можно сказать, что для новеньких ящеры устроили в тонких мирах Земли своеобразный зал ожидания, где они должны были ждать своей очереди воплотиться на нашей планете. И вот настало время, когда первые из вновь прибывших заселились в искусственные тела. Им во многом повезло. Такие тела имели повышенный запас прочности по сравнению с теми, что были впоследствии рождены естественным путем. Первые люди выглядели лучше, были сильнее физически и практически не болели. Вдобавок к этому атланты, которые видели чужую энергетику, могли заметить следующее. Экстрасенсорные способности первых людей были гораздо более развитыми, чем у их потомков. Дело в том, что их астральные и эфирные тела были развиты с нуля в идеальных условиях. И там все было сбалансировано. Поэтому их уровень развития был примерно как у талантливых современных экстрасенсов.
Хоть они и не читали чужие эмоции так просто, как атланты, но все же могли неплохо подключаться к информационным полям и получать оттуда данные. В пределах того, что было им открыто, разумеется. Также они неплохо видели ближайшее будущее. Могли лечить руками, то есть с помощью своей энергетики. И в целом слишком отсталыми не выглядели. Хотя были в их строении и развитии некоторые особенности, о которых пойдет речь дальше. О моем знакомстве с людьми. Ну что ж, теперь настал черед рассказать, как лично я познакомилась с этими первыми людьми. В тот момент, когда я стала немного отходить от своей личной трагедии, отец предложил мне съездить с ним в город, который атланты когда-то построили для людей, и где я побывала с ним еще ребенком. Я понимала, что отцу было непросто включить меня в состав делегации атлантов, которая туда направлялась, и получить для меня разрешение на въезд. Контакты людей и атлантов на тот момент четко отслеживались, и лишний раз в их город нельзя было приехать. Тем не менее, отец все таки выбил для меня приглашение, чтобы я немного отвлеклась и развеялась. И вот мы поехали туда. Начну, наверное, с того факта, что эти два города, наш город атлантов и поселение людей, были сравнительно недалеко друг от друга. Грубо говоря, между нами было километров 50-60, не больше. Чтобы туда добраться, нам даже не нужен был самолет. Вся наша делегация передвигалась на быстроходной антигравитационной платформе, которая летела невысоко над землей со скоростью плюс-минус, как у современного автомобиля. Атланты использовали такие платформы для перевозки грузов и передвижения на небольшие расстояния. Когда мы причалили возле города, нам пришлось некоторое время подождать у ворот, пока их откроют. На тот момент абсолютно все поселения людей, о которых я знала и слышала, были наподобие крепостей, окружены стенами и сохраняемым входом. Практического смысла в этом не было. Атланты на людей не нападали, и между собой люди тогда тоже не воевали. Но ящеры повелели им селиться именно таким образом, чтобы изолировать их от атлантов и минимизировать контакты между этими двумя расами. Так вот, нам открыли тяжелые ворота, и мы зашли в город. Внешне он, разумеется, напоминал города атлантов, поскольку именно мои соотечественники его строили и проектировали. Кроме разве что внешних стен и ворот. Их люди сами достроили позднее. Но было одно отличие, которое сразу почувствовалось, причем очень резко и сильно. Дело в том, что в городе находилась вышка-излучатель, которая оказывала сильное биоэнергетическое воздействие на его обитателей. Даже у нас, атлантов, чьи тонкие физические тела были более развитыми, начинало как будто звенеть в ушах от этого излучения. Оно сильно подавляло. Мы знали, что с помощью этих вышек в сознание людей встраивали определенные программы. Читатели, наверное, вспомнят, как в главе 42 я рассказывала о ментальных программах, которые внедряло руководство в сознание рядовых атлантов. Так вот, те методы были чрезвычайно мягкими и легкими по сравнению с теми, которые сейчас использовали для воздействия на людей. Им мало того, что буквально вбивали в голову определенные мысли. Например, надо рожать побольше детей, не нужно контактировать с атлантами и так далее. Так еще и глушили сильные проявления их чувств и индивидуальности. Когда мы стали общаться с ними, я очень остро ощутила их неестественно ровное настроение и какие-то однообразные для всех эмоции. Это было печальной и удручающей картиной. Мне было жаль, что с этими душами так обошлись. На нас люди смотрели как на чужаков. В отношении атлантов им явно внушили мысль, что этим гигантам не стоит доверять, и контактировать с ними тоже нужно по минимуму. Языка атлантов люди, разумеется, не знали, и беседовать мысленно они с нами тоже не могли. Поэтому от нас выступали парламентёры, то есть те члены нашей делегации, которые знали их язык. Кстати, про то, откуда этот человеческий язык возник. Некоторые читатели, наверное, могут подумать, что самых первых людей, чьи души заселили в искусственно созданные тела, кто-то намеренно обучал новому языку, а также учил их с нуля ходьбе, приему пищи, правилам поведения и так далее. Однако это было не так. Все было проще и сложнее одновременно. В тот момент, когда в тела происходило заселение душ,
В их сознание загружали нечто вроде энергоинформационных матриц. Что они из себя представляли? Грубо говоря, это было нечто вроде искусственно созданной памяти. В этих матрицах была и информация о том, как ходить, есть, говорить, то есть делать все бытовые вещи на уровне моторики и рефлексов. Помимо этого, туда были также загружены языковые файлы, то есть была предварительно установлена ментальная связь с базой данных о языке, на котором люди впоследствии говорили. Язык этот, кстати, был разработан на основе речи и письменности атлантов, только был гораздо проще. Слишком сложные символы из него ушли, и появилось больше простых коротких слов. Но еще более интересным было другое. Большинство людей не знало, что их тела были искусственно созданы в лабораториях. Нет, они искренне верили, что жили на Земле издавна, и это их территория. В их матрицах была записана информация об их прошлом. Они помнили, что на Земле случилась страшная катастрофа, но их спасли и перевезли в безопасное место, то есть в те города, которые для них построили. Воспоминания о том, что было до катастрофы, я полагаю, для каждого создали индивидуальные. Однако эти воспоминания у них у всех были весьма размытые и туманные. Что-то вроде золотого века и утерянного рая, к которому сложно вернуться. Ящеров большинство из них тоже не помнило. И про их существование они фактически не знали. Те не появлялись в их городах и с людьми непосредственно не контактировали. Скажу даже больше. В описываемый момент ящеров уже практически не было на Земле. Они проконтролировали создание и расселение первых людей в построенных специально для них городах. А затем большинство из них благополучно улетело. Оставались определенные дежурные гарнизоны, но с людьми они практически не виделись. А если и приезжали, то те были не в курсе, что очутились на Земле именно по инициативе ящеров. Наоборот, они искренне верили в то, что являются коренным населением этой планеты. А нас, то есть атлантов, люди считали скорее непонятными соседями, которые по неизвестной причине живут рядом. Тем не менее, поскольку первые люди в тот момент еще неплохо видели чужую энергетику, то им, даже несмотря на наличие вышек, бросалась в глаза неординарность атлантов и незашоренность их сознания. Они понимали, что эти гиганты другие, не такие, как они сами. Но истинных причин этих отличий, к сожалению, не осознавали. Именно поэтому через некоторое время среди людей стали распространяться стереотипы. Дескать, атланты возгордились, и их больше всего интересует чужая энергия, которой они могут поживиться. Потом эта мысль пошла развиваться еще дальше, и люди стали подозревать, что все пережитые ими катастрофы случились именно по вине атлантов. Те, наверное, слишком далеко зашли в своих экспериментах с энергиями, а люди от этого пострадали. Я полагаю, что все эти догадки возникли не на пустом месте, поскольку из-за воздействия вышек в городах люди были крайне внушаемыми, то ящерам ничего не стоило потихоньку внедрять в их сознание определенные убеждения. К примеру, что атланты потенциально опасны, и их со временем придется поставить на место. Именно поэтому, когда мы прибыли в город людей, все смотрели на нас настороженно. Они знали, что мы приехали по делу, но все равно сторонились нас. Пока мы шли по улицам, дети прятались и украдкой выглядывали на нас из-за дверей домов. Наверное, опасались, что мы их заколдуем. Самым старшим детям было около 10-11 лет. Этот город заселили людьми примерно 12 лет назад. И самые первые малыши, рожденные естественным путем, уже успели подрасти. Я брела по улицам города, у меня был сильный дискомфорт от человеческой энерговышки и даже начинала слегка туманиться в голове. Но я знала, что с этим надо бороться. Отец меня несколько раз об этом предупреждал. Поэтому силой воли я возвращала себя в обычное состояние. Наша делегация направлялась на переговоры с людьми, от которых можно было ожидать чего угодно. Но все же мы верили в лучшее. А лично я вообще была рада, что вновь оказалась в гуще событий после нескольких лет сожалений и меланхолии. Глава 46. Последний шанс.
Основной целью нашего приезда в соседний город были переговоры по одному вопросу. Обе стороны, то есть Атланта и люди, считали это мероприятие крайне ответственным. Дело было в том, что на тот момент у этих двух рас начались определенные территориальные споры, и чем дальше, тем больше дело принимало не самый хороший оборот. Ящеры в ту пору в жизни своих подопечных уже практически не участвовали. Те сами защищали свои интересы, причем иногда весьма агрессивно. Люди искренне верили в то, что некоторую часть своих территорий атланты обязаны уступить им. Как я уже писала, они считали всю землю своей, а гигантов-соседей — неким недоразумением. Наглецы Атланты, по мнению людей, занимали самые лучшие территории своими городами и сельхозугодиями, и с этим надо было что-то делать. Кстати, перед тем, как углубляться в тонкости дележки земель, хочу описать быт и технологии тогдашних людей. Они, как и атланты, использовали довольно высокие технологии, разве что их устройства были немного менее навороченными. На валах землю никто из людей, разумеется, не пахал, да и вообще животных они ни для каких целей не разводили. Питались они также в основном плодами и овощами, которые выращивали на ближайших к своим городам плантациях. Однако именно с этим в определенный момент начались проблемы. Климат продолжал меняться, и все большее количество земель становилось малопригодным для сельскохозяйственной деятельности. Мы жили ближе к югу, хотя точное географическое расположение этих мест я указать не смогу. Сложно вспомнить, потому что мир тогда выглядел по-другому, чем теперь. Так вот, наши территории становились из года в год все более засушливыми. Плодородные долины, которые издавна возделывали атланты возле своих городов, были идеально сбалансированы по условиям для земледелия. А вот у людей технологии были менее развитыми, плюс климат портился. Поэтому земли им катастрофически не хватало. Особенно учитывая тот факт, что их популяция стремительно росла. Принимая во внимание все вышеперечисленные факторы, люди вызвали атлантов на ковер, требуя поделиться своими территориями. Они упрекали нас в том, что мы не входим в их положение, и в случае отказа грозили нам плохими последствиями. Атланты, разумеется, понимали, что сами по себе люди им мало что смогут сделать. Но опасным было то, что за ними стояли ящеры. Они могли невзначай открыть людям информационные базы с описанием различных военных технологий. Могли даже сами прилететь и начать разбираться с атлантами своими методами. В любом случае мы понимали, что если не идти людям на уступки, то нам это аукнется. Однако полностью уступать им тоже было нельзя, потому что цивилизацию атлантов с каждым годом все больше ущемляли. Продолжали выселять из некоторых городов, чтобы отдать их людям, заставляли строить для них новые поселения, а теперь еще приходилось отдавать земли, где была выстроена идеальная экосистема для сельского хозяйства. На тех переговорах мой отец и его соратники старались как могли сторговаться повыгоднее для нас. Однако часть земли нам все же пришлось уступить. В обмен люди формально обещали нам сотрудничество и помощь. Однако обе стороны понимали, что ничего по факту не будет, это лишь красивые слова. И все сотрудничество будет лишь со стороны атлантов, причем принудительное. Обратно домой мы ехали не в самом веселом настроении. Безусловно, плюсом было то, что дело не дошло до прямого конфликта. Но от нашего пирога продолжали бесконечно откусывать все новые и новые куски. И скоро нам самим могло уже мало что остаться. В последующие годы после этой встречи события развивались примерно по тому сценарию, что мы и предполагали. Поселения людей разрастались, а атлантов продолжали сгонять в резервации. Наш город расширялся за счет атлантов-переселенцев. При этом территории уже катастрофически не хватало. Просвещенные крутились как могли и пытались культивировать земли, которые ранее считались непригодными. Однако даже при их глубоких знаниях невозможно было создать из каменистого участка пустыни цветущий сад. Поэтому приходилось выводить новые культуры и сорта для засушливых мест и тратить гораздо больше сил для получения урожая. Но что самое печальное, людям даже при таком раскладе было мало их территорий.
и они вновь стали пытаться отжать часть земель у атлантов. Наши проблемы их совсем не волновали. Главным было решить свои. О моей дальнейшей судьбе. А тем временем, несмотря на все внешние сложности, моя собственная жизнь продолжалась. Я все таки нашла в себе силы отойти от трагедии, которая произошла со мной в юности, то есть гибели моего мужа, и жила дальше с принятием того факта, что она уже свершилась. И я не могу ничего с этим сделать. Хоть я и думала в молодости, что проведу всю жизнь в одиночестве, и такой вариант в моей судьбе действительно был. Все же в итоге я вышла замуж и родила детей. Моим супругом стал один давний друг, который с юности тусовался в одной компании со мной и первым мужем. После того, как я стала вдовой, он очень трепетно заботился обо мне и поддерживал меня. В итоге, после многолетней дружбы, я тоже прониклась чувствами к нему, и мы решили пожениться. В тот момент свадьбы у атлантов были уже гораздо менее торжественными, чем в период Золотого века. Энергетических ритуалов было гораздо меньше, и они были не такими сильными. Тем не менее, молодоженам по-прежнему искренне желали счастья близкие и друзья. И это очень хорошо ощущалось. Мой второй муж был, естественно, тоже из просвещенных. Он был крайне умным и развитым человеком. И с его легкой руки я стала смотреть иначе на многие происходящие в Атлантиде процессы. Кстати, мы с ним несколько раз до этого встречались в прошлых воплощениях. Читатели могут вспомнить, как в главе 24 я рассказывала о своем сыне, который был членом Высшего Совета и который уже тогда предвидел закат Атлантиды и пытался его предотвратить. В следующем воплощении мы вновь встретились и были тогда коллегами и друзьями. И вот теперь, спустя много лет, мы пересеклись вновь, и он стал моим мужем. Поскольку этот человек относился к моим родственным душам, то я прекрасно знала и понимала его, как и он меня. Так получилось, что на протяжении своих воплощений в Атлантиде он, в силу многих причин, был на голову выше большинства других, то есть превосходил их в развитии, причем значительно. Так же, как и для меня, Атлантида не была для него родной. Он прибыл сюда в определенный момент по личным причинам. Изначально у него был выбор между кастами, и он мог примкнуть к жрецам или просвещенным. Но в момент приезда он решил родиться первый раз среди управляющих. Те жизни, когда я была его матерью и другом, мы с ним оба провели в этой касте. Однако в описываемый период нас обоих уже перевели в просвещенные. Поскольку управляющие тогда уже ничего не решали, то некоторых развитых атлантов из этой касты тем или иным путем причислили к просвещенным. И мы с моим давним другом не были исключением из этого правила. Во все времена, что я его знала, он был крайне интересным. Правда, была у него одна особенность. Он довольно часто оставался одиноким. К примеру, в обеих жизнях, где мы встречались до этого, он не заводил семью и прожил всю жизнь холостяком. Он не был заносчивым, нелюдимым или высокомерным. Просто честно признавал, что не встретил настолько близких ему женщин, чтобы связать с ними жизнь. Когда я была сначала его матерью, а потом другом, то переживала за него по этой причине. Мне казалось, что ему должно быть тоскливо в одиночестве. Однако он неизменно отвечал, что это его собственный выбор, и ему так комфортнее. Поэтому и в этой жизни мне казалось до поры до времени, что мы будем просто дружить. Первое время, когда я была поглощена горем после гибели первого мужа, то была уверена, что он помогает мне исключительно по дружбе и как родственная душа. И никаких романтических планов на меня у него нет и быть не может. Однако со временем я стала замечать его интерес ко мне как к женщине. А потом пришлось признаться самой себе, что он мне тоже нравится. Так мы с ним и начали встречаться, а потом и поженились. Муж говорил, что это, скорее всего, его последнее воплощение в роли атланта. Также он рассказывал мне, что перед этим воплощением у него был выбор — родиться или немного оттянуть момент, побыв в тонких мирах. Однако он выбрал первое, потому что понимал, больше ему сыграть роль атланта, скорее всего, не удастся. И хотел прожить нечто вроде завершающей жизни в этой цивилизации. Он заранее знал, что мы с ним встретимся. И это, по его словам, была еще одна весомая причина для воплощения. Нам с ним крайне важно было в тот момент,
пока мы еще в осознанном и развитом состоянии, решить для себя некоторые вещи на будущее. Да и вообще приятно было напоследок понаблюдать друг друга такими, пока мы еще не скатились вниз в своем развитии. Далеко идущие планы. Кстати, насчет того, что мы должны были решить. Муж рассказывал, что прошлые кураторы, по его данным, продолжали выводить некоторых атлантов в другие миры через пространство посмертия. То есть после смерти у нас был чисто теоретический шанс переместиться в другие места и больше не рождаться на Земле. Я отвечала мужу на это, что если в этих других местах кого-то и ждут, то только его, а не меня. В конце концов, он изначально был весьма развитым и на Землю попал по личным причинам. При этом, учитывая его уровень, он мог бы воплощаться и в более продвинутых мирах. Поэтому да, у него, возможно, еще был шанс попасть в последнюю волну эмиграции, которую организовывали прошлые кураторы атлантов. Однако муж горел желанием забрать с собой и меня. Я не раз говорила ему, что у меня тяжелая карма, и, учитывая все мои прошлые подвиги, то есть деяния до Атлантиды, мне лучше остаться на Земле. Но он все равно пытался меня уговорить. Хоть это и не зависело полностью от него. Все равно он не хотел никуда переходить без меня. Я считала такую позицию неправильной. Пусть хоть он вырвется в лучшую жизнь при наличии такой возможности. Зачем ему пытаться протащить с собой балласт в виде меня и в разы уменьшать этим свои шансы? На всякий случай уточню. В отношениях между родственными душами есть один момент, который я не раз испытывала на себе. А именно, когда один с более хорошей кармой и высоким уровнем развития пытается улучшить жизнь другого, то неизменно жертвует собой. То есть, грубо говоря, отсекает наиболее благоприятные варианты своей судьбы и идет по худшим сценариям именно потому, что в них его ждет близкий человек. А в более удачных модификациях с ним встретиться уже невозможно, потому что тяжелая карма не дает грешнику попасть в более приятные места. Вот и получается, что если двум близким людям, один из которых погряз в плохой карме, выбирать быть вместе, то даже более удачливому придется хлебнуть немало страданий. Я не хотела, чтобы мой близкий человек оставался в худшем мире, поэтому пыталась уговорить его в будущем никак не связывать себя со мной и идти своим путем. Он отвечал, что хочет сам принимать решения, и если он считает правильным вытаскивать меня в лучшую жизнь, то и дальше будет так делать. Хоть мы и жили с ним дружно, но после подобных разговоров неизбежно ссорились. Муж говорил мне: «Неужели ты не видишь, что здесь собираются устроить ящеры, и к чему идет дело?» По его мнению, Землю решили превратить в низковибрационную реальность, где, как в тюрьме, должно было находиться множество неблагонадежных душ. Большинство подобных сомнительных товарищей, конечно же, привезли с собой ящеры. Их замысел, как считал мой муж, был весьма многогранным. С одной стороны, они устраивали некую колонию для опасных типажей, чтобы изолировать их от остальных. А с другой — общий уровень этих приезжих, которые в общей массе значительно превосходили количество самих атлантов, должен был впоследствии обрушить энергетику Земли и сделать из нее эдакую ферму, с которой можно будет собирать отрицательную энергию. Муж говорил мне, что если мы останемся на Земле, то окончательно увязнем в ее системах и начнем деградировать. Ему было понятно, что новенькие запустят определенные процессы, в которые втянуты всех оставшихся атлантов. И те, разумеется, не смогут долго оставаться белыми и пушистыми, и начнут активно нарабатывать негативную карму, из которой потом крайне сложно будет выбраться. Вдобавок, муж был уверен, что ящеры покопаются в настройках процесса перерождения на планете, и в нем появятся более жесткие рамки. К тому же, из-за падения общего энергетического уровня вскоре неизменно обрушатся более тонкие и возвышенные пространства посмертия. А значит, даже те немногие коридоры, по которым можно было перейти в более развитые миры, закроются. Да и возможности обучения и развития в перерыве между воплощениями станут куда более скромными. Конечно, все вышесказанное не было для меня неожиданностью. Я и сама это прекрасно знала. Однако я все же не была уверена, что покинуть Землю — это лучший вариант.
Я понимала, что лично для меня вероятность такого сценария не очень высокая. И даже если у меня получится вырваться, то ничего слишком радужного меня впереди ждать не будет. Прошлые долги в виде неотработанной кармы дадут о себе знать. Больше всего мне не хотелось, чтобы муж оставался на земле из-за меня. В отличие от самой себя, я считала его достойным жизни в лучшем обществе. И было бы обидно, если бы он потерял этот шанс из-за попыток протащить меня с собой. Однако муж с моими мыслями был в корне не согласен и уговаривал меня все таки попробовать отчалить после смерти. Так мы с ним и спорили периодически на эту тему, безуспешно пытаясь донести друг до друга свою правду. При этом мы оба понимали, что очень многое в будущем будет зависеть не от нас. Планеты и общество стремительно менялись, как и расстановка внешних сил. И с каждым годом варианты развития событий становились все более сложными и неоднозначными. Хоть очень многие из этих грядущих вариантов в принципе закрывали для просмотра, все равно по косвенным признакам мы догадывались, что к моменту нашего перехода в мир иной все может стать еще более запутанным. И последний шанс запрыгнуть в вагон уходящего поезда, то бишь покинуть Землю, может даже не представиться. Глава 47. Знакомство с богами. Та моя жизнь в угасающей Атлантиде была весьма интересной по нескольким причинам. Во-первых, мне довелось застать судьбоносные изменения в облике Земли, появление новой расы, стремительный рост городов и их населения. Во-вторых, я еще раз убедилась в том, насколько быстро перестраивается энергетическая система планеты в случае притока новых душ другого уровня развития и нравственности. Буквально за несколько десятилетий энергополе Земли подверглось таким загрязнениям, каких не было долгие века до этого, даже после волны страшных катаклизмов. В-третьих, я наблюдала большие метаморфозы и в самой себе, в своем восприятии мира и в отношении к жизни. В описываемое время мне пришлось основательно собраться и принять некоторые важные для себя и близких решения. Расскажу об этом подробнее. Несмотря на тревожную внешнюю обстановку, мы с мужем все таки решили завести двоих детей. Кстати, именно такое количество наследников было стандартным для атлантов. Поскольку долгие годы до появления людей количество душ в обороте было примерно одним и тем же, то при наличии двоих детей численность населения оставалась плюс-минус на одном уровне. Однако в те тревожные годы обстановка с деторождением стала меняться. Многие пары осознанно не заводили детей, потому что понимали, желающих родиться у них банально нет. Особенно эта тенденция прослеживалась в высших кастах. Многие души отсиживались в тонких мирах, а других и вовсе вывели из энергосистем Земли в рамках последней волны эмиграции. Тем не менее, у нас с мужем наследники все таки появились. Мы знали, что им нужно родиться в это время. Оно идеально с точки зрения их текущих задач. Поэтому было бы неправильным отказать им в праве прийти в материальный мир. В ту пору, ввиду изменений в энергиях планеты, вынашивать и рожать детей было уже сложнее, чем раньше. Беременность доставляла определенный дискомфорт, хоть в целом и проходила легче, чем сейчас у людей. И роды тоже были частично болезненными. Но я считала это небольшими издержками на пути к счастью. Детей я очень хотела, как и мой муж. Пришли к нам не совсем обычные души, и сын, и дочь были весьма высокого полета и занимали в прошлых воплощениях ключевые должности в Атлантиде. Мы с мужем в шутку называли их ударной командой. Они явно собирались дать бой тому беспределу, который творился последние годы на Земле. Уже с детства наши наследники были крайне развитыми и даже проходили стандартное для просвещенных обучение по ускоренной программе а-ля пятилетка за 3 года. Дочь в прошлом не раз была членом Высшего совета Атлантиды, и я помнила ее как серьезного и уважаемого человека. А сын был для нас с мужем родственной душой, и в прошлом мы с ним были очень близки. Читатели могут вспомнить, как в главе 24 я рассказывала о своем тогдашнем супруге, члене Высшего совета, который усиленно разрабатывал планы по спасению Атлантиды. Так вот, именно он стал теперь нашим сыном. Соглашусь, ситуация вышла довольно забавная.
В том далеком воплощении мы с теперешним сыном были парой, а мой нынешний муж — нашим сыном. Теперь же они поменялись местами, а я по-прежнему осталась в роли матери и жены. Ударная команда наших детей по мере взросления строила планы по спасению мира. Вернее сказать, Атлантиды. В тот момент, когда они стали подростками, мы с мужем оба работали в городской администрации на руководящих должностях. Муж был членом городского совета и занимал должность главного инженера, который согласовывал все технические изменения. А я была кем-то вроде помощника мэра, и на меня ложилось множество организационных вопросов. Долгие годы моим начальником был отец, но потом он по причине преклонного возраста ушел на пенсию, и я стала работать с его преемником. Наших детей все признавали не по возрасту развитыми, поэтому им разрешалось лет с 14-15 присутствовать на заседаниях городского совета. А через некоторое время им даже позволили вносить на всеобщее обсуждение свои идеи и брали их в разработку. Мы все понимали, что времени у атлантов осталось не так много, поэтому нужно прислушаться к мнению развитых людей, пусть они даже еще не совсем взрослые. В конце концов, возраст в их случае ключевой роли не играл, зато их богатый опыт мог значительно помочь общему делу. Встреча с богами. А теперь расскажу о том, что творилось за пределами нашего города и почему атлантам в тот период так остро нужны были свежие мозги и новые идеи. Люди продолжали наступать по всем фронтам. И хоть до прямого конфликта с ними пока не доходило, все же дело начинало пахнуть керосином. Ящеры продолжали работать с населением, причем весьма интересными методами. Начну с того, что они решили скрыть факт своего управления Землей в принципе. Они и до этого не сильно афишировали его, и большинство людей их никогда не видело. Но теперь они решили создать новую легенду. Официальную власть, за которой можно было полностью скрыть свое присутствие. Эта новая власть с виду имела вполне человеческий облик, далекий от внешности ящеров. При этом у них были навороченные и развитые тела, разумеется, созданные искусственно, с мощным энергетическим потенциалом и очень большим сроком жизни. Вдобавок, их рост был значительно выше, чем у обычных людей. Если рядовой человек был среднестатистическому атланту примерно по грудь, то они были ниже наших мужчин всего лишь на полголовы, то есть были примерно одного роста с женщинами-атлантами. Представлялись они людям как боги, основавшие их цивилизацию, и которых надо слушаться. Учитывая их высокий уровень развития и силу, они явно могли показать простым обывателям массу чудес, чтобы убедить их в своей избранности и величии. Помимо этого, люди благодаря воздействию вышек были весьма внушаемыми, и мысль про всесильных богов им явно скармливали на всех уровнях, начиная с физических шоу и заканчивая энергетическим воздействием. Стоит ли удивляться, что вскоре эта мысль прижилась, и богов усердно почитали. Насколько я помню, самых главных было человек 5-6, а в целом их пантеон состоял примерно из 20 человек. Состав у богов был весьма разношерстный. Среди них, к примеру, было несколько разжалованных ящеров, которых таким образом наказывали за какие-то проступки. Я полагаю, их бывшие коллеги и соплеменники принудительно заселили их души в новые человеческие тела и отправили в поля, то есть управлять людьми на земле. Помимо этого, среди богов были и выходцы из других миров, которых ящеры привезли с собой. Их отобрали по каким-то определенным признакам, скорее всего, взяли наиболее развитых, и также частично передали им руководство расой людей. К нам делегация богов впервые приехала вскоре после того, как им передали все полномочия. Официальным предлогом было знакомство с атлантами и приветствие. Однако мы все сразу поняли, что дело обстоит не так уж просто. Я полагаю, основной целью их прибытия было прощупать почву и выработать политику партии в отношении нас. Основным парламентёром со стороны богов выступал один товарищ, который большинству из атлантов сразу не понравился. Хотя официально считалось, что у них управляет совет из 5-6 человек, он, очевидно, стремился перетянуть одеяло на себя и принимать все решения единолично. Поскольку атланты все еще могли неплохо читать других людей,
то нам в глаза сразу бросились его хитрость и двуличие, а также стремление всех переиграть в свою пользу. Мы думали, что если он добьется своего, то у нас явно прибавится неприятностей. Боги, в отличие от обычных людей, были в курсе ситуации на Земле. Они понимали, кто теперь управляет планетой и какие у ящеров цели. К тому же, я подозреваю, они время от времени им отчитывались. Тем не менее, у богов была определенная свобода действий, и они явно стремились извлечь максимальную выгоду из своего положения. Их председатель уверял нас, что хочет наладить полноценное и взаимовыгодное сотрудничество, но никто ему не верил. Он невзначай, якобы под предлогом обмена опытом, пытался узнать, есть ли у атлантов какие-то секретные или продвинутые технологии, и собираемся ли мы их использовать. Мы ему отвечали общими фразами и ничего важного не сказали. Но все же после этой встречи у нас зародилось подозрение, что в ближайшее время наши отношения с людьми будут только ухудшаться. Дерзкий план. Предчувствия в отношении богов нас не обманули. Мало того, что они вошли во вкус и стали использовать свою власть на полную катушку, так и еще стали исподволь вредить атлантам. Началось все с того, что они учредили культы себя любимых, то есть строили храмы имени себя, просили устраивать в них молебны и так далее. Тот скользкий тип, который нам не понравился на встрече, таки добился своего и присвоил себе статус верховного бога, а все остальные были пантеоном богов. Боги дружно заявляли, что создали цивилизацию людей, а также являются полноправными хозяевами всей Земли. Атлантов первое время формально называли кем-то вроде старших братьев. Однако их отношение к нам ухудшалось с каждым годом. Боги убеждали людей, что мы можем быть опасны, и с нами надо держать ухо востро. К тому же нас объявили возгордившимися, поскольку мы не признавали их власти и величия. Периодически у атлантов и людей случались переговоры, но они ни к чему хорошему не приводили. У нас по-прежнему по маленьким кусочкам стремились откусить территории, а также буквально принуждали некоторых наших специалистов помогать людям по технической части. Чтобы не вступать в прямой конфликт и сохранять видимость сотрудничества, некоторым просвещенным приходилось ездить в их города и обучать тамошних инженеров нашим технологиям. Людям настраивали снабжение городов энергией, они также использовали аналог беспроводного электричества, обучали премудростям сельского хозяйства и так далее. Всё время, пока мы им помогали и их обучали, нас терзали смутные сомнения. Мы думали, что когда они выжмут из нас всё, что можно, мы станем им не нужны. И тогда, очевидно, может начаться даже вооружённое противостояние. Единственными факторами, которые пока сдерживали людей, было ещё сравнительно небольшое количество населения, а также интерес к нашим навыкам и технологиям. Однако их популяция стремительно росла, да и первые дети, рожденные естественным путем, уже были почти взрослыми. К тому же многие из наших изобретений они уже активно использовали. Поэтому атланты понимали, времени, чтобы что-то придумать и решить, осталось не так много. Именно по этой причине мы были крайне рады свежим мозгам и новым идеям, которые они могли предложить. А наши с мужем дети, которых мы назвали ударной командой, были как раз из таких. Молодые и инициативные ребята, которые искренне стремились помочь общему делу. Начиная с подросткового возраста, они принимали активное участие в заседаниях городского совета и совместно с отцом разрабатывали довольно интересные планы. Они обсуждали, как можно повлиять на богов, сыграв на их слабостях, то есть жажде власти и противостоянию внутри пантеона. Одну из частей этого глобального плана даже удалось осуществить. В итоге хитрого председателя сместили. Дело было так. Несколько высокопоставленных просвещенных стали предлагать ему тайное сотрудничество, то есть доступ к сверхсекретным и опасным энергетическим технологиям. Они обещали ему, что, завладев ими единолично, он сможет переиграть всех своих соправителей. Одних припугнуть, а от других и вовсе избавиться. Несмотря на свою хитрость и подозрительность, председатель не смог отказаться от такого выгодного предложения и согласился на него. Практически сразу после этого мы сдали его другим богам, предоставив все доказательства интриг за их спиной.
В итоге его сместили с должности, и одна из наших целей была достигнута. Боги занялись дележкой власти, и это на некоторое время позволило переключить их внимание на внутренние распри. К тому же их опасного предводителя лишили полномочий. Как пантеон расправился со своим бывшим главарем, мы были не в курсе, но долгое время о нем ничего не было слышно. После его увольнения мы с некоторым злорадством ждали того, как боги будут выкручиваться перед людьми из одной скользкой ситуации. Дело в том, что в честь Верховного Бога было построено немало храмов, и он сам нередко появлялся в них на богослужениях. Как теперь они будут объяснять пастве его отсутствие? Думали мы. В конечном итоге боги поступили довольно-таки остроумно. Они выбрали себе нового предводителя и представляли его людям как прошлого Верховного. Для максимального сходства ему даже сделали пластическую операцию. Поскольку перед простым народом Верховный Бог представал не так часто и был одет в пышные ритуальные одежды, то большинство простых обывателей разницы не заметило. А те, что усомнились в его подлинности, вскоре поплатились за оскорбление богов. За это полагалось строгое наказание. Впоследствии, чтобы дополнительно подстраховаться, культ второстепенного бога, который теперь стал новым предводителем, объединили с культом Верховного Бога. Так этому товарищу не пришлось играть две разных роли одновременно, и он сосредоточился на одной. Со стороны атлантов провокация среди богов была лишь началом глобального плана. У нас были и другие, гораздо более важные и дерзкие задумки, и мы ждали удобного момента, чтобы их осуществить. И вскоре это время действительно настало. Глава 48. Переход в другое измерение. В тот период, который я сейчас описываю, мы с мужем были членами городского совета в одном из самых крупных уцелевших городов Атлантиды. Формально все самые важные вопросы должен был решать глобальный высший совет, который был призван руководить всей цивилизацией атлантов. Однако на тот момент его уже созывали очень редко, было незачем, потому что практически все самые влиятельные люди жили в нашем городе. Так что наш собственный городской совет решал теперь практически все самое главное. Именно поэтому, когда мы разработали план спасения Атлантиды, он стал направляющим курсом для всей цивилизации. В чем же заключался этот план? Хочу сразу предупредить читателей, эта информация будет очень необычная, и некоторым, возможно, будет не так просто сразу в нее поверить. Так вот, план, который придумали просвещенные, состоял в том, чтобы перевести несколько городов Атлантиды в другое измерение. Техническую часть этого плана мне, к сожалению, будет сложно объяснить в деталях. Но все же я постараюсь простым языком рассказать про его суть. Итак, любая реальность существует на определенной частоте. Она чем-то похожа на радиоволну, на которой вещает радиостанция. При этом на нашей планете возможных частот, на которых могут находиться реальности, предостаточно. Именно это и позволяет существовать множеству параллельных веток одновременно. План атлантов состоял в том, чтобы искусственно повысить частоту того участка реальности, в котором находился наш город. Предлагали начать с него, а с остальными попробовать потом. При этом, и это очень важный момент, частота не должна была повыситься настолько, чтобы стать равной частоте уже существующей по высшей ветке реальности. Там мог также быть наш город, но в другой модификации. Нет, задумка была не в этом. Ее суть была в том, чтобы создать изолированный карман нашей реальности, который будет находиться на более высокой частоте. Грубо говоря, если текущая частота нашей реальности была единица, а более высокой параллельной двойка, то карман предполагалось расположить примерно на частоте 1,3. Цель у этого всего была в том, чтобы сделать наш город невидимым и недосягаемым для людей. Помимо этого, в дальнейшем можно было бы вовсю осваивать новую реальность на частоте 1,3. То есть пробовать переносить туда и другие оставшиеся поселения атлантов. В общем, такова была задумка, но самым сложным было, конечно же, ее реализовать. Частоту города предполагалось повысить с помощью вышек,
радиус действия которых распространялся на нашу территорию. Эти вышки уже стояли у нас изначально, и одной из их функций была передача беспроводного электричества. Однако теперь их предполагалось доработать и навесить на них дополнительное оборудование. Однако исключительно одних лишь вышек, пусть даже доработанных, было недостаточно. Нужны были и более мощные устройства. К ним относились специальные преобразователи частот, которые предполагалось расположить по периметру города. Выглядели они довольно прозаично, как небольшие ящики, которые было просто замаскировать в наших каменистых ландшафтах. Помимо самой коробки, у преобразователя была и антенна, похожая на столб. Ее тоже прятали среди скал, чтобы сложно было заметить со стороны. У вышеописанных преобразователей было несколько важных функций. Во-первых, они должны были своим излучением изменять частоту пространства. Во-вторых, создавать своего рода экран маскировки, чтобы те люди, которые оказались в будущем возле города, не видели бы его. То есть на его месте в человеческом измерении должен быть некий мираж. Человек, оказавшийся неподалеку, наблюдал бы лишь пустынные территории и самого города Атлантов обнаружить бы не смог. При этом, что интересно, в этом измерении, то есть на частоте единица, город все равно частично оставался, просто становился невидимым, и его территорию как бы сжимало. Она располагалась буквально на нескольких метрах земли. Вернее сказать, именно к этому пятачку должна была быть энергетическая привязка города, который находился в кармане на частоте 1,3. При этом внешний пятачок также выглядел пустынным, просто из него был технический выход в город для тех, у кого были технологии и доступы. Возможно, все вышесказанное звучит сложно и кажется фантастикой, но именно такой замысел я вспомнила. План и его реализация. Ну что ж, а теперь пришло время рассказать, как атланты притворяли в жизнь свой замысел и что в итоге из этого вышло. Разработка технологии и оборудования началась задолго до основных действий. В ней принимал активное участие мой муж, который считался одним из ведущих инженеров в нашем городе, и многие его коллеги. Также эти исследования очень интересовали наших детей, особенно сына. Он, конечно, не обладал полноценными техническими знаниями, чтобы быть ведущим специалистом. Но зато он помогал городскому совету продумать политику партии. К примеру, как отвлечь внимание богов на другие вещи, чтобы они не знали о наших намерениях. В целом, реализация замысла заняла долгие годы. Мне кажется, лет 10, если не больше. И вот, наконец, приблизился момент пуска. Хоть к тому времени все еще было не идеально, но мы понимали, что ждать дольше уже может быть рискованно. Боги с каждым годом все больше и больше стремились выжать из атлантов ресурсы. Мы должны были передавать людям часть производимой нами техники, освобождать свои территории и помогать в освоении новых земель и строительстве городов. При этом с нами самими обращались по принципу «проблемы индейцев шерифа не волнуют». То есть, когда нужна была помощь от нас, то нас находили мгновенно. А вот когда что-то нужно было самим атлантам, то боги и люди не замечали наших просьб. Вдобавок к этому, чем дальше, тем больше боги считали нас своими подчиненными. Хорошо хоть строить храмы в свою честь и молиться в них не заставляли, но и это могло нас ждать впереди. Именно поэтому изоляция от людей и богов с каждым годом становилась для нас все важнее. Частоту нашего города начали повышать постепенно, и процесс перехода занял несколько дней. Если бы кто-то все это время стоял за пределами города и наблюдал его со стороны, то взору предстала бы следующая картина. Все предметы, здания и даже люди как будто блекли и размывались, становясь более прозрачными. То есть при взгляде из основного измерения город словно постепенно таял в воздухе. Однако у нас самих, находящихся в нем, такого ощущения не возникало. Частота нашего сознания и внимания также постепенно поднималась. Поэтому мы по-прежнему воспринимали материальными как друг друга, так и окружающую обстановку. Однако переход для нас прошел далеко не так гладко, как планировалось изначально. В городе даже случилось несколько трагических событий. Последствия перехода.
Дело было в том, что воздействие излучателями и повышение частоты было огромной нагрузкой на организм и психику жителей города. Скажу даже больше. Если бы, к примеру, сейчас в современном городе провели бы нечто подобное, то, думаю, большинство людей сошло бы с ума или погибло. Поскольку при переходе происходит перемещение физического и тонких тел в более высокое измерение, то связи между ними начинают как бы отстраиваться заново. И если изначально они были выстроены с некими помехами, то при переходе эти помехи будут увеличены во много раз. Именно поэтому результатом для человека может стать сумасшествие или даже физическая смерть. Кстати, небольшая ремарка. Не исключено, что в нашем мире даже как-то пытались сделать нечто подобное. Я сейчас не буду ничего точно утверждать, но все же мне настойчиво вспоминается так называемый филадельфийский эксперимент 1943 года. Возможно, тогда была применена отдаленно похожая технология. То есть частота корабля сначала подскочила вверх, и он исчез из видимости. А потом упал вниз, и он вновь появился в физическом мире. При этом из экипажа почти никто не выжил. Хотя, возможно, все происходило иначе. Или эта история даже является мистификацией. Однако она мне все же показалась весьма интересной, поэтому я и решила поделиться своими мыслями с читателями. А если вернуться в Атлантиду, то перед поднятием частоты города всех его жителей тщательно осматривали, чтобы определить готовность их организма перенести переход. Очень многим сообщили неутешительную новость. Они банально его не выдержат, и им лучше уехать в другое место. Причем, что интересно, среди подобных людей было не так много пожилых, как можно было бы ожидать. Нет, молодежи было предостаточно. Это объяснялось тем, что у новых поколений было все больше помех в ДНК-коде ввиду сильного падения энергетики планеты. И, соответственно, их физические тела не могли образовывать идеальные сцепки с тонкими телами. В момент перехода нагрузка на организм возросла бы во много раз, и эти люди могли бы пострадать. Однако даже при долгой подготовке и отсеве неподходящих людей все равно были те, кому переход причинил серьезный вред. Большинство из них было теми, кого заранее предупредили о возможных проблемах, но оставили им право выбора. У них все же были неплохие шансы, что все пройдет гладко. Тем не менее, поскольку оборудование при переходе сработало не идеально, как позже выяснилось, из-за неполадков в работе одной из установок, то этой группе риска повезло меньше всех. Несколько человек погибло, а около 50 атлантов приобрели проблемы с психикой. Часть из них впоследствии удалось вылечить, хоть и не полностью. Но около 10 человек так и остались практически невменяемыми. Через некоторое время их отправили в мир иной под руководством просвещенных. Тогда считалось, что жить в таком состоянии человек не должен. От этого одни страдания. И все же, несмотря на все эти неприятные последствия, в целом задумку можно было считать удавшейся. Главный город атлантов действительно подняли на более высокую частоту, и он стал невидим и практически недосягаем для людей. При этом мы сами ощущали его таким же материальным, как и прежде. С окружающими город местами вышла довольно любопытная история. Поскольку их на новую частоту, то есть в карман реальности, не перенесли, то они там в полной мере проявиться и не могли. Чисто внешне это выглядело так, как будто город, включая небольшую территорию вокруг и сельхозугодия, что были рядом, за периметром был окружён туманной дымкой. Сквозь неё едва просвечивали оставшиеся в прошлом измерении пейзажи. Попасть в этот прошлый мир было невозможно. Когда атлант подходил к краю территории, за которой начинался туман, то встречался как будто с невидимой преградой, которая отбрасывала его назад. Одним словом, вход туда был закрыт. Глава 49. Крах эксперимента. Первое время после перехода было довольно позитивным для большинства моих соотечественников. Несмотря на то, что он прошел далеко не идеально и даже были небольшие жертвы, все равно мы были счастливы, что мы это сделали. Лично я гордилась своим мужем, который был одним из главных разработчиков этого проекта, и радовалась, что их сложная работа не прошла зря.
Однако после первой радости и эйфории нас, то есть жителей города, стали одолевать непростые вопросы, которые нужно было оперативно решать. Но об этом немного позже. Сначала расскажу о бытовых деталях функционирования города, которые, несомненно, будут интересны многим читателям. Чисто физическое обеспечение продуктами и питьевой водой после перехода работало практически так же, как и раньше. Дело в том, что у нашего города была весьма обширная территория, в которую были включены сельхозугодия, которые еще не успели отобрать у нас люди во главе с богами. Всю эту территорию, поселение плюс прилегающие к нему земли, как раз и перенесли в вышестоящее измерение. Там же были скважины с водой и оборудование для переработки отходов, поэтому никакой гуманитарной катастрофы в городе после перехода не случилось. Что касается климата и общей экосистемы нашего маленького кусочка реальности, то все это было устроено весьма любопытно. То есть наш город как бы черпал энергию и подпитывался от основной реальности, за пределами которой мы оказались. Но при этом наша собственная экосистема была абсолютно стабильной, и ее можно было практически настраивать вручную. Дождей у нас не шло, постоянно светило солнце. Полив растений осуществлялся за счет использования подземных вод на наших территориях. Можно сказать, что при переходе была скопирована некая визуальная картинка окружающей реальности. Она включала в себя внешность города и его жителей, рельеф местности, расположение подземных вод и так далее, которая затем продолжала работать и подпитываться энергией от основной системы, то есть реальности, из которой мы все вышли до этого. Инженерный просчёт. Казалось бы, чем дальше, тем больше жизнь в нашем изолированном городе должна была налаживаться и походить на райский сад. Однако на деле всё произошло с точностью наоборот. И на это были свои весомые причины. Да, нам больше не угрожало агрессивное вмешательство людей и богов, и они не смогли бы завоевать и подчинить себе наш город. Однако неприятности стали приходить оттуда, откуда мы их не ждали. Начну их описание, наверное, с объяснения того, как атлантам удалось переместить в другое измерение целый город, прямо под носом у ящеров. В конце концов, те никогда не отличались чрезмерной благожелательностью, и сугубо из чувства милосердия они вряд ли позволили бы атлантам такой побег. Дело здесь в другом. Если вернуться к тем временам, когда разработки проекта перехода только начались, то надо отметить один важный факт. Базу знаний, которая позволила атлантам создать оборудование и технологии для перехода, открыли им прошлые кураторы. Да, в те времена связь у некоторых просвещенных с ними еще оставалась, и по этим каналам были переданы необходимые знания. Также кураторы сообщили, что они договорились с ящерами о том, что некие осколки цивилизации атлантов должны быть сохранены. К тому времени всем было уже понятно, что дни атлантов сочтены, и кураторы попросили ящеров о такой уступке, а те ответили согласием. Однако все это прошло мимо богов, которых не посвятили в эти договоренности. Грубо говоря, атлантам поручили решать вопросы конспирации и секретности проекта самим. И никто не стал бы их дополнительно защищать от любопытства и самоуправства людей во главе с богами. Прошлые кураторы на этот момент ничего уже не решали. Им и так сделали одолжение, что позволили дать атлантам шанс. А ящеры уже давно находились за пределами Земли, и им было плевать на наши проблемы. Грубо говоря, сверху нам дали возможность спастись, и от нас самих зависело, как мы ей распорядимся. Однако, чем больше времени проходило, тем лучше мы понимали, что возможность эта с большим подвохом. И дело тут было даже не в том, что атлантам надоело находиться в своем замкнутом мирке, хоть и это отчасти было. Нет, все началось с того, что наша энергетическая система постепенно стала выходить из равновесия, и это явственно ощущалось. Так происходило потому, что вибрации людской реальности продолжали падать. Вскоре после того, как мы переместились в свой карман реальности, энерговышки в городах людей стали понижать свои частоты, и это сказалось практически на всем, что происходило в человеческом мире. Стали закрываться способности к ясновидению и предсказанию будущего, которые, несмотря ни на что, еще оставались у первых людей. Население стало в целом более агрессивное и нетерпимое друг к другу.
Начались первые конфликты между людьми за территории и сферы влияния. Боги, если что, тогда в эти небольшие распри не вмешивались. Они были кем-то вроде верховных правителей, а конфликты происходили на уровне управляющих соседних городов и старшин поселений. Помимо этого, оставшихся в прошлой реальности атлантов стали ущемлять в двойном размере, угрожая им расправой в случае любого несогласия сотрудничать. Одним словом, вибрации той основной ветки реальности неуклонно меняли частоту на более низкую. Из-за этого стали страдать и энергетические сцепки с изолированной реальностью атлантов, и потоки энергии стали идти немного кривым образом. Это приводило к ухудшению самочувствия жителей и общему ощущению нехватки сил. Но это было лишь началом конца. Вторым, еще более ощутимым следствием стала рассинхронизация потоков времени между основной веткой реальности и карманом. Из-за того, что эти две области все больше энергетически отдалялись друг от друга, время в них стало идти по-разному. Так что же в этом плохого и страшного, могут спросить читатели. Ну, подумай, жили атланты в каком-то другом времени. Какая им разница? Все равно они были изолированы. На самом деле тут все не так просто. Время — это гораздо более сложная субстанция, чем мы себе представляем на бытовом уровне. Оно, по сути, представляет из себя скорость прохождения энергетических потоков сквозь определенную реальность. Чем эта скорость выше, тем быстрее течет время и наоборот. А еще время, кстати говоря, напрямую связано с уровнем развития реальности. Чем более высокий уровень у ее обитателей, тем больше будет ускоряться их время, потому что их сознание работает на высоких оборотах и как бы разгоняет потоки энергии. В низкоразвитых мирах, наоборот, общий уровень сознания невысокий, восприятие медленное, и время в них как бы вязкое и течет медленнее. А теперь о том, как все это относилось к тогдашнему изолированному городу атлантов. Дело в том, что когда его выделили из окружающей реальности, то там остались только высокоразвитые атланты, поэтому их сознание способствовало ускорению местных потоков времени. А вот у людей наоборот. Уровень развития все больше падал, и они проваливались в более медленное время. И чем дальше, тем больше увеличивался разрыв между этими мирами. В прошлой главе я писала, что при определении кармана реальности с городом атлантов можно было условно представить его частоту как 1,3, тогда как частота основной реальности была единица. Разрыв между ними в 0,3 был выбран как оптимальное значение. При таком разрыве, с одной стороны, наша реальность еще могла подпитываться от основной, а с другой — к ней уже трудно было получить физический доступ. Однако чуть позже, благодаря ускорению нашего времени, наша частота стала 1,4, а у людей произошло замедление времени, и их частота упала до 0,9. В итоге разрыв между ними стал уже 0,5. И с инженерной точки зрения это стало очень опасно. Вдобавок, со временем этот разрыв все больше увеличивался. Из-за того, что потоки энергии в нашей реальности были выстроены криво, и время рассинхронизировалось с основным, то наша частота стремилась к неконтролируемому повышению. Кстати, небольшое уточнение. Существует некий стереотип среди эзотериков, что повышение частоты — это всегда хорошо. Это якобы даёт людям возможность возвысить вибрации и стать лучше. Однако это справедливо лишь по отношению к очень невысокому поднятию частоты. Вдобавок, общество должно быть к этому готово. А если частота взлетает резко и гораздо выше, чем это способно вынести сознание людей, то тут ничего хорошего уже нет. Наоборот, это приводит к весьма печальным последствиям, о которых и пойдет речь дальше. Как это выражалось чисто физически? Наша сбалансированная энергетическая система стала давать сбои. И в основном они сказывались, к сожалению, на сознании людей. У большинства атлантов стали развиваться расстройства психики и поведения. Если описывать современным языком, то это было похоже на биополярные или пограничные расстройства личности. Некоторых шатало от эйфории к депрессии, другие впадали в долгую апатию, а кто-то становился циничным и равнодушным к чувствам других. Были и те, кому повезло еще меньше.
У них развивались полноценные психические заболевания вроде шизофрении. Конечно, все это пробовали лечить, и временами состояние удавалось стабилизировать. Но суть была в том, что проблема была внешняя, то есть сознание людей страдало от искаженных потоков энергии нашей реальности. Поскольку мы находились в ней как рыбы в воде и не могли существовать вне ее, то у нас фактически не оставалось выбора и приходилось мучиться от подобных недугов. Кстати говоря, помимо психических отклонений, буйным цветом стали расцветать и болезни. У большинства атлантов появились серьезные хронические заболевания. Что касается лично меня, то я большую часть времени была в подавленном расположении духа, хоть и пыталась силой воли как-то себя расшевелить. Муж с психологической точки зрения был более стабильным, но у него была другая проблема — дикие головные боли и головокружение. Он мог несколько дней лежать, практически не вставая с кровати, а потом еще неделю его мучила сильная слабость. Наша дочь была моложе, и физическое здоровье у нее было лучше, однако эмоционально ее шатало еще похлеще, чем меня. У нее были приступы сильной злости и даже агрессии, которые было тяжело нейтрализовать. На тот момент она вышла замуж и часто ссорилась с мужем. Несколько раз они даже дрались. Вернее, она нападала на него, а он пытался защититься. Мне было невероятно больно за этим наблюдать, но я ничего не могла поделать. Что касается сына, то мы толком не знали, как у него дела. Незадолго до перехода города в другую реальность он уехал от нас. Он был в той группе атлантов, которая должна была контролировать проект и работу оборудования извне, то есть из основной реальности. Первое время сын и его коллеги изредка появлялись у нас с помощью специальной технологии входа в город. Однако позднее, когда появился сильный разрыв частот между основной реальностью и нашей, переходить к нам стало рискованно. Поэтому гости из прошлой реальности у нас перестали появляться. И своего сына мы не видели много лет. О причинах неудачи. Почему все получилось так плачевно и эту ситуацию не предусмотрели заранее, могут спросить читатели. И почему атланты, когда начались проблемы, просто не понизили частоту своей реальности, дабы разрыв с основной не был таким большим? Мне сложно дать четкий ответ с инженерной точки зрения, но я могу попытаться объяснить в общих чертах. Когда весь проект только задумывался, то предусматривалась определенная схема его подпитки энергией. Однако то, что планировалось изначально, на практике не вышло. Были и внешние причины. Боги, будучи не дураками, вскоре обнаружили пропажу города и поняли, в чем дело. Хоть сверху им и поступил приказ особо не мешать, все же они решили нам немного подгадить из вредности. Они поставили рядом с энергетическим входом в город несколько новых вышек, которые пусть незначительно, но искажали работу нашего оборудования. Когда мой сын с командой пробовал с ними разобраться, они только пожимали плечами и все отрицали. Мол, вышки поставили совсем не для этого, а не важная часть человеческой энергосистемы. Хоть это и было чистой воды ложью, но рычагов влияния на богов не было. Поэтому приходилось как-то перестраивать наше оборудование, пусть и не слишком удачно. Конечно, подлянка от богов не играла решающей роли в проблемах нашего города, но все же добавила нам неприятностей. Пустила же наше дело под откос понижение общих вибраций мира людей, и с этим мы уже ничего не могли сделать. Нашу собственную частоту мы понизить тоже не могли. Там был один важный технический момент. Дело в том, что в самом городе у нас, во-первых, не было нужного оборудования, а во-вторых, понижение частоты требовало вливания особого типа энергии. А на входе в нашу реальность стояли определенные фильтры, которые ее не пропускали. Еще одна важная причина, по которой наша задумка в итоге потерпела крах, была в том, что изначально планировали создать сеть изолированных городов, а получилось сделать только один. Несколько городов по изначальной задумке инженеров проекта должны были стабилизировать друг друга. Однако в итоге у атлантов, оставшихся в старой реальности, не получилось перенести на нашу частоту другие города. Мы были в ней одни, и наш корабль стремительно терпел крушение. Глава 50. Конец света.
Как я уже говорила чуть выше, среди эзотериков существует распространенный стереотип относительно частоты вибраций. Якобы чем она выше, тем более высокоразвитым и нравственным становится общество. Отчасти это верно. Однако здесь есть нюансы, о которых говорят редко. Дело в том, что сознание общества должно быть готовым к повышению частоты. Если она поднимается искусственно и становится настолько высокой, что вступает в конфликт с чистотой сознания большинства людей, то проблем не избежать. Так, собственно, и случилось с атлантами. Их, вернее, наше, поскольку я тоже была там, сознание попросту сломалось от энергетического диссонанса с частотой окружающей реальности. И спустя время не осталось уже никого, кто не заработал бы себе ощутимых проблем с психикой или здоровьем. А чаще всего и с тем, и с другим одновременно. В тот период, о котором пойдет речь, я была уже пожилым человеком. Не сказать, чтобы по меркам атлантов я была совсем старой. Но многочисленные телесные недуги и моральные проблемы износили меня раньше времени. Поэтому я казалась старше своих лет и выглядела замученной жизнью, как и большинство людей из моего окружения. Мой муж незадолго до этого умер от инсульта, сказались его давние проблемы со здоровьем. С одной стороны, мне было очень тяжело и тоскливо без него, а с другой, я даже была за него немного рада. Я надеялась, что он уже отдыхает на том свете и больше не страдает, наблюдая те чудовищные последствия, к которым привел наш эксперимент. В конце концов, он был в нем одним из главных инженеров и идейных вдохновителей. Поэтому я понимала, насколько ему было больно видеть то, что стало с нашим городом. Мне самой после его смерти оставалось лишь доживать ту жизнь и ждать, когда она наконец закончится. Казалось, что кругом все погружается во тьму и хаос, множество людей вокруг умерло от болезней, а некоторые даже стали жертвами конфликтов. Многих из них убили те, кто до этого был их друзьями или даже членами семьи. Да, к сожалению, у большинства атлантов настолько уехала крыша, что насилие в семьях или даже убийства стали нередкими. Численность населения города продолжала катастрофически падать. Новых детей уже практически не рождалось. Практически все беременности заканчивались выкидышами. Либо, если дети все таки появлялись на свет, в очень редких случаях, то у них был целый букет заболеваний, и с раннего возраста проявлялись психические расстройства. У моей дочери лет за 10 до этого родился сын, но он умер практически сразу после рождения. И новых детей она заводить больше не собиралась, да и физически вряд ли смогла бы. Не буду долго и в красках описывать то ужасное время. Думаю, читатели уже примерно поняли, какая обстановка царила тогда в изолированном городе. Поэтому перейду непосредственно к тому, чем все закончилось. Логичный финал. Конечно, еще задолго до описываемых событий все атланты однозначно поняли, что эксперимент с карманом реальности провалился. Однако свернуть его и вернуть все как было стало практически невозможным. Во-первых, сказывался все возрастающий разрыв частот между реальностью людей и городом атлантов. Чтобы понизить частоту города, требовалось приложить уже гораздо больше усилий, чем для того, чтобы повысить ее в свое время. Во-вторых, все это можно было сделать исключительно с большой Земли, где осталось большинство вышек и излучателей. Однако связь с другими атлантами и координаторами проекта, оставшимися там, уже практически отсутствовала. В-третьих, даже если два вышеописанных препятствия удалось бы устранить, оставалось бы и третье, не менее важное, а именно физические и тонкие тела жителей города, а также их сознание попросту не выдержало бы повторной смены частот. Пусть даже в сторону понижения. Организм у большинства атлантов был изношен, в связках с тонкими телами было множество помех. И в целом психика была утомлена длительным стрессом. Поэтому еще одна резкая манипуляция с частотой попросту добила бы всех нас. По всем этим причинам было решено, что никуда дергаться нам уже нет смысла. Оставалось лишь принять свою судьбу и доживать жизни в столь некомфортном мире. Не знаю точно, сколько бы еще страдали жители города до того момента, как все погибли бы от разных недугов. Но, к счастью, судьба сжалилась над нами раньше. Впервые за долгое время те атланты, которые оставались за пределами нашей реальности, вышли на связь.
На всякий случай уточню. До этого они общались с нами очень редко по некоему аналогу безопасного соединения. В тот момент непосредственная связь через информационные поля уже не работала. Ни у нас, ни в мире людей. Но был некий аналог интернета в более продвинутом виде, где передача данных осуществлялась по беспроводным каналам. Поскольку все эти каналы связи на Земле контролировались людьми и богами, то мы изначально планировали использовать для общения с оставшимися атлантами особый тайный канал спецсвязи. Однако вскоре он был обнаружен и раскрыт, и поэтому наши соотечественники перестали его использовать. А другого у нас толком и не было. Однако в описываемый период именно по этому раскрытому каналу впервые за долгое время пришло сообщение. Та горстка атлантов, которая продолжала обслуживать наш проект из основной реальности, сообщила нам, что скоро у нас произойдет конец света. Дело было в том, что даже на Большой Земле уже поняли. Мы все страдаем зря, и единственный способ нам помочь — это уничтожить наш город. Поэтому земные атланты договорились с богами и с помощью команды их инженеров решили заземлить наше поселение обратно. При этом все прекрасно понимали, что никто из населения города в таком случае не выживет, даже при условии самого аккуратного понижения частоты. Поэтому решили снизить ее более быстрым темпом, поскольку трагичные последствия все равно были неизбежными. Именно об этом нас и предупредили по спецсвязи и дали нам несколько недель на подготовку. Как ни странно, большинство атлантов было крайне радо подобному повороту событий. И в городе впервые за долгое время царило воодушевление. Все прощались друг с другом и желали приятного посмертия, а некоторые даже вовсю планировали следующее воплощение. Были, конечно же, и те, кто был недоволен подобным резким вмешательством, но их было меньшинство. Все таки жители изолированного города за долгие годы так устали от подобной жизни, что им только в радость было с ней попрощаться. А поскольку самоубийства у большинства атлантов считались неприемлемыми, то мы были рады, что кто-то принял это решение за нас и освободил нас от необходимости доживать ужасные жизни. Час Х. Нам заранее сообщили дату и время, когда начнется резкое понижение частоты нашего города. Незадолго до этого часа Х мы собрались вместе в главном городском храме и начали медитировать. Главным мотивом этой медитации было прощение всех обид и удачный переход в другое состояние. Вскоре после начала медитации мы почувствовали, что лед тронулся, и оставшееся в основной реальности оборудование заработало. Лично я ощутила какую-то очень сильную тяжесть и давление. Причем они были не вовне, а где-то внутри меня. Так мое тело переживало падение частоты окружающего пространства. Со временем эта тяжесть становилась невыносимой и будто разрывала меня изнутри. Потом настало временное облегчение, и я поняла, что умерла и нахожусь в астрале. Рядом со мной были практически все мои соотечественники, также вылетевшие из своих тел. Однако на этом наши неприятные ощущения не закончились. Поскольку мы, пусть и в астральных телах, продолжали находиться все в том же изолированном участке реальности, в котором падала частота, то дискомфорт по-прежнему ощущался, пусть и не такой сильный. Через некоторое время это же ощущение давления опять стало нарастать, и мы поняли, что и наши астральные тела вскоре будут разрушены, также не выдержав этого скачка вниз. Так и случилось, и выход из астрального тела был в итоге крайне неприятным. Сознание на время как будто растеклось, потерялось и спуталось, слившись будто в огромный ком с множеством других людей, с которыми я в тот момент находилась рядом. Долгое время мне пришлось вариться в этих общих мыслях и эмоциях, не в силах отделить себя от них, и это было очень неприятно. Однако на финальном этапе я стала понимать, что, видимо, этот общий материал сейчас будет разрушен, и меня будет ждать долгожданная свобода. Когда этот момент наконец настал, я ощутила такую эйфорию, которую невозможно сравнить с каким-либо чувством в нашем мире. Я поняла, что наконец-то свободна от своего прошлого тела и той реальности, которая долгие годы напоминала тюрьму. Моё ментальное тело тоже буквально сразу сгорело, поэтому я не попала на тот свет,
а отправилась прямиком в лоно своего высшего «я» или сверхличности. Собственно, та эйфория, которую я описываю, была попаданием в так называемую нирвану. Она является финалом для очередной личности, которая прошла все этапы земного воплощения. В нирване личность как бы сгорает, и оставшиеся от нее аспекты соединяются со сверхличностью или высшим «я». А затем в глубинах сверхличности происходит рождение новой личности, которая будет отправлена в следующее воплощение. Я сейчас не буду углубляться в тонкости этого процесса, просто потому что речь идет именно о моей земной истории жизни в Атлантиде. Тем же, кто хочет узнать больше деталей о посмертии, рекомендую прочитать мою книгу «Жизнь после смерти. Как это было». Там я в деталях описываю весь процесс от смерти до нового рождения. А если вернуться к моему тогдашнему состоянию, то благодаря почти мгновенному разрушению всех нижних тонких тел, эфирного, астрального и ментального, из-за скачка частоты, у меня в той жизни практически не было посмертия в обычном понимании этого слова. Я не прощалась с земным миром в астрале, не переосмысливала прожитую жизнь на том свете, а сразу подошла к финалу, когда разрушилась моя очередная личность. Поскольку восприятие на уровне сверхличности или высшего «я» многомерное, то мне весьма сложно описать земными словами то, что со мной происходило между воплощениями. Однако я могу сказать, что на этом уровне у меня было самое четкое и ясное понимание того, что моей новой личности нужно остаться на Земле и продолжать жизнь там. Уходить куда-либо в другие пространства наследнику моей прошлой личности было просто не время. Поэтому моё новое рождение произошло также в земном мире, только уже с другими задачами и в другой обстановке, чем раньше. Глава 51. Осколки Атлантиды. В новой жизни я вновь появилась на свет среди атлантов. Да, тогда их было уже гораздо меньше, но их колонии и резервации ещё оставались. В одной из них я и родилась, в женском облике, как и в прошлый раз. Я думаю, так случилось, потому что в прошлой жизни у меня осталось множество незакрытых гештальтов. Во-первых, тяжелые и трагические события в изолированном городе не дали мне прожить относительно нормальную жизнь. Во-вторых, отсутствие посмертия и нахождение на том свете также сыграло свою роль. Итоги не были подведены, и опыт той жизни не был усвоен должным образом. Поэтому, как ни крути, требовалось еще раз прожить нечто подобное в схожих условиях. Надо сказать, что многие обстоятельства моей прошлой и новой жизни совпали. Я также была девочкой, я опять родилась в семье правителя города, в касте просвещенных, разумеется. Да и характер был чем-то похож на прошлый. Я была таким же активным, любопытным и временами бедовым ребенком. И да, в той жизни у меня в самом детстве опять произошла важная встреча с родственной душой. Это был мой первый муж из прошлой жизни, тот самый, который погиб в пустыне при попытке тайком установить сложное оборудование. Об этом я писала в главе 44 «Смерть в пустыне». Только вот на этот раз он был уже не мальчиком, как в той жизни, а девочкой. Этот факт, разумеется, никак не мешал нам дружить. Скорее наоборот. Мы были лучшими подругами и с самого детства доверяли друг другу свои секреты. Прошлой жизни мы обе помнили неплохо, особенно последнее воплощение. Моя подруга рассказала мне, что после тогдашней смерти её, вернее сказать, его, как будто засосала в трубу на астральном уровне и переместила в некий изолированный астральный мирок. Там мой бывший муж и его товарищи провели некоторое время, выйти оттуда по своей воле они не могли. На границах мирка стояли своего рода энергетические замки. В этом мирке их всех детально отсканировали, то есть сделали своего рода слепки их памяти и тогдашней жизни. Сделали это не ящеры, а астральные сущности, распорядители закрытого мирка. Однако все пленники подозревали, что с ящерами эти сущности явно связаны, но доказательств или подтверждения этой догадки они так и не получили. После того, как они некоторое время поскучали в астральном мирке ловушки, их оттуда выпустили, и они перешли в пространство того света. Детально моя подруга пребывания там не помнила, но точно утверждала одно. В следующей жизни ей очень хотелось опять встретить меня.
Она рассказывала мне, что надеялась, что нам также удастся родиться где-нибудь по соседству. А также при идеальном стечении обстоятельств ей хотелось вновь стать моей парой. Однако, если первое ее желание быть рядом со мной сбылось, то второе — нет, по причине того, что мы теперь были одного пола. Кстати, сам факт того, что она родилась девочкой, ее очень расстраивал. По ее собственному признанию, быть женского пола ей всегда нравилось меньше. А теперь вдобавок у нас с ней не было шансов создать семью. И если меня это не слишком печалило, то ее наоборот. Наверное, так вышло потому, что я после смерти первого мужа в полной мере прожила свое горе, а затем вновь вышла замуж, полюбив другого человека. А вот мой первый муж, наоборот, как бы застрял в той истории, потому что она была последней перед его смертью. И ее печальный конец не давал ему покоя. Однако, по всей видимости, его новые кармические задачи не позволили ему вновь быть мужчиной и моим мужем, поэтому пришлось родиться женщиной. При этом сам характер моей подруги был практически таким же, как и раньше. Ее можно было назвать стопроцентной пацанкой. Она была настолько боевой девчонкой, что даже я при своем активном характере казалась по сравнению с ней чуть ли не тихоней. Мы с ней отлично и весело, на наш взгляд, проводили время. Правда, наши родители регулярно хватались за голову, сталкиваясь с результатами наших проделок и шалостей. Но нас самих при этом все устраивало, и детские годы даже можно было назвать счастливыми. О мире вокруг меня. А теперь перейду к тому предмету, который, я полагаю, будет интересен многим читателям, а именно опишу, как тогда выглядели осколки общества атлантов и как они были вписаны в мир людей, число которых продолжало стремительно расти. Моя новая родина была достаточно крупным поселением резервации атлантов. Подобных городов с течением времени оставалось все меньше и меньше. Атланты стремительно вымирали. На протяжении долгих лет рождалось все меньше детей, и население убывало. Очень многие пары сознательно принимали решение не рожать наследников, а к другим души просто не хотели приходить. И у женщин случались выкидыши. Одним словом, ряды атлантов быстро редели. Мне сложно сказать, сколько земных лет прошло от моей смерти в изолированном городе до нового рождения. Но могу утверждать, что это были не столетия, а скорее лет 20-30. То есть переродилась я по меркам атлантов крайне быстро. Полагаю, это было из-за незакрытых гештальтов прошлой жизни и желания побыстрее их закрыть. Вообще, как мне кажется, большинство душ среди атлантов тогда воплощалось именно по этой причине, поскольку было очевидно, что жить цивилизацией гигантов осталось недолго, то в воплощении притягивало тех, кому это было крайне необходимо. Подобным душам желательно было решить определенные задачи именно среди атлантов, пока они еще существовали, а затем уже направиться в дальнейший путь без личного балласта. За тот период, что меня не было в основной реальности, то есть сначала я жила в изолированном городе, а потом умерла, между оставшимися атлантами и людьми случилось некое перемирие и даже потепление отношений. Одной из главных причин данного изменения, я думаю, явилось то, что оставшиеся атланты признали над собой власть богов. В определенный момент атланты, видимо, поняли, что другого выбора у них попросту нет. Эксперимент по переходу в другую реальность провалился с треском, и оставшимся на большой земле нужно было решать, как выкручиваться и жить дальше. Кстати, в той новой жизни я с удивлением узнала, что одним из главных инициаторов сближения атлантов и богов был мой сын из прошлой жизни. Как я уже рассказывала, он был одним из земных координаторов проекта изолированного города и жил во втором по величине поселении атлантов. Впоследствии он стал одним из главных управляющих этого города и решил начать договариваться с богами о более плотном сотрудничестве, раз другого выхода уже не было. В руководстве богов, кстати говоря, тоже произошли определенные изменения. Самый неприятный тип, который метил верховные боги и которого атланты в свое время подставили, насовсем пропал из пантеона. Видимо, пал жертвой внутренних интриг, и свои же его и убрали. А тот товарищ, который в свое время изображал верховного на богослужениях, получил в свои руки больше реальной власти и стал более грамотно ей распоряжаться. Еще одно важное уточнение про богов. Поскольку их тела были созданы искусственным образом и были действительно продвинутыми,
то и жили они значительно дольше атлантов и тем более людей. Срок их жизни составлял несколько тысячелетий, а то и больше. Внешний облик при этом оставался практически одинаковым. То есть они не старели, а выглядели лет на 25-30. Отсюда, я полагаю, и пошли мифы о бессмертии богов. Потому что поколения людей сменялись, а их боги были такими же, как помнили еще их предки. С атлантами боги решили в конечном итоге не конфликтовать, а заключить некий пакт о сотрудничестве, причем не по принуждению, как раньше, а по обоюдному согласию. За атлантами признали их небольшие территории, и их границы перестали бесконечно подвигать. Помимо этого, им даже разрешили временами использовать труд людей для своих нужд. Люди, к примеру, могли выполнять часть тех обязанностей, которые раньше делали представители касты тружеников, если в городе был недостаток населения и требовалась помощь. Взамен этих услуг атланты, в особенности представители высших каст, выступали своего рода интеллектуальной элитой, а заказчиками многих разработок были боги. Поскольку общий уровень людей продолжал падать и они становились все менее развитыми, то богам было выгодно иметь в своем распоряжении некоторое количество продвинутых инженеров. Одним словом, в описываемый период между людьми и атлантами установилось своего рода перемирие. Притеснять атлантов еще больше никакого практического смысла уже не было. У них и так отжали уже все, что могли. Да и атлантам было уже невыгодно выступать против людей, потому что их самих оставалось очень мало. Буквально горстки. А число людей росло как на дрожжах. Куда выгоднее обеим сторонам было жить в согласии между собой и даже сотрудничать по мере возможности. И так действительно получилось. По крайней мере, до поры до времени. Необычная гостья. Как я уже писала, в той жизни я родилась в семье правителя одного крупного города. Мой отец был председателем городского совета, а мать — одним из его помощников и советников. Помимо меня детей в семье не было, я была единственным и любимым ребенком. А еще в моем детстве случилось одно событие, которое очень сильно повлияло на мою дальнейшую жизнь. Можно сказать, повернуло ее в не совсем обычное русло. Все началось с того, что к нам в город прибыла весьма своеобразная делегация. Она состояла из нескольких богов и их свиты, а также одной девочки примерно моего возраста. Боги решали организационные вопросы с руководством нашего города, но помимо этого у них была еще одна не совсем формальная просьба. Они попросили оставить девочку, которой тогда было на вид лет 6-7, обучаться среди детей атлантов, в частности, среди просвещенных. Было понятно, что ребенок явно каким-то образом связан с кем-то из богов, но они это не хотели сильно афишировать. По их словам, они решили провести некий эксперимент и понять, как атланты будут обучать чужих детей и что из этого выйдет. Однако в подобную версию верилось с трудом. Во-первых, боги и их ближайшее окружение были весьма высокоразвитыми и прекрасно могли сами обучить ребенка. Во-вторых, у девочки было искусственно созданное тело, заметно более продвинутой модификацией, чем у большинства людей. Скорее всего, во взрослом состоянии оно стало бы примерно таким же, как у большинства богов, то есть крайне выносливым и почти бессмертным. А бы кому такое тело бы не выдали. Их изготавливали в лабораториях исключительно для своих. В-третьих, за ребенком оставляли присматривать нескольких человек, что-то вроде личной охраны. Поэтому атланты, разумеется, поняли, что все здесь не так просто. По всей видимости, эту девочку решили по какой-то причине спрятать у нас от чужих глаз. Как людей, так и других богов из пантеона. Однако выпытывать подробности у прибывшей к нам делегации никто не стал. Это было опасно, и нам бы все равно ничего не сказали. Моему отцу и его коллегам осталось лишь пообещать, что о ребенке будут заботиться и определить ее обучаться вместе с другими детьми просвещенных. Так и вышло, что мы с этой девочкой стали учиться вместе и вскоре подружились. Это было неудивительно, ведь судьба свела нас не просто так. Дело в том, что та девочка была одной из моих родственных душ, и мы с ней неоднократно встречались до этого в других мирах. И вот тогда нас вновь привлекло друг к другу. Мы быстро сблизились, и от новой подруги я узнала о богах и обстановке на Земле много интересного.
Глава 52. Запрограммированная любовь. От нашей гости, которая стала моей подругой, я узнала много любопытных деталей о ее судьбе. И не только о ней. Некоторые моменты из жизни богов стали мне более понятными. Начну, наверное, с того, что она, так же, как и несколько других богов, прибыла с разрушенной планеты Фаэтон. Небольшая справка. Фаэтон располагался в нашей Солнечной системе между Марсом и Юпитером, но был полностью разрушен. Теперь вместо него там пояс астероидов. Разнесли его, разумеется, не случайно, а в результате долгой войны с той цивилизацией, которая его населяла. В итоге от самой планеты остались одни обломки, а души, которые там жили, вывели в другие места. Многие из них оказались на Земле, в том числе и моя новая подруга. Сейчас я не в состоянии вспомнить всех хитросплетений, которые происходили на Фаэтоне и о которых поведала мне тогда новая подруга. Но, с другой стороны, это не моя история, и касается она меня лишь косвенно. Поэтому я расскажу то, что помню лишь в общих чертах. Так вот, моя подруга была в руководстве Фаэтона, так же, как и несколько теперешних богов. А потом у них началась война с Империей, которой принадлежали теперешние ящеры. В результате планета была разрушена, а множество душ из уничтоженных тел фактически попали к ящерам в плен. О дальнейшей судьбе всех фаэтонцев мне сказать, конечно, сложно. Но многих из них заселили на Землю в тела новой расы людей, а некоторых бывших представителей фаэтонской верхушки сделали богами. Видимо, посчитав их пригодными для управления людьми. Что касается моей подруги, то у нее статус был пограничный. С одной стороны, она в полной мере причислена к богам тогда не была, но с другой стороны, ее считал своей подопечной тот бог, который тогда был верховным. Когда мы с ней встретились, у нее было тело самое продвинутое из возможных модификаций, созданных искусственно. У большинства богов были такие же, только уже взрослые, а ей на вид можно было дать лет 6-7. Однако моя подруга оказалась в таком теле сравнительно недавно. До этого она жила в более простых телах. Пересадить ее в более развитое тело не составило труда. Верховный бог был тогда по совместительству руководителем лабораторий по изготовлению тел. А эти лаборатории тогда продолжали весьма успешно работать, несмотря на то, что ящеры их уже не контролировали и практически не появлялись на Земле. Надо сказать, что отношения между Верховным Богом и моей новой подругой в тот период были весьма сложные. Хоть он и не жил на Фаэтоне, но тем не менее они были одними из самых близких друг к другу родственных душ и на Земле встретились в очередной раз. В прошлом между ними были и давние обиды и предательства, а также любовь и тяга друг к другу. Одним словом, довольно-таки стандартный коктейль для накрепко связанных друг с другом душевных родственников. В тот момент, который я описываю, они были близки к стадии примирения, хоть еще и не вплотную приблизились к ней. При этом были и внешние обстоятельства. Среди богов опять стала намечаться дележка власти, и Верховного запросто могли начать шантажировать его привязанностью, поскольку многие его коллеги прекрасно знали про эту девочку. Поэтому он с несколькими верными ему богами решил спрятать ее подальше от любопытных глаз, а именно у нас. Так, собственно, и вышло, что мы с ней встретились, а вскоре и стали лучшими подругами. Моя прошлая лучшая подруга, она же первый муж из прошлой жизни, ревновала меня к моему новому увлечению. Однако это было бесполезно. Мы с девочкой от богов продолжали сближаться и практически все свободное время проводили вместе. Как мы взрослели. Моя новая подруга не просто приехала погостить к нам на несколько месяцев. Нет, она жила в нашем городе долгое время и скоро стала там своей. Поэтому мы с ней взрослели вместе. Благодаря тому, что она была у нас, к нам стал периодически наведываться Верховный Бог со своей свитой, чтобы проведать свою родственную душу. А поскольку мы с подругой везде ходили вместе, то и в моменты их встреч я тоже тусовалась рядом. И у меня была возможность точно так же плотно общаться с делегацией, которая к нам приезжала. Кстати, надо заметить, что внешне боги тогда были даже больше похожи на атлантов, чем на людей. Они были высокого роста, примерно такого же, как и мы. А вот люди были гораздо ниже. Примерно по грудь как богам, так и атлантам. Разве что наша внешность слегка отличалась. У атлантов конечности были слегка более вытянутыми,
Но в целом, когда к нам приезжала делегация богов, они не выглядели необычно на нашем фоне. Наоборот, смотрелись довольно органично. Атланты в тот момент были изолированы от остальной общественности и фактически все время варились в своем собственном соку. Поэтому мне было очень интересно узнавать о том, что происходит за пределами нашего города. И я расспрашивала об этом наших гостей. Не могу сказать, что они, особенно Верховный, сильно со мной откровенничали, но кое-что интересное сообщить могли. В частности, рассказывали нам о том, что сейчас на всех подконтрольных им территориях проходит реформа управления. Боги выстраивали жесткую вертикаль власти, где были руководители регионов, правители городов и старшины поселений. И все в итоге должны были отчитываться им. Помимо этого, начинали создавать армию и организовывать производство различного оружия. Насколько я поняла, у этой задумки было несколько назначений. Во-первых, должна была быть возможность справиться с людьми, если они начнут развязывать конфликты между собой. Или, что еще хуже, вздумают посягнуть на власть самих богов. Во-вторых, если кто-то из богов решил бы отколоться от остальных и развязать с ними вражду, то против этой оппозиции применили бы соответствующие карательные меры. Одним словом, поскольку боги, в отличие от атлантов Золотого века, не отличались верой в человечество и победу светлых идеалов, то они заранее готовились к конфликтам, которые могли возникнуть на их территории. И забегая вперед, скажу, что они были правы. Войны и дележки власти впоследствии действительно случались, причем неоднократно. Помимо того, что Верховный Бог изредка делился с нами своими планами относительно развития цивилизации людей, мы с ним много общались и просто так. Что касается лично моих с ним отношений, то для нас обоих не было секретом, что мы неоднократно встречались до этого. В прошлом воплощении я практически не видела его лично, поэтому не могла понять, что он на самом деле был одной из моих родственных душ. Но теперь, когда мы стали часто видеться, это стало для меня очевидным фактом. Хоть степень моего с ним душевного родства была гораздо меньше, чем между ним и моей подругой, тем не менее он и мне был близким человеком. И до этого в других мирах нам пришлось очень многое пережить вместе, как хорошего, так и плохого. Стоит ли удивляться, что когда я повзрослела, он стал нравиться мне как мужчина? Даже несмотря на то, что я помнила его неоднозначные поступки и сложный характер, все равно меня тянуло к нему. Я стыдилась этого влечения и считала его неуместным, а также надеялась в глубине души, что никто этого не заметит. Однако, разумеется, все это прекрасно заметили, как он, так и все моё окружение. Моя подруга, как ни странно, была даже рада такому повороту событий. В тот момент она еще до конца не простила своего попечителя после прошлых болезненных историй. И поэтому сама сходиться с ним не хотела. А вот мой союз с ним считала неплохим поворотом событий, хотя я до последнего все отрицала и не хотела признаваться ей в том, что он мне нравится. Мне это казалось неуместным и даже стыдным. Что же касается самого Верховного, в которого я умудрилась влюбиться, то он не стал слишком долго колебаться, а сообщил мне, что рад этому факту. И даже по его словам якобы сам ждал, пока я вырасту и дозрею для отношений с ним. Не знаю, было ли это правдой, но он будто бы ожидал проявления симпатии с моей стороны. Ведь он всегда был хорошим психологом и знал, что сказать людям, чтобы побороть их неловкость. Но так или иначе, вскоре у нас с ним закрутился роман. О том, почему так вышло. «Автора, немного ли вы на себя берете, могут сейчас спросить некоторые читатели. Вас почитать, так вот прямо все в вас влюбляются. Напишите еще, что чуть позже и вас причислили к богам, а потом вы долго и счастливо правили нашим миром. Тогда сразу станет понятно, что вы все придумываете». На это гипотетическое замечание я могу сказать следующее. Во-первых, та история закончилась для меня весьма печально. А во-вторых, в моем сближении с Верховным Богом и той девочкой не было вообще ничего удивительного. Скорее, странно было бы, если бы оно не произошло. И дело даже не в том, что мы были с ними родственными душами, хотя и это играло немалую роль, разумеется. Главным фактором здесь было другое, и я сейчас опишу, что именно. Только попрошу читателей заранее подготовиться к тому, что эта информация будет весьма нестандартной. Итак,
Корни всей этой ситуации стоит искать в том периоде, когда я после крушения изолированного города находилась между воплощениями. Тогда меня, как помнят читатели, не ждало классическое посмертие с нахождением в астрале и на том свете. Астральные и ментальные тела практически сразу были разрушены из-за скачка частоты. Я быстро соединилась со сверхличностью или высшим «я», в недрах которого моя новая личность стала готовиться к воплощению. Я уже в общих чертах описывала эту подготовку, но сейчас настало время рассказать про один из ключевых моментов в ней. Так вот, в тот период, который очень сложно описать с точки зрения земных терминов и земного времени, я осознавала свои цели и задачи на Земле гораздо точнее и глубже, чем в воплощении или даже находясь на том свете. Скажу даже больше, степень влияния на свою собственную судьбу повышалась у меня в разы. Время с уровня сверхличности видится, кстати, совсем по-другому. Оно многомерное. То есть множество веток реальности разворачивается одновременно, и в каждую из них есть доступные потенциальные точки входа. Они, конечно, в пределах определенного диапазона, то есть родиться в далеком прошлом и будущем нельзя, но все таки при этом можно выбрать нужную ветку и интервал, в котором желательно родиться. Однако самым интересным в том периоде было даже не это многомерное видение. Перед тем, как очередная моя личность направилась в следующее воплощение, меня непостижимым образом занесло в своеобразную рубку управления реальностями. Постараюсь пояснить, как она выглядела и что из себя представляла. Как я уже не раз писала, нашей и другими параллельными реальностями планеты Земля можно управлять с более высокого уровня. При этом над нашим миром находится не просто одна какая-то конкретная реальность, их гораздо больше. Если сравнить это с лестницей, то над нашей ступенькой находится другая, а над ней еще множество ступеней. И вмешиваться в события у нас чисто теоретически можно с любой вышестоящей ступени. Причем работает следующее правило. Чем выше ступень, то есть измерение относительно нашей, тем больший отрезок нашей реальности, то есть диапазон прошлого и будущего, доступен для вмешательства. На следующем после нас уровне, то есть на одно измерение выше, находится вышестоящая цивилизация, контролирующая нас. В случае атлантов это были сначала кураторы, а потом ящеры. Однако они не единственные, кто может на нас влиять, потому что над ними существуют и другие ступени. И вот в тот раз, во время пребывания в посмертии, меня вынесло в своеобразный пункт управления реальностями, который находился на уровень выше первичного контроля над реальностями Земли. То есть я оказалась как бы над группировками сил кураторов и ящеров на гораздо более тонком и многомерном уровне. Оттуда, надо признаться, многое выглядело совершенно по-другому. И я осознавала там себя другим существом. Не такой, как в земной реальности, а также в мирах астрала и того света. Забегая вперед, скажу, что именно по итогам пребывания в этой рубке управления я очень многое для себя поняла про судьбу Атлантиды и земных реальностей в целом. А также именно там произошло своего рода программирование моего дальнейшего пути. Поэтому все дальнейшие земные события выглядели логичным продолжением этого плана. Глава 53. Рубка управления реальностями. Хочу заранее предупредить читателей, что эта глава будет не совсем стандартная. По моему скромному мнению, даже самая нестандартная из всех. Вместо описания земных приключений будет рассказ о периоде между жизнями, где для меня решилось очень многое, и который определил моё дальнейшее существование. Помимо этого, читатели, надеюсь, узнают кое-что новое для себя о способах управления нашей реальностью. Конечно, доверять или нет этой информации каждый будет решать для себя сам. Но всё же мне хотелось бы ей поделиться. Над пространством и временем. Итак, в прошлой главе я остановилась на том, как между воплощениями меня занесло в весьма необычное место. Сейчас же я более конкретно опишу, что я имела в виду. Начну с того, что я оказалась далеко за пределами классических пространств посмертия, где обычно люди проводят время между жизнями. Я была на уровне, который гораздо выше, чем астрал и тот свет. Скажу даже больше. Этот уровень был над тем измерением, где находилась вышестоящая цивилизация, которая могла контролировать Землю.
В случае атлантов это были сначала кураторы, а затем ящеры. Где же находилось то загадочное место, которое я сейчас буду называть рубкой управления реальностями? Точный ответ мне, к сожалению, сложно дать в наших земных терминах. Могу разве что заметить, что это место однозначно было не на нашей планете или в прикрепленных к ней тонких мирах, астрале и том свете. Однако с Землей оно было связано. Правильнее всего будет сказать так: из этой рубки управления были видны все наши земные реальности, и не только они. И оттуда на них можно было влиять. В принципе, рубка управления была некой надстройкой для целого комплекса миров, включая наш. Помимо земных реальностей, из нее, кстати говоря, можно было влиять и на вышестоящие по отношению к нам миры ящеров, кураторов и несколько других миров, подобных им по уровню развития. Как сама рубка выглядела? С точки зрения наших физических понятий ее непросто описать. Разумеется, это было не какое-то помещение со столами, стульями и суперкомпьютерами. Скорее, это было многомерное пространство, которое можно было при желании воспринять как визуальную картинку. При этом картинка зависела исключительно от наблюдателя. Вырисовывалось то убранство, которое было проще и удобнее воспринимать конкретной душе. Проще говоря, один мог увидеть там какой-нибудь великий храм истины, другой — замок с драконами, третий — роскошный дворец и так далее. Визуальный ряд подстраивался под наблюдателя, но это было не столь важно. Самое главное было в том, что можно было сделать из этой самой рубки. Восприятие себя в рубке тоже было совершенно другим, чем в земном мире или даже на том свете. Дело было в том, что она находилась на столь высоком уровне, что туда не мог попасть осколок сознания души низкого уровня, то есть конкретная личность. Рубка находилась примерно на том же уровне, на котором существует наша сверхличность или высшее «я». Поэтому туда попадала именно проекция сверхличности. В моем личном случае я ощущала себя там неким конгломератом множества своих личностей и обладала опытом и знанием всех этих воплощений. При этом сознание было многомерным, и я чувствовала, что будто одновременно существую здесь и там, то есть части моего сознания остаются разбросанными по разным физическим и тонким мирам. Восприятие времени у меня тоже сильно изменилось. Скажу сразу, что тот уровень был еще не настолько высокий, чтобы времени не было вовсе, но оно все же невероятно расширилось и стало более податливым для изменений. Я знала, что могу вмешиваться в определенный диапазон прошлых и будущих событий и влиять на них своей волей. При этом прошлое ощущалось скорее не в виде памяти о каких-то событиях в физическом мире, а как моя собственная энергия внимания, которая еще находилась в моих прошлых личностях и которой я отчасти могу распоряжаться. А будущее виделось как потенциальные энергетические инвестиции в очередные личности, которым предстоит пройти их путь в материальных мирах. Кстати, небольшое уточнение. В моем понимании сверхличность или высшее «я» не является бессмертным, в отличие от души. Сверхличность скорее представляет собой некий многомерный накопитель опыта, который заново образуется в начале глобального цикла развития, включающего в себя миллионы жизней, и разрушаются в его конце, передавая весь опыт душе. Именно поэтому у сверхличности есть определенные человеческие черты. Уровень развития, некий характер, в зависимости от накопленного в цикле опыта, воля, цели на дальнейшее развитие и так далее. Поскольку за последние воплощения мне гораздо чаще довелось быть женщиной, чем мужчиной, и в целом в этом цикле я отрабатываю больше женских качеств своей натуры, то, находясь в рубке, я ощущала себя существом женского пола. Вернее, даже так. Очень четкого ощущения пола и облика у меня не было. Но когда я задумывалась о том, как выгляжу в той обстановке, вырисовывалась внешность, напоминающая женскую. При желании, разумеется, я могла ее как-то поменять, но мне было не до этого. В целом, интерьеры в рубке я воспринимала как светлый и красивый замок, наполненный мощными энергиями. При этом они будто были частью меня, а я — частью их. Если очень-очень примерно постараться передать те тонкие и сложные ощущения, то я словно была одновременно частью восхитительного здания, была как бы встроена в его стены и колонны, и в то же время была его посетителем. При этом моё сознание и энергия работали на поддержание конструкции рубки.
но я ощущала себя внутри нее самостоятельной единицей. Я понимаю, это звучит странно и несколько противоречиво, но это было так. О предназначении рубки управления. Я надеюсь, у читателей сложилось хотя бы отдаленное представление о внешнем облике рубки управления, исходя из моих описаний. А теперь перейду к тому, в чем было ее предназначение и по какой причине я там оказалась. Во-первых, меня туда позвали, если можно так выразиться. Я полагаю, дело было в том, что моя сверхличность уже бывалая, то есть мой цикл развития начался очень-очень давно. Я успела накопить немало опыта по ходу пьесы, в том числе и в развитых мирах. И сейчас этот мой опыт мог пригодиться для одного непростого дела. О нем расскажу чуть позже. Во-вторых, в рубке я находилась не одна, а в окружении точно таких же проекций других сверхличностей. На этом уровне закрытости друг от друга у нас не было, и я могла прочитать их, как и они меня. Всех деталей о тех ребятах я, конечно, уже не в состоянии сейчас вспомнить. Однако могу сказать, что многие из них точно так же, как и я, активно воплощались и проходили опыт в подконтрольных той рубке мирах. Однако были и те, кто воплощение временно приостановил и сконцентрировался на управленческой деятельности. В-третьих, моё прибытие в эту рубку было не с целью осмотреться и со всеми поздороваться. В тот момент, когда я в ней оказалась, там должен был пройти некий консилиум, на котором я тоже присутствовала. Какова была его цель? Её в полной мере описать нашими человеческими словами сложно, как и всё прочее, что там происходило. Однако, если в очень общих чертах, то тогда обсуждалось нечто вроде энергетического равновесия системы миров, которая обслуживалась рубкой. Вообще, с того уровня было очевидно, что различные миры не являются обособленными, а тесно связаны друг с другом. Реальности подконтрольные рубки составляли целый каркас миров. И если в каком-то месте эта система начинала выходить из равновесия, то это приводило к нежелательным последствиям повсеместно. На том своеобразном консилиуме обсуждались реальности планеты Земля, где случился определенный дисбаланс и энергетические перегибы. Дело в том, что большое количество людей из других миров стало рождаться в реальностях Земли с легкой руки ящеров, которые их туда заселили. Энергия внимания всех этих душ как бы переполняла земные реальности, поскольку среди них было много высокоразвитых душ. А развитие — это в первую очередь способность влиять на окружающий мир. То намечался нешуточный конфликт нескольких группировок, каждая из которых могла тянуть одеяло на себя. Чисто физически это проявлялось в ситуации из серии «много хозяек на одной кухне», то есть много высокоразвитых душ разных типов, оказавшихся на Земле, могло своей волей направлять события в противоположные стороны, как лебедь, рак и щука из басни. В итоге могла бы получиться пробуксовка на месте той реальности, в которой бы они все вместе оказались. Эта реальность переполнялась бы излишней энергией, расшатывая равновесие в общей конструкции миров. Именно поэтому консилиуму предстояло решить, каким образом лучше развести высокоразвитые души Земли по разным реальностям. В общем, основная цель была такая — дать мощным группам душ разного толка власть в различных ветках реальности, чтобы они не конфликтовали друг с другом, а каждая из них двигала бы свою ветку в собственном направлении. О том, что решал консилиум. На консилиуме я была одновременно и в роли наблюдателя, и в роли активного участника. Мне сложно сказать, сколько конкретно тогда там собралось человек, то есть проекций сверхличностей различных душ. Но по моим ощущениям их было точно не несколько сотен или тысяч. Скорее всего, было несколько десятков участников. Мы все не то чтобы разговаривали в нашем привычном человеческом смысле, скорее проходил активный обмен информацией, энергией и знаниями. По итогу образовывалось нечто вроде коллективной воли, которая могла управлять механизмами рубки. Эти механизмы, в свою очередь, могли влиять на подконтрольные рубки реальности. Кстати, замечу, что управление реальностями с того уровня не было и не могло быть каким-то топорным. Скорее наоборот. Оно было очень и очень тонким. Его основной принцип был в том, чтобы влиять на подконтрольные сверхличностям личности, воплощенные в физических мирах. То есть многие из тех, кто заседал в рубке, могли занимать, к примеру, ключевые посты в одной из реальностей и принимать там решения. Их сверхличность, она же высшее «я»,
Могла принять определенное решение по итогам консилиума и дать команду самому себе на уровень ниже, то есть своей личности, которая в это время проходила очередное воплощение и занимала важный пост. Чтобы еще более понятно это объяснить, проведу такую аналогию. В той рубке управления заседал некий военный совет из полководцев, то есть сверхличностей, и они планировали будущую стратегию и тактику. Однако приказ выполнялся уже на более низком уровне, то есть военачальниками и солдатами. В роли военачальников, которые вели в бой солдат, были воплощенные в физических мирах личности тех сверхличностей, которые собрались на консилиум, а в роли солдат — другие люди, тоже из материальных миров, которые должны были последовать за военачальниками в нужном направлении. Присутствовали в рубке именно те сверхличности, чьи личности могли своими действиями весомо повлиять на события в материальных мирах. К примеру, повести за собой либо большое количество людей, либо увести в нужную сторону несколько ключевых персон, как в моем случае, но о нем скажу чуть позже. На всякий случай уточню, в рубке находились не только те, чьи личности воплощались на Земле. Были и представители иных цивилизаций, тех же ящеров, кураторов и нескольких других. Деталей я сейчас уже не помню. Несмотря на то, что конкретно тот консилиум касался именно земных реальностей, в целом в большой игре были задействованы все те, кто мог в той или иной степени на нас влиять. А таких цивилизаций было довольно-таки много, поэтому их представители тоже собрались для обсуждения дальнейших действий участников игры. О смысле моего пребывания в рубке. Я полагаю, что некоторые читатели уже успели удивиться тому факту, что я в принципе попала в рубку. Ведь в Атлантиде, особенно в описываемый период, я не занимала каких-то чрезмерно важных постов, и никакие ключевые решения от меня не зависели. Чтобы пояснить, в чем был смысл моего попадания туда, нужно сделать несколько важных замечаний. Во-первых, рычаги влияния на ситуацию с верхнего уровня часто бывают не слишком очевидными. К примеру, важная миссия направить события в нужную сторону не обязательно будет возложена на самого высокого руководителя. Она может быть у кого-то из его окружения, кто своими действиями способен будет значительно повлиять на те поступки и решения, которые руководитель принимает. Во-вторых, это самое влияние может проявляться не обязательно в каких-то действиях. Очень часто оно энергетическое, причем очень тонко и умно просчитанное. К примеру, есть такое понятие, как энергия взаимодействия нескольких душ. Дело в том, что одна душа может проявлять те или иные качества в присутствии другой. Это в чем-то похоже на химическую реакцию, которая возникает в результате взаимодействия различных элементов. Именно поэтому в некоторые периоды необходимо собрать уникальный состав из нескольких душ, чтобы повернуть события в нужное русло. В-третьих, очень многое зависит от правильно выбранного момента. Как и в личной, так и в общественной истории есть так называемые ключевые точки, из которых можно значительно повлиять на дальнейший ход событий. В большинстве случаев эти ключевые точки являются также своеобразной развилкой веток реальности, тем местом, где одна ветка может начать ветвиться. И в каждой подобной развилке есть определенное количество людей, которые в тот конкретный момент способны значительно повлиять на ее разветвление. По всем вышеперечисленным причинам в рубку тогда попала именно я. Дело в том, что одна моя личность оказалась в нужное время в нужном месте. И вдобавок была связана с несколькими ключевыми персонажами. Я тогда была способна оказать влияние на ход некоторых событий, и от меня требовалось направить их в самое подходящее русло. Глава 54. Вершители реальности. Как я уже писала, в рубку управления реальности меня позвали не просто так. Моей задачей было выполнить одну весьма важную работу, причем совместно с другими проекциями сверхличностей, которые там находились. Но перед тем, как я ее опишу, мне хотелось бы сделать одно важное уточнение. Я хочу напомнить читателям, что та рубка, куда я попала, не была центром управления абсолютно всех миров и вселенных. Нет, масштаб у нее был далеко не такой глобальный.
Скорее, это была локальная служба управления контроля, за которой было закреплено некоторое количество планет и существующих в них миров. Они представляли собой общую энергетическую конструкцию и были тесно связаны друг с другом. Поэтому им нужна была единая администрация на тонком уровне. При этом, разумеется, существуют точно такие же рубки для других групп миров, а также более глобальные системы вышестоящего уровня, которые это все контролируют. Но эти наиболее высокие инстанции уже настолько тонкие области, что рассуждать о них мне сложно. Я могу разве что сказать, что они есть. Что касается нашей рубки, то я уверена, что то описание ее работы, которое вы прочитаете ниже, всего лишь малая часть ее функций. Вдобавок, я не буду отрицать, что ее устройство может быть гораздо более сложным, чем я помню. Но, как говорится, что есть, то есть. Я могу передать лишь то, чему сама была свидетелем. А теперь вернусь к тому консилиуму, где шло обсуждение Земли и ее влияние на всю систему миров рубки. Я уже не раз упоминала о том, что на нашей планете существовало и существует множество разных реальностей. Однако, если с нашего уровня мы можем лишь признать этот факт и жить дальше, то с более высоких планов все выглядит уже по-другому. За состоянием различных веток реальности нужен контроль. В целом, каждая такая ветка представляет собой поток энергии и внимания душ, которые там воплощены. У этой энергии есть определенная окраска и частота, поэтому можно сравнить каждую ветку реальности с радиостанцией, которая вещает на определенной частоте. Однако бывают моменты, когда в реальностях возникают помехи. Они подобны водоворотам на реке. Энергия будто вертится по кругу и замедляет движение всего потока. На Земле в определенный период стало происходить нечто подобное. Если вкратце описать общую схему веток реальности на тот момент, то она была следующей. Та ветка, где я воплощалась практически все время и которую описываю в этой повести, была самой высокой по частоте из всех существующих на Земле. Поэтому именно туда первоначально заходили все, кто посещал нашу планету или кого туда принудительно переселяли. Именно у нас появились кураторы, а затем и ящеры. Именно к нам первоначально стали заселять души из других миров, которые стали жить в телах людей. Почему так происходило? Я полагаю, дело в том, что все перечисленные товарищи попадали к нам из вышестоящих миров. По этой причине им при скачке частоты, который происходил при спуске в земные реальности, удобнее всего было оказаться именно на нашей, самой высокой из всех ветке. А потом уже при необходимости начать оттуда движение вниз и переместиться в ниже стоящие реальности. А если вернуться к водоворотам и помехам, то они возникали в определенный момент на этой самой высокой ветке вследствие ее перенаселения высокоразвитыми душами, которые образовывали определенные группировки. К примеру, те же атланты хотели одного, боги стремились к другому, а среди людей было также немало политических ссыльных из иных миров, и их воля была направлена в третью сторону. В результате получалась ситуация вроде той, что описана в известной басне про лебедя, рака и щуку. Все это было прекрасно видно из уровня рубки, поэтому нашу ветку необходимо было экстренно расселять, направлять разные силы в разное русло. И то, как это сделать, должен был решить наш консилиум, выбрав оптимальный вариант действия. Непростая задача. Конечно, всех деталей нашего тогдашнего обсуждения в виде обмена мыслями и энергией я вспомнить уже не в состоянии. В конце концов, это была чрезвычайно сложная и тонкая работа, которую проделывали наши многомерные сознания. Поэтому с простой человеческой точки зрения ее описать сложно. Я могу лишь постараться передать общие мысли и идеи того консилиума. Первое, что мне вспоминается, во всех вариантах развития событий выходило так, что общая частота планеты Земля должна быть понижена. На тот момент это было необходимым условием по многим причинам, главное из которых — потребность большинства душ, оказавшихся в земных реальностях. Грубо говоря, на нашей планете собирались те, кому необходима была подобная игра на понижение, поэтому события просто не могли повернуть в другое русло. Второе.
Это то, как должно было происходить понижение частоты земных реальностей. Основной способ тут был довольно-таки банальный. Чем больше людей плавно переходило на ветки реальности с более низкой частотой, тем ниже опускалась общая частота планеты, поскольку она представляла из себя некий общий знаменатель из энергии всех ее веток реальностей. Так или иначе, этот процесс, то есть переход душ в низкочастотные ветки, должен был произойти, но из рубки требовалось его проконтролировать и проследить, чтобы он прошел оптимальным образом. Третий момент, который я запомнила из того консилиума, касался конкретно моей ветки реальности, где я до этого воплощалась долгое время. В тот период из-за пресловутого понижения частоты она начинала максимально освобождаться от людей и как бы пустеть. Большинство из тех, кто там находился, выводили через развилки на другие нижестоящие ветки. Однако были и те, кого надо было целенаправленно оставить на самой высокочастотной ветке и продержать там, а затем переместить в определенное пространство, созданное специально для них. И к этой группе оставшихся товарищей я имела самое прямое отношение. Я думаю, многие читатели уже догадались, о ком сейчас пошла речь. Но если нет, то я скажу прямо. Стремительно пустеющей самой высокой ветки планировалось оставить большинство из богов, а также их ближайшее окружение. Дело в том, что они не просто прибыли из высокоразвитого мира, где были руководителями, но и имели довольно высокий энергетический потенциал. А это значило, что они могли значительно влиять на общую реальность и ход истории. Причем, возможно, не самым конструктивным образом, так как высокими моральными принципами не отличались. Поэтому было решено их таким способом изолировать, то есть переместить в ту реальность, где они могли бы вариться в собственном соку и вершить все, что их душе угодно, при этом не вмешиваясь в события, которые происходили уровнем ниже, на самых массовых ветках. Практическая реализация. Автор, вы, конечно, все интересно сейчас рассказываете, но здесь есть явные нестыковки с вашими прошлыми главами, может заметить внимательный читатель. В конце концов, вы сами недавно описывали, что количество людей на Земле стремительно росло. К тому же оставались еще и города атлантов. Как все это можно увязать с тем, что ваша реальность якобы стремительно пустела? Очень странно. Я бы ответила на это так, чтобы все вышеописанное не казалось каким-то парадоксом или фантастикой, нужно внести несколько важных уточнений. Начну с описания того самого процесса, который я называю разделением веток реальностей. Если кто-то думает, что в момент этого самого разделения с одной ветки резко пропадают все перешедшие на другую, то такое мнение ошибочно. Нет, все происходит куда более тонко и интересно. Непосредственно в момент разветвления возникают две идентичные копии одной реальности, практически неотличимые друг от друга. Затем происходит ключевой момент. После развилки у одних людей основная часть внимания души, порядка 80%, переходит на одну ветку, а у других — на другую. Это значит, что душа каждого выбирает, куда именно ей направить большую часть своей энергии. И в зависимости от этого человек становится резидентом на той или иной ветке. При этом физически человек успешно продолжает существовать, по крайней мере, первое время. На обеих ветках, просто судьба его развивается по разным сценариям. На той ветке, которая становится основной, расходуется наибольшее количество энергии. Это значит, что там у человека больше вероятность реализовать свои замыслы и задачи на воплощение. У него выше потенциал и способность влиять на свою жизнь. А вот на тех ветках, где остаются небольшие проценты внимания, жизнь, как правило, складывается по-другому. Она не обязательно хуже или лучше. Просто непосредственное влияние собственной воли на происходящие события и на свою судьбу в разы меньше. Человек скорее скользит по накатанной дорожке и живет в большей степени по инерции, чем творит свою жизнь и реальность. При этом, несомненно, воплощение на всех ветках, как основной, так и побочных, необходимо душе человека. Она везде получает определенный опыт. Просто где-то этот процесс проходит более интенсивно, а где-то менее. Но это я сейчас немного отвлеклась на общую теорию, вернусь к практике. Итак, на описываемом консилиуме
в рубке управления обсуждался массовый перевод энергетического потенциала людей из вышестоящей ветки реальности на более нижние. Выбирались лучшие моменты для создания развилок, а также ключевые персоны, благодаря которым внимание людей должно было фиксироваться на нужные ветки и оставаться там, не перескакивая обратно на прошлую. Роль у этих ключевых персон была крайне важная, и им было нужно не провалить задание. Они каким-то образом должны были поспособствовать тому, чтобы связанные с ними люди, иногда близкие, а иногда и широкие народные массы, точно перешли за ними на другую ветку реальности и оставались на ней. Конечно, души множества перешедших людей сами делали такой выбор, но ключевой человек был для них некой путеводной звездой, которая четко указывала путь и позволяла не сбиться с него. Сразу уточню. Я сейчас рассказываю про общий смысл и задумку, которая планировалась с высокого уровня рубки. С точки зрения обитателей земной реальности эти процессы могли быть совершенно незаметны. Обычные люди и не подозревали, что они проходят развилку нескольких веток реальностей. Они просто жили своей повседневной жизнью. И им было невдомёк, что их основной потенциал закрепляется на новой ветке благодаря тому, что они сосредоточены на каком-то персонаже или связанных с ним событиях. На Земле люди были настолько плотно вовлечены в свои дела, мысли и заботы, что эти процессы были ими совершенно неосознаваемы. Однако они вовсю происходили и помогали двигать события в нужное русло. О моих задачах. В завершении этой главы я хочу более конкретно рассказать о том, какая задача была у меня. Как было сказано выше, из самой высокочастотной ветки массово выводили основное внимание душ людей. Моей же целью было не просто остаться там, а задержать на этой ветке богов и их окружение. Однако это было только началом плана. Следующим этапом для всей нашей команды было перейти с нашей родной ветки на другую, частота которой была еще выше. Что это была за ветка и кто ее создал? Я не в состоянии сейчас вспомнить все технические детали, поэтому опишу в самых общих чертах. Начну с того, что создана эта ветка была непосредственно на консилиуме с помощью энергии внимания и воли его участников. На всякий случай уточню, сотворение ветки реальности можно сравнить с созданием русла для реки. Воды, то есть энергии внимания душ, в этом русле еще нет, но когда она появится, у нее уже будет определенная направленность. Конечно, в дальнейшем сама вода, то есть энергия, обязательно будет вносить поправки. Где-то размоет берега, а где-то наоборот, образует мели или острова. Но все же заранее проложенное русло реки или генеральный план ветки реальности очень важен, поэтому он закладывается на верхнем уровне. Если вернуться к общему направлению той новой ветки реальности, то оно было следующим. С помощью повышения частоты ее требовалось максимально отдалить в будущем от других веток, чтобы влияние на них было минимальным. Дело в том, что чем ближе друг к другу две реальности по частоте, тем больше их взаимное влияние. Поэтому, чтобы наша вновь созданная ветка была изолированной, ей выделили самую высокую частоту, даже выше существовавшей тогда основной ветки. Помимо этого, новую ветку планировалось сделать самой малонаселенной из всех. Это не значило, что там было бы совсем мало народа, нет, просто практически для всех рядовых жителей ветки она была бы побочной, то есть там были бы сосредоточены крупицы энергии внимания их душ, о чем я писала выше. Основной ветка была бы для тех, кого планировалось там изолировать, то есть богов и их ближайшее окружение. А также, разумеется, меня, ведь моя личность в очередной жизни должна была выступать в роли живца, на которого нужно было словить их внимание и перевести на новую ветку. Для выполнения своей миссии мне требовалось вступить с богами и их окружением в максимальное взаимодействие. По крайней мере, на протяжении тех жизней, когда происходили основные ветвления реальности. Именно поэтому события сложились так, что я еще в детстве подружилась с девочкой, которая была родственной душой Верховного Бога. И по этой же причине чуть позднее я закрутила роман с ним самим.
Да, на уровне моей тогдашней личности это было неосознаваемым порывом. Однако на самом деле все это было спланировано мной же, только на более высоком уровне. Забегая вперед, скажу, что счастья мне та дружба и та любовь не принесли. Можно сказать, что я в какой-то мере пожертвовала собой, то есть комфортом множества своих личностей, ради того, чтобы достичь необходимой цели. Радует лишь то, что все в итоге прошло по плану, и нужные люди оказались в заранее подготовленной для них ветке реальности. Глава 55. Жена Бога. Несколько глав моего повествования были посвящены внеземным событиям, которые я застала в рубке управления реальностями. Теперь настал черед поведать о том, во что это вылилось на грешной земле. Итак, я остановилась на том, как начинался мой роман с Верховным Богом, тем, кто в тот момент руководил группировкой так называемых богов. Тогда я была еще совсем юной девушкой, мне было лет 17-18. В понимании атлантов это был практически подростковый возраст. Первое время я была действительно увлечена и даже несколько лет почти счастлива. Однако, если некоторые читатели думают, что в продолжении будет некая история про Золушку, в которую влюбился принц, а затем они долго жили в любви и согласии, то я могу их разочаровать. В моем случае все было в точности до наоборот. Если даже первое время эти отношения были омрачены несколькими неприятными фактами, то чем дальше, тем хуже все становилось. Так в чем же было дело? Во-первых, в тот момент я прекрасно помнила прошлые жизни и поэтому знала, что за человек передо мной. А характер у него во многих воплощениях был, мягко говоря, не очень. И в мужском, и в женском облике, но в мужском особенно. Во-вторых, я понимала, что его чрезвычайно близкая степень душевного родства с моей подругой не могла не привести к тому, что у них через некоторое время начнется роман. Было очевидно, что этот момент рано или поздно наступит, хоть они оба и клятвенно уверяли меня, что им лучше быть просто друзьями. В-третьих, я была бы рада, если бы наши отношения ограничивались исключительно встречами время от времени или, как вариант, тайным браком. Однако в интересах Верховного было придать этой истории довольно широкую огласку и использовать ее для пиара в широких народных массах. Поэтому в итоге вышло так, что мне пришлось играть на публике определенную роль, хоть я и не слишком к этому стремилась. Боги во власти и в любви. Чтобы читателям был более понятен мой дальнейший рассказ, напишу немного о том, каким статусом обладали боги в тогдашнем обществе атлантов и людей. Как я уже рассказывала, ряды атлантов в те времена редели, а количество людей, наоборот, увеличивалось. И если у атлантов была четко выстроенная за века существования их цивилизации система управления, то с людьми приходилось в этом плане работать. Их администрации были старшины поселения и правители городов, а чуть позже боги поставили над ними еще и царьков, которые отвечали за большие области, вроде наших теперешних государств. Демократия в теперешнем понимании этого слова у людей тогда и не пахла. Если каких-нибудь старшин села еще могли выбирать на общих собраниях, то более высокие инстанции уже контролировались сверху, то есть правителей городов избирали царьки, а за ними самими пристально наблюдали боги. Можно сказать, что эти самые боги были верховной властью и объектом культа в одном лице. Их позиция была следующая. Люди должны их почитать и бояться, чтобы вести себя прилично и не замышлять никаких переворотов. Даже чисто физически по сравнению с людьми они выглядели внушительно. Очень высокого роста, обычный человек был им примерно по грудь, и крепкого телосложения, а также с очень большой силой и выносливостью. Еще больше различий было на уровне сознания. Боги могли буквально взломать мысли и чувства людей и прочитать все, что те пытались от них скрыть. И это, разумеется, давало им очень большое преимущество. Что касается личной жизни богов, то они по большей части заводили романы в своем кругу. Среди них были и женщины. Напомню, всего их было около 20 человек. Поэтому в их тусовке было несколько постоянных пар. Помимо этого, поскольку они имели доступ в лаборатории по созданию тел,
то могли изготовить богоподобные тела для тех, кто был в их ближайшем окружении, но при этом богом не считался. Под богоподобными телами я имею в виду внешний вид и рост, как у самих богов, а также более развитую энергетику по сравнению с людьми. Однако при этом потенциал богов был во много раз выше, они жили гораздо дольше богоподобных товарищей и были энергетически мощнее их. По всем этим причинам жены, а иногда и мужья, советники и все остальное ближайшее окружение богов было похоже на них, но не во всем. С простыми смертными, то есть с обычными людьми, у богов, возможно, связи также иногда случались. Но это было очень краткосрочно и на широкую публику не афишировалось. Всё-таки налицо были как физические отличия, так и большая разница в менталитете и уровне развития. Вдобавок, богам было бы крайне невыгодно, чтобы люди их считали своими в доску и доступными. Скорее наоборот. Их должен был окружать некий ореол всемогущества, и им должны были поклоняться. Что касается романов между атлантами и богами, то, насколько я помню, до меня подобных историй либо не было, либо о них не распространялись. Всё-таки атланты, даже несмотря на примирение с богами, жили довольно обособленно и общались исключительно в своём кругу. Да и боги ими не сильно интересовались. Можно сказать, что моя связь с Верховным Богом стала первым подобным прецедентом, о котором стало широко известно всем атлантам и даже людям. Супруга Бога. При всех отрицательных качествах моего тогдашнего возлюбленного, о них я скажу чуть позже, ему никогда нельзя было отказать в уме и прозорливости. Именно поэтому он и выбился тогда в лидеры среди своих соратников и многие вопросы решал уже единолично. В определенный момент он пришел к выводу, что афишировать нашу с ним связь будет неплохим пиар-ходом. Дело в том, что отношения богов и атлантов тогда еще не в полной мере наладились. Плюс атлантов тогда планировалось немного примирить с людьми, которые не слишком хорошо к ним относились. Именно поэтому мы с ними должны были стать неким символом воссоединения атлантов и богов и их крепкой дружбы навек. Мы сыграли официальную свадьбу по принятым тогда у людей обрядам, правда, с поправками на то, что она была божественной, то есть жутко пышной и с церемониями, чем-то напоминающими теперешние королевские свадьбы. Глубокой энергетической составляющей, как в своё время у атлантов в Золотом веке, у этой церемонии практически не было. То есть мы обменивались какими-то клятвами и обещаниями только на словах, и наши гости не окутывали нас своей энергией любви. Мне, как человеку, который отлично помнил прошлое, было печально это наблюдать. Можно сказать, что, несмотря на богатое внешнее оформление и помпезность по сравнению с относительно скромными свадьбами атлантов, эта моя свадьба была пустой. То есть за богатым внешним фасадом не скрывалась той высокой энергии взаимной любви. И это было неудивительно. Уже тогда наши отношения начинали потихоньку портиться. Но свадьбу нам обязательно нужно было сыграть, по политическим соображениям, для публики. Помню, на самом празднике я была немного грустной, и меня одолевали не самые хорошие предчувствия, хоть я и пыталась это скрыть от окружающих. Мой новоявленный муж, судя по всему, испытывал примерно то же самое, хоть и прилежно играл свою роль счастливого влюблённого. В тот же вечер после официального застолья он и вовсе уехал по каким-то делам, оставив меня одну. Потом, правда, мы с ним воссоединились в свадебном турне по городам атлантов и людей, где нам опять предстояло постоянно играть идеальную пару. Однако и здесь были в основном показные чувства. Основной целью этой поездки, кстати говоря, было даже не показать людям меня, а скорее заключить некие тайные договоренности. Дело в том, что в рядах богов опять стал намечаться раскол, поэтому Верховный хотел обойти некоторых своих конкурентов. В обход этой противоборствующей партии он пытался перетянуть на свою сторону самых влиятельных царьков и правителей городов, а также, разумеется, атлантов. Это было одной из причин нашей свадьбы. Все атланты должны были знать, что он на их стороне, а также, в случае чего, поддерживать именно его, а не другую группировку богов. Я, конечно, понимала замыслы мужа, и счастья мне это не добавляло. Я видела, что была подобием козырной карты в его руках, и он этим активно пользовался.
При этом мне самой, как любой молодой девушке, хотелось простого человеческого счастья, а не всех этих интриг. Быть может, если бы я была тщеславна и любила всеобщее внимание, то меня радовала бы известность и возможность лишний раз покрасоваться в новом престижном статусе. Однако для меня статус публичной персоны был скорее обузой, и я не получала от этого никакого удовольствия. Еще одной причиной, по которой Верховный также считал выгодным жениться на мне, было желание позлить мою подругу, одну из его самых близких родственных душ. В тот период она была обижена на него за многое из их совместного прошлого и не хотела с ним сходиться. Поэтому и наша свадьба тоже была отчасти ей назло, хоть он это передо мной и отрицал. Кстати, расскажу немного о том, почему я согласилась при таком раскладе выйти за него замуж, хоть меня многие и отговаривали. К примеру, моя подруга детства, она же первый муж из прошлой жизни. Да, я понимала, что всепоглощающей любви у него ко мне нет, да и я не чувствую ничего подобного. Однако мой будущий муж был весьма умён, поэтому знал, на какие рычаги во мне лучше надавить. Тогда он был еще весьма мил в обращении со мной и на угрозы не переходил. Это ждало меня позднее. Но усиленно убеждал меня в том, что наш союз очень поможет атлантам. Это улучшит их имидж в тогдашнем обществе и даже послужит залогом некой неприкосновенности их городов. А если я откажусь от публичной свадьбы, то, по его словам, у моих соотечественников уже не будет такой сильной защиты. Кстати, что касается моей потенциальной соперницы, то есть его родственной души и моей подруги, я тогда была с ней в очень хороших отношениях. И если бы узнала, что наша свадьба будет ей неприятна, то отказалась бы от этой идеи. Однако и она выступала «за», говоря, что считает это неплохим политическим ходом, и, возможно, попутно пыталась поддеть таким образом бывшего возлюбленного, показав ему, что не так уж сильно заинтересована в нем. Так или иначе, практически со всех сторон мне твердили о том, что наша свадьба будет лучшим решением. Против было лишь несколько моих верных друзей детства, потому что боги в целом казались им подозрительными. Когда, поговорив с ними по душам, я пошла к будущему мужу и рассказала о своих опасениях, он уверил меня, что ничего страшного от нашего брака не случится, что я в любой момент смогу уйти от него и жить самостоятельно, если мне что-то не понравится. А сохранять видимость счастливой пары мы будем лишь изредка, появляясь на публике. Такой вариант меня немного успокоил, у меня упал камень с души и сомнения отпали. Однако, как выяснилось позже, зря. Но с другой стороны, с точки зрения моей тогдашней жизненной цели — поспособствовать переходу богов на другую ветку реальности, я просто не могла поступить иначе. Мне в любом случае нужно было близко сойтись с тем человеком и быть связанной с ним. Хоть тогдашняя я и не помнила свое нахождение в рубке управления реальностями, тем не менее у меня будто была некая программа на уровне подсознания, которая влекла меня в сторону этих отношений и этого брака. И это была даже не любовь, а какое-то чувство правильности такого выбора и его необходимости, от которого я не могла отделаться. Все внешние убеждения лишь ложились сверху на это чувство и укрепляли мою внутреннюю уверенность. Поэтому я так легко поддалась им. И хоть все закончилось в итоге очень болезненно, тогда мне просто необходимо было сделать этот выбор. Глава 56. Тяжелый финал. По сравнению с более поздними временами начала моей семейной жизни с Верховным Богом можно было считать относительно спокойным. Вместе мы были не так уж часто, в основном во время официальных турне, в которых участвовала группа богов с их окружением, или же только мы с мужем. Моя роль сводилась в основном к тому, чтобы мило улыбаться публике и изредка участвовать в официальных приемах и мероприятиях. В остальное время я жила в родном городе, резервации атлантов. Правда, свободу у меня в тот период значительно поубавилось. За мной всюду ходило несколько человек из личной охраны, хотя это смотрелось довольно странно, так как у нас было тихо и спокойно. Они же отслеживали буквально каждый мой шаг, даже в моем доме. Дошло до того, что хотя бы один из них присутствовал даже на семейных мероприятиях
что не давало мне поговорить по душам с близкими. Предлогом была якобы забота о моей безопасности, хотя я прекрасно понимала, что это не совсем так. Дело в том, что мой муж был, во-первых, помешан на контроле всего и вся. Эта черта, собственно, была одной из причин того, что он во многих жизнях приходил к власти, а его ум помогал ему удерживаться там. Свою жену, то есть меня, он считал в некотором роде своей собственностью, поэтому в его отсутствие за мной надо было приглядывать. И это при том, что он меня не слишком любил. Во-вторых, мой супруг, очевидно, слегка опасался того, что я куда-то попытаюсь сбежать или же решу рассказать о нем какие-то нелицеприятные вещи. И чтобы этого не произошло, за мной приглядывали охранники. Одним словом, от такой не слишком приятной жизни мне было тяжело на душе и одиноко. Я жила в роскошном доме-дворце, он же был резиденцией Верховного, когда тот находился в городе Атлантов. Однако эти богатые и красивые интерьеры были моей золотой клеткой, из которой я не могла улететь. Прошлые друзья навещали меня не слишком часто. Им было крайне неуютно общаться со мной под постоянным надзором охраны, да и я ничего не могла толком им рассказать. Моя подруга, которая была близкой родственной душой моего мужа, на тот момент уже довольно давно уехала из города, и я по ней тоже скучала. Кстати, расскажу немного о том, как сложилась ее судьба. Незадолго до моей свадьбы ее обучение в нашем городе закончилось. Верховный сказал, что теперь она будет работать вместе с другими богами в его команде. Для нее самой это было неплохим поворотом, так как способности к управлению у нее были, и она занималась этим долгие годы на фаэтоне. Поэтому ей было в радость вновь включиться в работу. Я тоже была рада за нее, поскольку она была для меня близким человеком. Но вот за саму себя, если честно, мне было обидно. Мне было фактически некуда себя применить. Никакую управленческую деятельность мне не доверяли. Я была в статусе некоего украшения на официальных приемах, где в мои обязанности входило лишь общаться со всеми и мило улыбаться. После долгих жизней, где я всегда работала, причем нередко была на высоких должностях, подобное положение было для меня невыносимым. Но деваться было некуда. Я ничего не могла изменить. Шантаж и его последствия. Со временем муж стал все реже меня навещать, и даже на протяжении его визитов мы практически не общались, а лишь появлялись перед атлантами или людьми в статусе счастливой пары. Через некоторое время до меня стали доходить слухи, что у него начался роман с моей подругой. Это было, конечно, неудивительно и для меня не стало сюрпризом. И, если честно, ревности я практически не испытала. Моей первой мыслью было то, что теперь я смогу выторговать себе больше свободы. А если повезет, то мы и вовсе официально разведемся. Однако моим надеждам не суждено было сбыться. Сначала и муж, и подруга все отрицали, а потом она все таки призналась мне, что они опять сошлись. Правда, по ее словам, серьезные отношения ей были не нужны, поэтому они были скорее друзьями-любовниками. Я ее прекрасно понимала. При характере Верховного и всех сюрпризах, которые можно было от него ожидать. Она боялась опять попасть в зависимость от него и оказаться примерно в такой же золотой клетке, куда попала я. Поэтому она хотела максимально держать дистанцию. После того, как они возобновили любовную связь, я уже практически перестала видеть мужа. Он не приезжал в наш город. Но когда, наконец, решил появиться у нас, я поняла, что это мой шанс поговорить с ним о разводе или хотя бы о менее жестком контроле. Разговор у нас действительно случился, только вот итог его был неутешительным. Для меня все осталось так же, как и было. То есть тот же самый официальный статус жены и бесконечный надзор. В этой ситуации муж был этакой собакой на сене. Я ему была не слишком нужна, но при этом он считал меня своей собственностью. Я даже попыталась поговорить с подругой и попросила ее помочь мне, но она тоже ничего не смогла толком сделать и повлиять на него. Насколько я поняла, хоть она мне этого и прямо не говорила, он ее тоже каким-то образом шантажировал и выполнял далеко не все ее просьбы. Кстати, немного о шантаже. Некоторые читатели сейчас, наверное, захотят спросить, почему я не попыталась поставить на место мужа и заставить его обращаться с собой более уважительно. Я отвечу на это следующее.
Первое время после свадьбы я, разумеется, пыталась, как сейчас модно говорить, отстаивать свои личные границы. Но дело здесь было в том, что я имела дело не с обычным хамом или домашним тираном, а с человеком, который был наделен фактически неограниченной властью. После того, как в рядах богов случился раскол, он постарался взять в свои руки как можно больше власти, и ему это в итоге удалось. Противоборствующая партия была полностью разбита, нескольких человек даже убили, а остальные безоговорочно перешли на его сторону. Поэтому через некоторое время поддержка атлантов стала ему уже не слишком важна. Он и так победил своих врагов. И он мог запросто позволить себе жестоко разделаться с кем-то из моих родственников или друзей, если я буду вести себя неправильно. И практически любая беседа, где я пыталась рассказать о том, что меня не устраивает, заканчивалась угрозами с его стороны. И я понимала, что даже если мне каким-то образом удастся бежать из-под носа у охраны, кто-то из родных мне людей может умереть. Возможно, даже в муках. На тот момент мне уже довелось видеть, как муж поступал со своими врагами и даже получал удовольствие от этой жестокости. По всем вышеперечисленным причинам я не сомневалась в том, что и моё окружение он в случае чего не пощадит. Таким образом, я и прожила некоторое количество лет вдали от мужа, но фактически под домашним арестом. Кто знает, сколько бы ещё это длилось, если бы не одна ситуация. Совершенно неожиданно для меня Верховный приехал в наш город, а потом заявил мне, что в качестве логичного продолжения нашего брака, для публики, разумеется, мне надо будет родить ребёнка. Из-за разницы генотипов атлантов и богов естественным путём дети у нас появиться не могли, хотя физическая близость была возможна. Поэтому надо было прибегнуть к процедуре вроде современного ЭКО, то есть создать эмбрион с помощью вмешательства генных инженеров, а затем подсадить его мне. Можно было, конечно, сделать тело со смесью наших генотипов и искусственно, а затем подселить туда какую-то душу. Но это выглядело бы не так убедительно. Для поддержания имиджа у народа мне лучше всего было бы выносить и родить ребёнка самой. Плюс, я полагаю, моему муженьку также хотелось именно этого, чтобы ещё раз утвердить свою власть надо мной. Когда я услышала про эту идею, со мной случилась жуткая истерика. Все переживания и обиды, которые копились долгие годы, вырвались наружу. Я высказала мужу всё, что о нём думала. Кричала, что лучше умру прямо сейчас, чем сделаю несчастным ещё и ребёнка. Даже шантажировать меня в таком состоянии было уже невозможно, потому что мне стало резко наплевать на всё. В итоге, то ли проникшись определённой жалостью ко мне, то ли просто поняв, что я уже на пределе, супруг заявил мне, что это конец нашего брака, и он меня отпускает. Когда я немного успокоилась, он добавил, что мне крупно повезло, потому что он решил не причинять вреда ни мне, ни моим родственникам. Взамен от меня, правда, требовалось вести себя хорошо и не порочить его имя, а он со своей стороны обещал это проконтролировать. Тяжелый финал. Официального развода от мужа я так и не получила, но мне это было и не нужно. Я лишь желала, чтобы меня оставили в покое. Для людей я стала эдакой забытой женой, которая, наверное, плачет в подушку и ждёт загулявшего мужа. Но меня чужие мнения не слишком волновали. Скорее радовало то, что на официальные мероприятия больше не звали и можно было от них отдохнуть. А вот свободы, к сожалению, у меня больше не стало. Меня переселили из резиденции Верховного в другой дом, поскромнее. Но и там за мной практически постоянно наблюдала охрана. То ли муж считал, что я могу от обиды плести против него заговоры, то ли хотел проконтролировать из-за избыточного чувства собственности, а может и то, и другое. В любом случае, даже после официального разрыва, я не смогла свободно вздохнуть и жить комфортной для себя жизнью. Кстати, расскажу немного про атлантов в целом. Можно сказать, что наш общественный рейтинг в те времена стал неуклонно падать. Если некоторое время назад мы были некой интеллектуальной элитой, то чем дальше, тем больше моих соотечественников отстраняли от сколько-нибудь ответственной деятельности. Практически на всех ключевых должностях были либо люди, либо близкое окружение богов, у которых были подобные им божественные тела.
Они же занимались основными научными разработками, и атлантов в эту область практически перестали пускать. Одним словом, со временем отношение людей к нам становилось примерно таким же, как когда-то к индейцам в резервациях. Мы были неудобным для них народом, который непонятно зачем занимает их территории. А если вернуться к моей жизни, то опишу, как прошли 5-6 лет после моего развода. Жизнью бывшего мужа я намеренно не интересовалась. Пришлось лишь пару раз встретиться с ним при официальных визитах в наш город. К счастью, мы практически не общались тогда с глазу на глаз, потому что это было бы очень тяжело для меня. Я чувствовала себя человеком, которому сломали жизнь и который ничего не может с этим поделать. Как любой атлант, я всегда видела в общих чертах свое будущее и понимала, что жизнь моя, скорее всего, не будет слишком долгой. Но это меня даже немного радовало, потому что долгие годы жить под домашним арестом было крайне тяжело. Я ощущала себя полностью потухшей внутри, как будто все чувства, которые у меня были когда-то, угасли и превратились в еле тлеющие угольки. Это спасало от чрезмерно глубокой печали, но и радость я тоже не могла ощутить. Словно способность любить жизнь навсегда покинула меня. Пребывая в таком состоянии, я совершенно утратила бдительность. Она была мне ни к чему, так как я не переживала за свою жизнь. И поэтому я даже не заметила, как в один прекрасный день меня каким-то образом отравили. Я до сих пор не знаю, каким именно способом это сделали, так как тогда я банально не поняла, кто из моего окружения и когда подсыпал мне яд. Но могу сказать точно, кто был заказчиком и решил так жестоко со мной разделаться. Потому что врагов, кроме одного человека, у меня фактически не было. Почерк был знаком, и он явно принадлежал моему бывшему мужу, который хотел меня помучить как можно дольше. Яд и его дозировку подобрали таким образом, чтобы я умерла не сразу. Действие было нервно-паралитическое, и примерно неделю один за другим у меня отказывали все органы, что доставляло мне огромные страдания. При этом моя охрана никого не подпускала ко мне под страхом расправы, чтобы близкие не смогли помочь мне умереть раньше положенного срока. Когда та моя жизнь наконец завершилась, я почувствовала невероятное облегчение. Находясь в Австралии, я видела со стороны свое бывшее тело, свой дом и своих родственников. Но я при всем желании не смогла себя заставить находиться рядом с этими людьми и местами. Все, чего я тогда желала, это улететь куда подальше и забыть обо всем, что мне довелось пережить в той жизни. Часть 4. Итоги и выводы. Глава 57. Зачем все это было? Прошлую часть моего рассказа я закончила на довольно грустной ноте, описав тяжелый финал моей очередной жизни. Однако мне бы хотелось подчеркнуть, что мое повествование не о том, что все плохо и жить тяжело, и что я, бедная женщина, пала жертвой мужа-тирана. Скорее наоборот, хотелось бы взглянуть на эти земные события гораздо глубже и немного выйти за общепринятые рамки типа «хорошо-плохо», а также «правильно-неправильно». И сейчас я постараюсь провести анализ своей истории именно с этой точки зрения. О том, почему не стоит меня жалеть. Во-первых, хоть тогда и в дальнейшем моя судьба складывалась не самым приятным образом, все же я не считаю, что пострадала зря или несправедливо. Для читателей, которые в этом повествовании об Атлантиде узнали лишь очень небольшую часть моей истории, может так показаться. Но я сама точно знаю, что это не так. Я вспомнила уже очень много жизней, которые прожила до Атлантиды и до прибытия на Землю. И там я действительно совершила много того, за что мне предстояло расплатиться. Или, другими словами, познать оборотную сторону медали. Вдаваться в подробности я сейчас не буду. Банально не хватит места и времени. Но могу сказать одно: те плохие вещи я творила осознанно и в высокоразвитом состоянии, прекрасно понимая, что рано или поздно карма за них меня догонит. Но также я знала, что это случится очень нескоро, а пока можно порезвиться вдоволь. Однако, как гласит известная пословица, сколько веревочки не виться, а все равно конец будет. Поэтому моё длительное скольжение по волне удачи и хождение по темному пути завершилось. Я уже много жизней отдаю старые долги.
В том числе и таким образом, что периодически встречаю людей, отчасти подобных мне самой в прошлом. К примеру, того же самого Верховного Бога. Как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить. Если тебе нравится идти к власти по головам, наплевав на чувства других, а также переступать все мыслимые и немыслимые законы, то будь готов к тому, что обязательно столкнешься с подобным позже. И тогда тебе придется узнать оборотную сторону своего прошлого поведения, то есть побыть той самой головой, по которой идут, и тем человеком, на чьи чувства наплевать, а также тесно общаться с товарищами, которые считают себя выше любых законов. Ведь все должно быть так, как желают они, а какой ценой — уже не важно. Во-вторых, свое взаимодействие с богами, которое привело к печальным для меня последствиям, я начала осознанно. Правда, решение это было принято на более высоком уровне, то есть моей сверхличностью или высшим «я». Но сути дела это не меняет, а скорее говорит о том, что такой выбор был мне действительно необходим. Дело в том, что в тот момент я оказалась одной из самых подходящих кандидатур для того, чтобы увести внимание богов и их окружение на отдельную, самую высокую по частоте ветку реальности. Я была связана с несколькими из них, особенно с Верховным, довольно высокой степенью душевного родства. А также у меня были неотработанные кармические обязательства по взаимодействию с любителями неограниченной власти. То есть мне в любом случае предстояло пройти через подобные болезненные связи. И в рубке управления реальностями я выбрала подходящее время и обстановку для этого. При этом я еще и помогала реализации плана по изоляции чрезмерно властолюбивых богов и отчасти помогала им отработать свою собственную карму, так как им тоже временами приходилось непросто. В-третьих, на свете существую не только я и моё окружение, пусть даже влиятельное. Вся наша планета и даже группа миров, которая управляется из рубки, это крайне сложная система, куда непостижимым образом вписаны интересы и задачи миллионов душ. Это можно сравнить с уравнением, в котором огромное количество переменных, и с уровня одного конкретного человека, как ни старайся, невозможно уловить всю глубину общего замысла. Поэтому моя история и все мои приключения — это всего лишь взгляд из одной точки. А на самом деле этих точек обзора огромное количество. И кто знает, для каких еще целей со мной случились тогдашние события. Возможно, что они должны были запустить и другие комплексные и сложные процессы, о которых я со своего теперешнего уровня сознания просто не могу судить. Так или иначе, я считаю, что каждый человек и каждая душа — это часть сложнейшей многогранной системы мироздания. И она, в свою очередь, состоит из тысяч подсистем. Отдельные ветки реальности, отдельные планеты, отдельные рубки управления и так далее. И то, как каждый из нас влияет на общую конструкцию миров, обычно сам того не осознавая, сказать крайне сложно. Но я убеждена в одном — всё это происходит не зря. И любая наша мысль, действие или поступок удивительным образом вписываются в канву общей реальности и являются её неотъемлемой частью. О том, как сложилась моя дальнейшая судьба. Ну что ж, а теперь от высоких рассуждений перейду к более практическим описаниям. В прошлый раз я остановилась на том, что до конца отыграла роль несчастной жены Верховного Бога, а затем покинула бренный мир с его легкой руки. Сейчас настал черед рассказать, что было после этого. Сразу предупрежу, что вдаваться в детали я не буду, а расскажу в очень общих чертах. Дело в том, что непосредственно к Атлантиде это имеет уже косвенное отношение, а эта книга была именно о ней. Если же вернуться к моей судьбе, то некоторые читатели могут подумать, что в той жизни я отработала всю негативную карму, а потом всегда жила долго и счастливо. Но не тут-то было. Можно сказать, что та история была только началом моих злоключений, и впереди их было еще очень-очень много. Если мне самой под конец воплощения, где я была женой Верховного, хотелось забыть ту жизнь как страшный сон и больше никогда с мужем не встречаться, то у него самого все было несколько иначе. Надо заметить, что во многих жизнях у него была одна весьма характерная черта.
Когда наступал период внутренних противоречий или недовольства внешней обстановкой, он находил старых врагов и вымещал на них всю свою злость. Поэтому я предполагаю следующее. Когда у него в очередной раз случился приступ злости из-за того, что не все его планы исполнились, он решил компенсировать этот облом расправой над человеком, который уже давно его раздражал, то есть мной. Однако тут нужно отметить еще вот что. Если читатели будут сейчас воспринимать его как некоего опереточного злодея, который способен только на садизм и подлость, то они будут неправы. Он был высокоразвитой и крайне сложной личностью, поэтому непостижимым образом умудрялся совмещать в себе совершенно противоположные качества. То есть, наряду с властолюбием, жестокостью и склонностью к самоуправству, в нем было и великодушие, и доброта, и сострадание. И бывали периоды, когда эти качества даже выступали на первый план, и он изо всех сил старался сделать мир лучше, как бы странно это ни звучало. Как высокоразвитый управленец, в такие времена он очень хорошо выстраивал систему власти, четко работающую, грамотную и без излишней жестокости к людям. Однако потом что-то начинало идти не так, и это выступало своего рода спусковым крючком. Его несло по наклонной, и из хорошего правителя он превращался в жестокого тирана. Если что, я пишу об этом так уверенно, потому что помню очень много жизней с его участием, как на земле, так и за ее пределами. Поэтому имела возможность досконально изучить его личность. Похожие качели были у него не только в управленческой деятельности, но и в личных отношениях. Его могло жестко заносить, и он причинял вред прежде всего любимым людям. А потом его накрывало раскаяние. И он пытался, как мог, исправить ситуацию. Так, собственно, было и в моем случае. Если вернуться к той истории с моим отравлением, то когда моя подруга, и по совместительству его близкая родственная душа, узнала о том, что он меня убил, она со скандалом рассталась с ним, и он остался один. Видимо, это послужило ему неким уроком, и, почувствовав себя оторванным от близких людей, он решил исправиться и для начала вернуть меня. Именно поэтому следующую жизнь я провела опять с ним и снова в статусе его жены. Как же так вышло? Дело в том, что, как я уже неоднократно писала, тогда на Земле использовались более развитые технологии, чем теперь. И была в том числе методика своеобразного пленения после смерти. После того, как окончательно разрушалась связь астрального тела с физическим, его, то есть астральное тело, как бы перехватывали с помощью специального устройства и привязывали к своего рода ловушке. Эта ловушка подпитывала астральное тело энергией, не давая ему разрушаться. И что самое главное, не давала человеку уйти естественным путем на тот свет, а затем переродиться. Кстати, если читателям сейчас покажется, что я описываю что-то чересчур фантастическое, то это не так. Состояние, схожее с тем, что испытывает человек в ловушке, встречается в нашем мире, причем нередко. Только оно возникает не искусственно, а естественным путем. Я говорю про так называемых призраков, то есть людей, которые после смерти долгое время не отбрасывают астральное тело и находятся близко к земному миру. К примеру, бывают ситуации, когда человек чрезмерно беспокоится после смерти о своих делах, имуществе, родственниках и так далее, настолько, что длительное время, а не первые недели и месяцы, пытается следить за всем этим и не может отлипнуть от материального мира. Тогда возникает своего рода патология, образуются связующие энергетические нити с физическим миром, через которые человек продолжает подпитываться энергией. И это позволяет его астральному телу не разрушаться. Так и получается призрак, застрявший между небом и землей. А если вернуться к моему случаю и ловушке после смерти, то в них работал немного схожий механизм, только созданный искусственно. То есть человек после смерти зависал близко к материальному миру и самой ловушке. И у него практически не было шансов переродиться, пока с ней была связь. Изнутри, то есть тем, кого в эту ловушку поймали, это состояние ощущалось как некий анабиоз или спячка, практически с нулевым уровнем сознания. В моей ситуации через некоторое сравнительно недолгое время после смерти, когда астральное тело еще и не начало распадаться, меня умудрились притянуть в одну такую ловушку.
и переродиться я, соответственно, не могла. Моим собственником стал, разумеется, бывший муж. Ведь все это было сделано по его заказу. Сложно сказать, зачем конкретно он отловил меня изначально. Но через некоторое время, когда у него начался период раскаяния за прошлые грехи, я ему очень пригодилась. Для меня в лаборатории изготовили новое взрослое тело божественного типа, то есть похожее внешне на богов, но с более коротким сроком жизни и менее развитой энергетикой. И притянули моё астральное тело к нему. Так и началась моя новая жизнь. Чтобы опять вернуть меня себе, и при этом я не сбежала, вспоминая прошлые ужасы, Верховный, мой бывший муж, разыграл целую многоходовочку. Для начала в сознании моего нового тела неплохо покопались, практически полностью стерев воспоминания о прошлой жизни. Хотя многие воплощения до этого я помнила. Была применена техника вроде теперешнего гипноза, только более продвинутая. Поэтому при попытке вспомнить хоть что-то из прошлой жизни мне становилось физически плохо. Дикие головные боли до потери сознания. Потом мне попытались внушить нечто вроде новой биографии, в которую я должна была поверить. То есть внедрить воспоминания о том, что якобы я родилась и выросла в небольшом городе, в семье помощников богов, у которых тоже были богоподобные тела. Моих родителей подобрали специально и велели им играть эту роль. Однако я почти сразу поняла, что дело здесь нечисто, хоть мои попытки добиться чего-то от окружения ни к чему не приводили. Однако долго от неизвестности мне мучиться не пришлось. Скоро в наш городок абсолютно случайно приехал чиновник высокого ранга, который влюбился в меня с первого взгляда, и у нас вскоре завязался роман. Через некоторое время в доверительной беседе возлюбленный сообщил мне, что никакой он на самом деле не чиновник, а сам Верховный. Просто хотел провести таким образом внеплановую проверку. А еще, по его словам, ему крайне повезло, ведь в этой командировке он нечаянно встретил девушку своей мечты, то есть меня. После всех этих признаний он пригласил свою принцессу уехать с ним и предложил мне стать его официальной женой. Собственно, так оно все опять закрутилось-завертелось, и я вышла за него замуж. Прошлого я вспомнить не могла, относился ко мне Верховный действительно хорошо. Поэтому я опять влюбилась в него, мы создали семью, и у нас появились дети. На этот раз они вполне могли родиться естественным путем, потому что тела у нас были похожие. Разве что у него генотип был более продвинутый, чем у меня. К сожалению, и в этот раз хэппи-энда у нас не случилось. И когда дети были подростками, меня опять отселили отдельно в статусе надоевшей жены. Пусть никаких ужасов со мной и не творили. О дальнейших событиях из моей личной жизни я писать уже не буду, потому что там Санта-Барбара еще очень надолго. И к самой Атлантиде это уже имеет мало отношения. Скажу лишь, что в последующих многочисленных жизнях мне довелось и опять быть женой Верховного, и, конечно же, не раз погибать по его воле, да и вообще проходить через различные приключения со многими из своих родственных душ. Случалось мне в будущих жизнях и опускаться на самое дно, то есть я значительно деградировала по сравнению со своим прошлым довольно высоким моральным обликом. И далеко не все мои поступки были благородными или хотя бы просто нормальными. Случалось и мне активно исследовать все темные закоулки своей личности. А что касается самих атлантов, то еще в моей прошлой жизни среди них было ясно. Эта цивилизация обречена на то, чтобы погибнуть. Детей уже тогда рождалось крайне мало. Города атлантов пустели, а люди стремились завладеть лакомым кусочком в виде этих территорий. Стоит ли удивляться, что через некоторое время началась война, по итогам которой атлантов полностью истребили. При этом их души, разумеется, никуда не пропали и не ушли с Земли. И большинство из них стало рождаться вновь, но уже в человеческом облике. Но судьба этой цивилизации и ее итоги — это очень обширная тема. И я подробно буду рассказывать о ней в следующих главах. Я пока что немного подытожу свою собственную историю и скажу, что если смотреть в целом, то в описываемый период я успешно приступила к выполнению своего личного плана. Можно даже сказать, что сбылась моя давняя мечта. О чем я сейчас говорю?
Внимательные читатели, наверное, вспомнят, как в начале этого повествования я упоминала о своих мотивах прибытия на Землю. Процитирую отрывок из первой главы. По итогам моего существования в более развитом мире я совершила множество ужасных ошибок и окончательно разочаровалась в себе. Поэтому самым большим желанием было воплотиться в таком месте, где я буду среди себе подобных, людей, не отягощенных моральными принципами и желаниями творить добро. Я считала это справедливым наказанием за свои поступки. Вдобавок, мне очень хотелось значительно упасть в своем развитии, чтобы не помнить о том, кто я такая, и забыть ужасные детали своего прошлого или помнить их очень примерно. Собственно, все мои тогдашние чаяния в итоге сбылись, хоть и не сразу. После того, как я некоторое время пожила в относительно благополучной и светлой Атлантиде, я попала в самое пекло, то есть в гущу событий вместе с богами и прочими подобными им товарищами. Все они оказались в нашем мире не по своей воле. Большинство из них принудительно привезли сюда ящеры. Но в отличие от меня, они считали этот факт несправедливым. И от этого с еще большим остервенением устраивали между собой борьбу за место под солнцем, то есть власть, высокое положение и наилучшие условия здесь, раз уж оказались в этой дыре. В этих играх, которые велись долгие века, я по большей части оказывалась расходным материалом. И да, если не знать моей прошлой истории и мотивации, то может показаться, что я абсолютно по-дурацки отыгрывала роль девочки или мальчика для битья. Однако, если копнуть глубже, то никакой несправедливостью это не было. Скорее, я выполняла свою собственную программу, которая была необходима для моей души, пусть и была она местами весьма болезненной. Но так или иначе, я оказалась там, куда сама хотела прийти. Глава 58. Про Атлантиду в разных реальностях. Если в прошлой главе я писала о личных выводах, которые сделала по итогам этих воспоминаний, то в этой и последующих главах мне хотелось бы затронуть более глобальные вопросы. Перед этим, правда, мне хотелось бы предупредить читателей, что я излагаю всего лишь своё личное мнение. Я, как любой человек, вижу события из определенной точки и пропускаю их через свое восприятие. Поэтому на абсолютную объективность я не претендую, а всего лишь делюсь своим видением. В этой книге я уже не раз упоминала о различных ветках реальности. Теперь настал черед более подробно рассмотреть все мое повествование с этой точки зрения. Про Атлантиду на моей ветке реальности. Начну с того, что практически вся моя история — это плавное скольжение именно по одной конкретной ветке. И перерождения раз за разом случались именно на ней. Было лишь два исключения. Первое — это когда я после довольно болезненного для себя воплощения отправилась отдыхать на соседнюю ветку реальности и прожила там одну жизнь. Этот момент я подробно описывала в главе 37 «Назад в будущее». Второе, когда я вместе с соотечественниками оказалась в изолированном городе Атлантов, которому искусственно подняли частоту. И поэтому мы попали в своеобразный карман реальности, который был отделен от нашей ветки. Смотрите главу 48 «Скачок в другое измерение». За исключением двух вышеописанных случаев, я все время находилась на той ветке реальности, которая была в то время самой высокой по частоте из всех густонаселенных веток. Если представить себе возможный разброс частот реальности Земли от единицы до 5, то она находилась где-то на частоте 4,6. А почему же не на самой высокой, 5? Может спросить читатель. Дело в том, что частоты выше нашей были своего рода техническими. Если сравнить это с многоквартирным домом, то там был некий чердак. Эти частоты не были заняты многолюдными реальностями. Они скорее были вспомогательной структурой при переходе к реальностям нашей планеты. А вот из тех мест, где воплощались и жили души, наша реальность была самой высокочастотной. Это отражалось на многих вещах. Перечислю лишь несколько основных пунктов. Первый. По сравнению с другими нижестоящими ветками,
Время у нас шло немного быстрее. Дело в том, что высокочастотные реальности быстрее пропускают через себя потоки энергии, поэтому время в них ускоряется по сравнению с теми, у которых более низкая частота. В пределах одной планеты этот разрыв, разумеется, не такой ощутимый, как при сравнении разных миров. Однако он все равно есть. Между разными земными ветками может быть различие в несколько десятков лет, а то и больше. Если, к примеру, одна ветка разделилась на несколько, то с течением времени высокочастотные реальности будут убегать вперед, а низкочастотные — отставать. И чем дальше, тем больше будет разрыв между ними. Все это я рассказываю к тому, что моя ветка реальности, описанная в этой книге, опережала по времени все остальные. Второе. В целом физические законы на нашей ветке были теми же самыми, что и на остальных земных ветках. Однако, я полагаю, небольшие колебания в их пределах все же были. К примеру, гравитация у нас была немного ниже, чем в сегодняшнем мире, что позволяло комфортно жить в телах высокого роста без чрезмерной нагрузки на позвоночник и суставы. Напомню, во времена Золотого века Атлантиды, когда я только прибыла на Землю, рост атлантов был порядка 4-5 метров, а в дикой природе жили крупные ящеры, которых мы теперь называем динозаврами. О их судьбе, кстати, еще будет подробный рассказ. Со временем атланты стали мельчать, и под конец моей истории их рост был немногим выше 3 метров. Боги и товарищи с богоподобными телами были примерно такими же. И даже первые люди, которые появились на нашей ветке, были значительно выше нас теперешних. У них был другой генотип, и рост большинства из них превышал 2 метра. При этом все тогдашние обитатели планеты существовали с комфортом и проблем со здоровьем из-за роста не испытывали. Третье. Есть еще один очень важный момент, о котором хотелось бы рассказать. А именно, более высокая частота ветки реальности позволяет лучше раскрывать свой потенциал. В таких условиях легче наладить обмен энергией с тонкими телами, получать данные из информационных полей, а также обрабатывать их своим сознанием. Это не обязательно говорит о том, что все вышеперечисленное будет использовано исключительно во благо, для добра, процветания и мира во всем мире. Взять, к примеру, тех же самых ящеров. Они находились в гораздо более высокочастотном мире, чем наш, но при этом от светлых идеалов были бесконечно далеки. Тем не менее, нужно понимать, что частота ветки реальности так или иначе накладывает большой отпечаток на ее обитателей. Именно поэтому в той ветке, которую я описываю, применялись самые высокие технологии из всех возможных на Земле. И потенциал для личного развития был больше. Не все ее обитатели, разумеется, достигали потолка возможностей. Но все же этот потолок был выше, чем на всех других земных ветках. И было, что называется, где развернуться. Об Атлантиде на нашей теперешней ветке. Ну что ж, а теперь мы плавно подошли к еще одному интересному вопросу — другим веткам реальности и их связям с моей веткой. Я думаю, что многие читатели уже поняли мою главную мысль. Версий Атлантиды было несколько. Поэтому противоречия между моими рассказами и другими описаниями Атлантиды не говорят о том, что я или другие авторы что-то придумывают. Хотя и такое может быть, разумеется. Скорее, это просто взгляд из нескольких точек, и разные люди описывают различные события, свидетелями которых они были. Скажу даже больше. С наибольшей вероятностью человек, находясь на нашей теперешней ветке, будет вспоминать местное прошлое и местную версию Атлантиды. Ту, где эту цивилизацию смыло волнами и многие города затонули. Почему так? Дело в том, что даже при условии того, что человек существовал в прошлом на нескольких ветках, при попытке заглянуть в прошлые жизни он увидит в первую очередь свои воплощения на той ветке, где находится сейчас. Это проще всего, так как сознание настроено на те информационные базы, которые связаны с текущей веткой. Они являются основными по умолчанию. Именно поэтому большинство свидетельств об Атлантиде, в том числе полученных в регрессии, будут относиться именно к той ее версии, которая находилась на нашей текущей ветке реальности.
А там был катаклизм, причем сравнительно недавно, а не миллионы лет назад, и произошло затопление многих городов-атлантов. Помимо этого, на нашей теперешней ветке в период рассвета Атлантиды не было крупных рептилий-динозавров, и рост как у атлантов, так и у людей был гораздо ниже. Да и никакие кураторы или ящеры сюда не прилетали, по крайней мере, не появлялись на публике. Одним словом, различия в этих двух версиях Атлантиды нешуточные. Однако так вышло, что лично меня на нашей теперешней ветке до поры до времени не было. Я появилась здесь уже позднее и местную Атлантиду практически не знала. Именно поэтому я вспомнила самую высокочастотную реальность и описала ее в этой книге. Кстати, в следующей главе я постараюсь нарисовать примерную схему веток реальности, и там будет видно, что моя ветка, которую я описывала в этой книге, и наша теперешняя, даже не соседние. Между ними было и есть еще несколько веток. Если продолжить пример, где частоты реальности Земли в диапазоне от единицы до 5, а описываемая мной ветка располагалась на отметке 4,6, то наша теперешняя реальность будет в районе частоты 2,8, то есть разрыв между ними внушительный. О влиянии веток друг на друга. Есть еще один интересный закон, о котором мне хотелось бы рассказать читателям. Он заключается в том, что чем ближе друг к другу по частоте две реальности, тем сильнее взаимосвязь между событиями, которые там происходят. Если помните, когда я описывала переход на другую ветку в главе 37, она, кстати, была на более низкой частоте, то там в общественной жизни атлантов происходили похожие события, но это сходство было не в стиле один к одному. И это при том, что те две ветки были соседними друг с другом, и разница в частоте была между ними очень небольшой. Однако здесь есть еще один важный нюанс. На то, насколько одна ветка способна воздействовать на другие, влияет несколько факторов. И самое главное из них следующее. Наполненность ветки энергией, то есть для скольких душ она является основной и сколько внимания там оставляют в целом, и ее частота. Чем больше в определенной реальности сосредоточена энергия внимания душ и чем она выше по частоте, тем более влиятельной является. То есть события на других ветках будут ее отчасти копировать. Долгое время самой высокочастотной и энергетически насыщенной была именно та ветка, которую я описала в этой книге. Так было примерно до того момента, когда оттуда стали массово выводить внимание людей в ниже стоящие ветки. А богов с их близким окружением перевели на более высокую частоту. Но этот ключевой момент я буду отдельно разбирать в следующей главе, а пока хочется лишь констатировать тот факт, что моя ветка долго была самой энергетически насыщенной. Поэтому события, случившиеся там, в той или иной форме отражались на других ветках. К примеру, везде у атлантов проблемы начались из-за того, что в вышестоящих кастах началось самоуправство и дележка власти. Только если в моей Атлантиде в определенный момент у руля встали просвещенные и ключевые решения зависели больше от них, то на нашей теперешней ветке, насколько я поняла, главенствующую роль до конца играли жрецы. Однако сути дела это не изменило. И ошибки руководства ощутимо сказались на жизни простых атлантов. Тем не менее, первопричиной крушения Атлантиды во всех вариантах было все таки не это. На мой взгляд, основная причина была все же в том, что в этой цивилизации собрались те души, которым был необходим подобный опыт погружения в материю. Именно поэтому события сложились так, что цивилизация, населенная на постижение духовных начал, сменилась другой. Такой, где взгляды у населения были более приземленными. Глава 59. Распутываем клубок. В этой главе я попытаюсь расшифровать некоторые загадки истории Атлантиды. Поиск ответов на эти сложные вопросы напомнил мне попытку распутать клубок ниток, когда пытаешься найти ту, которая поможет освободить все остальные. Если выразиться менее туманно, то я хотела понять для себя, с чего все начиналось,
и что именно послужило причиной краха Атлантиды. А также мне было интересно проследить взаимосвязь той ветки реальности, которую я описала в этой книге, со всеми остальными. В итоге я пришла к определенным мыслям и выводам, они перед вами. О том, с чего все начиналось. Я не раз писала о том, что Атлантида существовала не на одной ветке реальности, а на нескольких. Но я думаю, многих читателей волнует следующий вопрос. А как эти ветки вообще образовались? Постараюсь объяснить свою точку зрения. До поры до времени на Земле была только одна основная ветка реальности, где существовала цивилизация атлантов. Возможно, хоть это и не точно, параллельные ветки были с какими-то другими цивилизациями. Но именно Атлантида была одна. Лучше даже сказать так. От основной реальности ненадолго могли отделяться небольшие ответвления, но они вскоре вновь сливались с основной веткой. Я попыталась изобразить это схематически, вышло примерно следующее. Смотрите рисунок 1, основная ветка и ее ветвление. Однако потом случилось следующее. Из-за управленческих ошибок и инженерных просчетов по Земле прокатилась волна катастроф. Этот момент я описала в главе 40, начало конца. Множество городов было затоплено, климат в итоге поменялся, и к прежнему виду Атлантида уже больше не вернулась. Если изобразить схематически, то этот момент будет выглядеть так. Смотрите рисунок 2, первое крушение Атлантиды. На схеме видно, что ветка реальности и ее небольшие ветвления в пределах высоких частот и привели к очень ярко окрашенному событию, то есть общемировой катастрофе. Однако это событие было значимым и важным не только на физическом плане. На энергетическом уровне происходили не менее значимые вещи. Дело было в том, что большое количество атлантов оказались не готовы к этой трагедии. Несмотря на то, что жителей погибло не так уж много, особенно учитывая масштаб катаклизма, все равно большинству было сложно принять тот факт, что их мир изменился окончательно и бесповоротно. То есть, что климат и экосистема уже не будут прежними, а вышестоящие силы, в частности кураторы, ничего не сделали для того, чтобы помочь предотвратить трагедию. В итоге возникла массовая энергия сожаления и желание вернуть все как было. Подобные намерения были и у тех, кто погиб во время катастрофы, и у многих других, кто пережил ее и завершил свою жизнь после. Это привело к весьма интересному эффекту. Стремление многих людей откатить все назад и исправить послужило толчком к образованию новой крупной ветки реальности. На практике это сработало так. После смерти некоторые особо сожалеющие как бы переместились в прошлое, до того момента, как случилось все самое плохое. Безусловно, те события, которые уже случились на основной ветке, нельзя было отменить. Но была другая интересная возможность. Поскольку после смерти атлантам был доступен определенный диапазон прошлых событий, они могли вместо перерождения на новой ветке отправить свою энергию на то, чтобы создать параллель прошлого, где оно будет переиграно по-другому. То есть к той схеме, которую я изобразила выше, добавились следующие изменения. Смотрите рисунок 3. Образование Атлантиды-2. Присмотритесь внимательно к этому рисунку. Здесь я указала, что в результате намерения многих атлантов все исправить, на основной ветке появилась точка ветвления реальности, из которой вышла новая большая ветка. При этом маленькие побочные ветвления я здесь уже не рисовала. Не потому что их нет. Просто они меркнут на фоне более глобальных процессов. Обратите внимание, что новую большую ветку я намеренно нарисовала тоньше, чем первую. Дело в том, что основная энергия внимания душ оставалась пока еще на главной ветке. Однако с момента появления точки ветвления туда уже перешло внимание части атлантов. Кто-то из них зашел в основной точке ветвления. На рисунке видно, что она возникла задолго до катастрофы. Эти личности после смерти, находясь на основной ветке, не переродились там же, а как бы вернулись к своей прошлой жизни и продолжили ее с какого-то момента, но в другой вариации. А кто-то уже сразу родился на новой ветке через некоторое время после разветвления и стал жить там.
А если вернуться к схеме, то там можно увидеть еще один важный момент. Новая ветка уходит в более низкую область частот. То есть она берет начало на высоких частотах, а затем они понижаются. Почему так произошло? Как я уже не раз писала, существует следующий закон. Чем ближе по частоте две ветки реальности, тем сильнее они способны друг на друга влиять. А у атлантов, пришедших на новую ветку из более высокочастотной области, целью было максимально отдалиться от пугающего будущего. Уходить на более высокие частоты было уже фактически невозможно, потому что прошлая ветка была практически на самой верхней из возможных частот. Следовательно, оставался только путь вниз. Было ли это движение на другие частоты осознанным? Понимали ли атланты, которые оказались на новой ветке, что им надо массово понижать частоты своего сознания, чтобы избежать катастрофы? Я думаю, что это им было ясно лишь отчасти. Можно сказать, что на эту новую ветку перешли все те, у кого изначально была сильная потребность в спокойной жизни. Их желание сработало, и их новая судьба была сформирована в пределах того коридора вариантов, где катаклизма не случалось. При этом вышло так, что этот коридор мог пройти только в сторону понижения частоты реальности. Именно поэтому, выбрав жизнь без катастрофы, те атланты выбрали одновременно с этим и понижение уровня своего развития. О том, что было дальше. Ну что ж, надеюсь, что читатели поняли, что было толчком к ветвлению реальности и образованию второй версии Атлантиды. Однако тот процесс, который я описала выше, был всего лишь началом большого пути. И чем дальше, тем интереснее все становилось. Несмотря на то, что убежавшие с основной ветки атланты хотели мира и спокойствия, вечно жить в условной Атлантиде-2 без бед и потрясений у них не вышло. Через некоторое время новая ветка повторила судьбу прошлой, и на ней также случился крупный катаклизм. У него, разумеется, был немного другой сценарий и антураж, но суть осталась той же самой. В результате ошибок правящей верхушки случилось непоправимое, и волна катастроф прокатилась по Земле. К тому времени Атлантида-2 была уже на более низкой частоте, то есть технологии и уровень развития жителей были в ней значительно ниже, чем в первой версии Атлантиды. Тем не менее, все беды опять носили техногенный характер. Я постаралась изобразить этот процесс на схеме ниже. Смотреть рисунок 4. Атлантида-2 и второй катаклизм. На этом рисунке показано несколько важных вещей. Во-первых, здесь наглядно представлено то, что вторая версия Атлантиды также пришла к тому, что жителям пришлось пережить волну катаклизмов. Во-вторых, со временем Атлантида-2 стала энергетически более насыщенной, чем первая версия. Видно, что после прохождения большой точки ветвления стрелка становится более широкой. А это значит, что после определенного момента Атлантида-2 стала основной веткой реальности. Что это был за судьбоносный момент? Я описывала его в главе 54 «Вершители реальности». Тогда было решено, что большую часть энергии, сконцентрированной на верхней ветке реальности, то есть в Атлантиде-1, стоит перенаправить вниз, то есть на уровень Атлантиды-2. Вернее, даже будет сказать так, не то чтобы какие-то коварные высшие силы в рубке управления реальностью всем распорядились из-за атлантов и людей. Просто с их уровня было очевидно, что процесс понижения вибраций так или иначе произойдет. И нужно было помочь направить его в оптимальное русло, то есть найти самую удачную точку ветвления и оттуда спустить часть потенциала вниз. По-другому тогда быть не могло. Оставшиеся в основной ветке атланты тосковали по старой цивилизации, а вновь заселенные души людей имели в большинстве своем тяжелые кармические обязательства. И тем и другим была необходима игра на понижение. Атлантам, чтобы еще немного пожить старой жизнью, пусть и в другой вариации, а людям, чтобы попасть в мир с теми вибрациями, которые им больше подходили. В итоге старая ветка Атлантиды-1 после ветвления истончилась и начала как будто затухать, а новая Атлантида-2, наоборот, увеличилась энергетически. И так было вплоть до того, как на новой ветке случился глобальный катаклизм
частично повторивший сценарий крушения первой Атлантиды. Продвижение вниз и разные Атлантиды. Интересно, а была ли эта вторая Атлантида последней? Может спросить читатель. И если нет, то сколько их вообще было? Если честно, мне сложно четко ответить на этот вопрос и назвать какое-то конкретное число. Первая причина состоит в том, что у большинства веток всегда есть маленькие ответвления, которые я показала на самом первом рисунке. Это что-то вроде небольших колебаний основного сценария, которые при этом не сильно отклоняются от генеральной линии. В этих небольших веточках могли быть разные вариации крушения Атлантиды-1 и Атлантиды-2, и их точное число мне неизвестно. Вторая причина заключается в том, что, я полагаю, и больших веток с Атлантидой было еще несколько. Я попыталась нарисовать свои предположения на схеме ниже. Смотреть рисунок 5. Атлантида вплоть до нашей ветки реальности. На этой схеме я предположила, что существовало как минимум 3 глобальных версии Атлантиды, которые закончились крахом. Однако их могло быть и больше, тут сложно сказать. Еще одно предположение из этой схемы заключается в том, что на данный момент самая насыщенная энергия ветка, плюс небольшие ветвления в ее пределах, находится в области частот ниже среднего, то есть примерно на значениях 2,5-3. На всякий случай напоминаю, про этот диапазон частот я писала в прошлой главе. Я условно предположила, что диапазон частот реальности Земли от единицы до 5, где единица — самая низкая возможная частота, а 5 — самая высокая. Эти цифры не то чтобы какие-то сакральные, я просто для удобства и наглядности решила использовать именно их. А если вернуться к нашему теперешнему положению вещей, то я полагаю, что сейчас основная энергия веток реальности проходит на средних частотах или чуть ниже, то есть по сравнению с первой версией Атлантиды мы упали довольно-таки значительно. И на нашей ветке в прошлом было крушение условной Атлантиды-3, которую принято считать единственной версией этой цивилизации. Однако это не так, потому что Атлантида-1 и Атлантида-2 задолго до этого уже исчезали в вышестоящих ветках реальности. Я понимаю, что все эти бесконечные крушения могут показаться не слишком жизнеутверждающими. Однако это не повод грустить, так как в нынешние времена начинается противоположная тенденция — игра на повышение. По моим ощущениям, мы уже прошли некую нижнюю точку, и сейчас опять началось движение вверх. То есть основной потенциал и основная энергия постепенно переходят на ветки с более высокими частотами. Можно сказать, что также медленно и постепенно идет процесс, обратный прошлому исчезновению Атлантид. И особенно это ощущается последние несколько лет, когда множеству людей стали открываться те духовные знания, о которых раньше было сложно и помыслить. И, как мне кажется, это верный признак будущего перехода в области более высоких частот. О том, зачем все это было нужно. Я понимаю, что по итогам этой главы некоторые читатели могут задуматься о том, кто же виноват в том, что произошло крушение первой и основной версии Атлантиды. А за ним, как карточный домик, посыпались последствия. Катастрофы в нижестоящих ветках. Конечно, здесь можно было бы долго искать виновных и даже вполне успешно их находить. К примеру, сказать, что если бы все атланты приняли неизбежность первого катаклизма и не стремились бы все вернуть и сделать как раньше, то нижняя ветка не образовалась бы. Или даже предположить, что во всем виноваты жрецы и просвещенные, которые в свое время не досмотрели и довели первую ветку до печальных последствий. А можно и вовсе свалить все на зловредные высшие силы, которые запрограммировали движение веток реальности вниз. Однако я считаю, что все вышеперечисленное является не причинами, а следствием. В целом я вижу это так. С действительно высоких уровней управления нашей реальностью, рубка управления и выше, четко видны некоторые тенденции. К примеру, то, что души людей и даже сознание планет со схожими задачами объединяются и попадают в одну струю, то есть в схожие условия.
В случае с нашей планетой подавляющему большинству тех, кто здесь оказался, было необходимо довольно-таки глубокое погружение в материю. И даже сознанию самой планеты, по всей видимости, был необходим подобный опыт. Правда, нам сложно даже представить себе, как сама планета его воспринимает. В общем, цитируя известную песню, можно сказать: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Все наше избранное общество тем или иным способом должно было выполнить свою программу. Поэтому души с похожими задачами собрали вместе. Другой вопрос состоялся скорее в том, как должно было произойти близкое знакомство с низкими вибрациями. Насколько я знаю, способы, которыми достигаются глобальные цели, определяются уже на более низком уровне. Поэтому то, что в конечном итоге случилось у нас, то есть ветвление основной реальности на несколько веток и их постепенный спуск вниз, было одним из вариантов развития событий, который в итоге сбылся. Однако даже если было бы что-то другое, к примеру, основная ветка так и осталась бы главной, все равно мы бы перешли примерно туда же, то есть на более низкую частоту. Просто способ достижения цели был бы другим, но она сама осталась бы неизменной. Глава 60. Мой путь и ветка реальности богов. В этой главе мне хотелось бы рассказать о том, как проходил мой собственный путь в пределах веток реальности Атлантиды, которые я подробно описывала в прошлой главе. Для большей наглядности я решила показать этот путь на схеме, отметив его красным цветом. Итак, мои жизни до первой глобальной катастрофы атлантов, которую я описала в главе 40 «Начало конца», можно изобразить так. Смотреть рисунок 6. Мои жизни в Атлантиде до катаклизмов. Если читатели помнят, долгое время все мои жизни были на одной и той же ветке реальности. Этот отрезок я отметила широкой красной линией. Однако потом, из-за моего желания отсрочить неминуемый конец и пожить напоследок в старой доброй Атлантиде, я родилась на соседней ветке, где провела одну жизнь. Я описывала этот период в главе 37 «Назад в будущее». А на схеме нарисовала его более тонкой красной линией. Как видно на рисунке, та ветка, на которой я тогда оказалась, была ниже по частоте, чем основная. И даже описывала небольшую петлю по отношению к ней. Поэтому время на нижней ветке немного отставало, и она медленнее приближалась к неминуемой точке катастрофы. Этот факт позволил мне, во-первых, родиться в прошлом по сравнению со смертью в предыдущей жизни. На схеме тонкая красная линия начинается до того, как закончится широкая. А во-вторых, у меня впереди было больше времени, и самые тяжелые катаклизмы в воплощении я не застала, прожив довольно тихую и спокойную жизнь. Если продолжить рассказ о моем пути по веткам реальностей, то после волны катастроф я осталась на самой высокой по частоте ветке, которую я называю Атлантида-1. Несмотря на то, что со временем моя ветка стремительно истончалась, и большинство ее обитателей переходило на более низкие частоты, я все же неизменно перерождалась там. Постаралась изобразить это на рисунке ниже, там мой путь отмечен красным. Смотреть рисунок 7. Мой дальнейший путь по веткам реальностей отмечен красным. На этом рисунке ветки реальностей показаны уже более масштабно, поэтому небольших ответвлений, о которых я писала выше, уже не видно. Зато можно наблюдать, что мое существование в Атлантиде-1 продолжалось довольно долго, до определенного поворотного момента. Что он из себя представлял? Я уже рассказывала о том, как я оказалась в рубке управления реальностями, и там на меня возложили определенную миссию, а именно, я должна была вывести группировку так называемых богов во вновь образованную ветку и сама перейти с ними туда. Планировалось, что эта вновь образованная реальность уйдет выше всех остальных и будет самой высокочастотной. А после того, как разрыв с другими ветками станет уже очень большим, она станет изолированной. И события, происходящие на этой ветке, будут по минимуму влиять на то, что происходит в более низкочастотных реальностях.
Вдобавок, ту новую ветку планировалось сделать максимально малолюдной, то есть основной для очень небольшого количества душ. У всех остальных, согласно первоначальному плану, там должны были оставаться буквально осколки внимания. Если показать ту первоначальную задумку на схеме, то она будет выглядеть примерно так. Смотреть рисунок 8. Как планировалось направить ветку богов. Как видите, согласно изначальному плану, эта ветка в определенный момент отделялась от основной, а затем начала резко уходить вверх, достигая практически потолка частот. Однако на практике события приняли немного другой оборот. Ожидание и реальность. Я уже не раз писала о том, что создать какую-либо ветку реальности можно только на уровне более высоком, чем наш земной мир. Однако этот факт не отменяет того, что вмешательство в уже созданные ветки с нашего уровня возможны. В первую очередь они происходят потому, что воля и намерения тех, кто ветку населяет, идут немного по другому пути, чем планировалось изначально. Практическая иллюстрация этого утверждения — рассказ о том, как складывались события на ветке богов. Я начну его с того, что богов и многих из их окружения все таки удалось, как и планировалось, вывести на отдельную ветку. Не буду утверждать, что это произошло исключительно благодаря моей сильной связи с ними. Это будет не совсем верно. Дело в том, что помимо моего участия было еще много разных факторов и ловушек внимания, которые позволили увлечь нужных людей и перевести их на вновь созданную ветку. Но при этом мой вклад, разумеется, тоже не стоит списывать со счетов, он был весомым. Сам переход большинства богов на новую ветку произошел примерно в момент моей смерти от яда. Я описывала ее в главе 56 «Тяжелый финал». Этот переход был не одномоментным, а занял некоторое время. Самая активная его фаза составила несколько месяцев, а полностью он завершился спустя несколько лет. Примерно тогда же я была пересажена в новое тело и начала новую жизнь с частично стёртой памятью. Уже на новой ветке, разумеется. После того, как новая ветка образовалась и начала функционировать, то есть наполняться вниманием нужных душ, её планировали активно повышать по частоте и уводить в так называемое виртуальное пространство. Если прежняя основная ветка находилась примерно на частоте 4,6, то новую планировали вывести чуть ли не на 4,9, после чего она должна была свернуться практически сама по себе, перейдя на стадию самоуничтожения из-за чересчур высокой частоты. Можно сказать, что с ней планировали сделать то, что произошло с изолированным городом атлантов, который оказался в кармане реальности. Я описывала это в главе 49 «Крах эксперимента». Однако, как говорится, по ходу пьесы что-то пошло не так. Дело в том, что ключевыми игроками на той новой ветке были не обычные люди, а боги, которые прибыли из высокоразвитых миров и обладали продвинутыми знаниями. Они довольно быстро поняли, что их занесло на изолированную ветку, которую хотят свернуть в ближайшем будущем, и им это не слишком понравилось. Поскольку откатить назад сам процесс перехода было невозможно, как я уже говорила, ветка была запрограммирована на более высоком уровне, то оставалось только бороться за то, чтобы ее частота не повышалась слишком быстро. На это работало как намерение самих богов, поскольку ветка была основной для немногих, то ей было проще управлять, так и специальное оборудование, которое через некоторое время настроили. В итоге эта ветка зависла на частоте примерно 4,6-4,7 и очень долго там была. За это время даже бывшая основная ветка практически прекратила свое существование, оставшись неким слепком прошлых событий и почти не двигаясь с места. Поскольку в ней не было энергии внимания душ, то она застыла. А вот божественная ветка все никак не затухала, и там происходило множество событий. Скажу даже больше. За время своего существования она стала даже более энергетически насыщенной, чем планировалось изначально. К богам по разным причинам притянулось некоторое количество близких им людей из других веток, и их внимание стало фиксироваться там. Постаралась изобразить это на рисунке, получилось примерно следующее.
Смотреть рисунок 9. Как прошла ветка реальности богов на самом деле. Как видите, ветка богов просуществовала еще долго и была весьма насыщенной по своему энергетическому наполнению. Все события, которые там происходили, я описывать сейчас не буду. Во-первых, это будет чрезвычайно долго. Во-вторых, я еще не все вспомнила. А в-третьих, эта книга все таки об Атлантиде. А она на той ветке очень быстро потерпела крушение. Скажу лишь, что происходившие там события впоследствии отчасти отпечатались на нижестоящих ветках. Правда, отразившись немного в другой форме. Легенды о власти бессмертных богов и многобожие с целыми пантеонами небожителей явно пустили корни оттуда. Так же, как и всемирный потоп, который впоследствии произошел на божественной ветке и был рукотворным, он отразился на нижестоящих ветках похожими катаклизмами. Есть и другие примеры. Разгул генной инженерии на ветке богов, где были созданы кентавры, русалки, сирены и многие другие немыслимые существа, отразился в сказаниях нижестоящих веток, где все эти создания стали героями мифов. И, возможно, на одну ступень ниже, то есть на ветке условной Атлантиды-2, некоторые из них могли также существовать на самом деле, как результат той же самой фантазии генных инженеров. Но это мне уже достоверно неизвестно. А если вернуться к событиям на ветке богов, то, несмотря на все старания ее резидентов, вечной она все же не стала. И ее существование было в итоге прекращено, причем сделано это было весьма интересным образом. Конец божественной ветки. Я думаю, читатели уже догадываются, что, учитывая характер и жизненные принципы богов, раздоры между ними были неизбежны. Они шли вовсю еще до того, как образовалась отдельная ветка. А потом конфликт интересов и подавно разошелся не на шутку. Впоследствии множество богов были тем или иным образом убиты и, следовательно, выселены из божественных тел. Дольше всех продержался, если я не ошибаюсь, Верховный, но и его в итоге коснулась та же участь, что и остальных — перерождаться в обычных человеческих телах. Кстати, уточню, на той ветке они были все таки другие и отличались от наших теперешних. Рост людей был выше и физическое развитие получше, а их ДНК были более совершенными. Тем не менее, постепенное выбывание ключевых персон из игры, то есть их переход в обычные тела, сыграл свою роль. В роли людей бывшие боги были гораздо менее осознанными, и это, как и другие многочисленные обстоятельства, привело к тому, что они потеряли контроль над ситуацией, и частота их ветки стала неуклонно стремиться к повышению. В этот момент из рубки управления запустили механизм, похожий на тот, что использовался в Атлантиде-1. А именно, стали через ловушки внимания потихоньку выводить оставшихся ключевых игроков с ветки богов в другие реальности. Когда практически всех удалось оттуда изъять, был сделан еще один довольно интересный ход. Он заключался в том, что ветку не оставили просто так затухать, как это было с Атлантидой-1, а довели ее до очень высокой частоты. Примерно 4,8-4,9. А затем уничтожили практически полностью. Причем разрушение было в результате войны и достигло таких масштабов, что планета на той ветке реальности больше не подлежала восстановлению. Почему так поступили? Если честно, всех тонкостей я объяснить не в состоянии. Это слишком сложный и многогранный процесс. Но я могу поделиться несколькими своими предположениями о том, зачем так было сделано. Итак, есть один важный технический момент. Все ветки реальности, существующие на Земле, взаимосвязаны друг с другом. Связь эта осуществляется через особые энергетические привязки, которые проявляются по-разному. Есть физические места силы, через которые идут особые потоки энергии. Есть ключевые персонажи, которые могут воплощаться сразу на нескольких ветках. А есть и узловые события, которые дублируются из одной ветки в другую. Яркий пример — волна катаклизмов, погубившая Атлантиду. Оставаясь на стабильной и не слишком высокой частоте, ветка богов очень долго накладывала отпечаток на все остальные. Скажу даже больше. Там были определенные механизмы, которые позволяли ей отчасти подпитываться энергией ниже стоящих веток.
И даже после того, как с этой ветки вывели практически всех персонажей, она продолжала играть определенную роль в энергосистеме именно благодаря этим нелегальным подключкам и связям с нижестоящими ветками. Поэтому в итоге ее решено было от греха подальше уничтожить совсем. Все таки на ней было завязано чересчур много ненужных узлов. И это негативно сказывалось на общей системе в целом. Энергетический потенциал, полученный в результате окончательного схлопывания ветки богов, был распределен между оставшимися реальностями, и это сделало общую структуру немного более стабильной. Когда именно это произошло, мне сказать сложно. Могу указать лишь примерные сроки. Если ориентироваться по нашей ветке, то это произошло уже после нашего местного крушения Атлантиды, незадолго до времен расцвета древнеегипетской цивилизации. Но, повторюсь, это скорее мое предположение, и точный момент мне назвать сложно. В целом, из-за различия в частотах время на разных ветках шло и идет неравномерно. Поскольку ветка богов была самой высокой, то там время убежало далеко вперед по сравнению с другими ветками. А потому там прошло гораздо больше тысячелетий и случилось больше событий, чем в других местах. И когда ветку наконец схлопнули, то было ощущение, что там прошло очень много времени. Это я могу сказать как человек, находившийся там почти до самого конца. Напоследок, то есть в финале этой главы, хочу приложить итоговую схему реальностей, где изображены разные модификации Атлантиды. Смотреть рисунок 10. Итоговая схема веток реальности Атлантиды. Как видите, в момент окончательного исчезновения божественной ветки она была единственной на высоких частотах, но при этом на более низких существовала реальность, где произошло крушение Атлантиды-2. Ну и наша ветка с Атлантидой-3, разумеется, уже вовсю развивалась и перетянула на себя внимание наибольшего количества душ. Именно поэтому при конце света на ветке богов больше всего энергии перешло именно к нам. И не только энергии. Сами бывшие боги, как и их ближайшее окружение, стали вовсю воплощаться у нас. Не избежала этой участи и ваша покорная слуга, то есть я. Меня также забросило на текущую ветку, и я уже много жизней подряд рождаюсь именно здесь. Вот такая вышла история. Я надеюсь, что теперь у читателей сложилась более или менее четкая картина относительно реальности Атлантиды. По крайней мере, я искренне постаралась ее передать. Напоследок хочу разве что заметить, итоговая схема нарисована в большом масштабе, поэтому многие моменты там не уместились. К примеру, то, что у любой большой ветки, условной Атлантиды-2 и нашей Атлантиды-3, всегда присутствуют небольшие ответвления вверх и вниз, на которых присутствует та же реальность, но с небольшими модификациями. А также то, что в дальнейшем, то есть гораздо позже описываемого здесь периода, от нашей ветки тоже пошли ответвления вниз, в область самых низких частот, от единицы до 2. Однако на данный момент практически все эти ветки, которые пробили дно, уже свёрнуты или находятся на финальных стадиях своего существования. Всё-таки у всех реальностей нашей планеты сейчас идёт тенденция к повышению частоты. Поэтому наиболее бесперспективные ветки были не так давно уничтожены, примерно так же, как в своё время исчезла ветка богов. Там случилась затяжная война, после которой уже по факту было нечего восстанавливать. Но это уже, конечно, лирические отступления. А в целом, я надеюсь, тему реальности Атлантиды мне раскрыть всё же удалось. Верить мне или нет — личный выбор каждого читателя. Но своим видением я поделилась максимально подробно. Глава 61. Загадки Атлантиды. Ну что ж, теперь, когда мы распутали клубок и разобрались с ветками реальности Атлантиды, настало время разгадать несколько ее загадок. Я полагаю, во время прочтения этой книги у читателей могли возникнуть интересные вопросы, к примеру. Первое. В этой истории был неоднократно описан процесс ветвления и разделения реальностей. Как он ощущался изнутри его участниками? Второе. Каким образом происходил переход материальных объектов между ветками при их разделении? И был ли он вообще? Третье.
Если атланты существовали одновременно с гигантскими ящерами, то почему в наше время находят останки динозавров, а следов развитой цивилизации практически нет? Четвертое. Каким образом в ту картину мира, которую я описываю в этой книге, можно вписать первобытных людей, чьи стоянки часто находят? Как и когда они появились? Были ли предками людей теперешних и на каких ветках реальности существовали? Со стороны может показаться, что вышеперечисленные вопросы немного из разных опер. Однако это только на первый взгляд, потому что корень у них один, и он кроется в понимании самого процесса ветвления реальностей. В нем есть много важных нюансов, и именно о них я сейчас буду рассказывать. О разделении реальностей. Давайте начнем с самого главного. С того, как происходит разделение одной реальности на две, или даже больше, разные ветки. Я уже частично описывала этот процесс в прошлых главах, но сейчас хочу приглядеться к нему подробнее. По сути, все, что нас окружает, есть энергия, в том или ином виде или форме. И любая реальность — это энергетический поток, который состоит из внимания находящихся там людей. Внимание их душ, то есть, по сути, их энергия, направлено в определенное русло и течет по нему, как река в пределах своих берегов. Однако бывают моменты, когда этот поток начинает разделяться на несколько частей. Тогда возникает ситуация энергетической развилки, которую я и называю ветвлением реальностей. При этом есть несколько любопытных моментов. В частности, разделение веток бывает разных типов. Остановлюсь подробнее на каждом из них и буду рассматривать их по нескольким пунктам. Первый. Первый тип разделения реальности — небольшие ветвления в пределах одной глобальной ветки. Общее описание. Я буду называть подобное разделение созданием ближней ветки реальности. Если продолжить сравнение с рекой, то в эти моменты она ненадолго разделяется, формируя острова, а затем потоки воды вновь сходятся. Это происходит в пределах одной реальности практически постоянно, и созданные таким образом параллельные реальности не слишком отличаются от основной ветки. Примерная схема подобного процесса приводится ниже. Смотреть рисунок 10. Ближнее ветвление реальностей. Как можно перейти с одной ветки на другую при ближнем разделении реальностей? Здесь глобально есть два способа. Первый — непосредственно в момент ветвления основное внимание души человека переходит на вновь образованную ветку, и она становится для него главной. При этом в прошлой основной ветке человек тоже остается и никуда оттуда не исчезает. Просто там присутствуют буквально крохи его внимания. Второй способ — более редкий, но тоже возможный. В момент разделения основное внимание человека никуда не дергается, и он остается на старой ветке. На новую он тоже, разумеется, попадает, но там присутствуют буквально крохи его энергии. Так проходит некоторое количество времени, и затем человек завершает воплощение на обеих ветках. А потом начинается самое интересное. После смерти человек перерождается не на той ветке, которая была для него основной, а на той, что была побочной, то есть как бы меняет их местами. Подобные случаи из личной практики я описывала в главе 37 «Назад в будущее». Тогда я оказалась в реальности, которая частично отличалась от моей прошлой, потому что они разделились довольно давно, и прожила целую полноценную жизнь там. Что ощущает человек в момент перехода на ближнюю ветку реальности? Сам момент развилки, если честно, большинство людей не ощутит практически никак. Однако в это время случается самое важное — энергетические перемены в человеке. Допустим, есть двое близких, которые много времени проводят вместе. И вот один из них перешел на новую ветку, а другой остался на старой. Оба после разделения точно так же будут видеть вокруг себя привычный мир и своего товарища рядом. Однако при этом энергетическая наполненность одного и того же человека на разных ветках будет разной. Тот, кто перешел на новую ветку, в старой останется бледной копией самого себя, потому что основной его потенциал перенесен в другую реальность. Это не значит, что у такого человека не будет души или он резко изменит свою сущность и характер.
Нет, у него просто практически не останется энергии на то, чтобы менять свою жизнь и принимать в ней активное участие. Он будет, вероятнее всего, скользить по накатанной и больше зависеть от действий и решения других людей. При этом он может вполне себе успешно дожить до старости на побочной ветке и даже остаться в восприятии окружающих его людей примерно таким же, каким был до разделения. Они лишь будут думать, что в определенный момент он утратил волю и интерес к жизни и стал больше наблюдателем, чем активным участником. Повторюсь, с точки зрения обычного обывателя заметить перемены в близком человеке после разделения реальностей и его перехода на другую ветку весьма непросто. Тут надо видеть именно энергетическую наполненность, а простым зрением ее, к сожалению, никак не заметить. Ее можно понять лишь по косвенным признакам, внимательно наблюдая за людьми. А как же быть с восприятием мира самим человеком, может спросить читатель. Здесь я отвечу так. Его душа, как многомерное сознание, будет прекрасно получать опыт из обеих веток, и для нее ничего страшного не произойдет. Можно сказать, что одна личность разделится на две субличности, которые будут жить в разных реальностях. А если развить эту мысль дальше и попытаться узнать, как человек будет помнить такое раздвоенное воплощение в следующей жизни, то получится следующее. При воспоминаниях о прошлых жизнях в первую очередь всплывет то, что произошло на текущей ветке, пусть даже она была для человека второстепенной. Так происходит потому, что базы данных в информационном поле, связанные с теперешней реальностью, самые доступные, и их легче всего прочитать. Однако, если человека на этой ветке в прошлой жизни не было, то он, разумеется, будет вспоминать свое существование в других реальностях. Яркий тому пример — историю, которую я рассказываю в этой книге. Я пишу о самой высокочастотной версии Атлантиды, потому что в других нижестоящих ветках я эту цивилизацию не застала. Поэтому воспоминания пришли ко мне именно из Атлантиды-1, и я делюсь ими с читателями. А если вернуться к памяти о прошлых жизнях в целом, то при большом желании можно увидеть и свое существование на других ветках. Однако к этому нужно будет приложить уже больше усилий. Материальные различия при создании ближних веток. В сам момент разделения их фактически нет. Дело в том, что в процессе ветвления создается дубликат существующей реальности, то есть ее точная визуальная картинка. Это значит, что сразу после разделения в обеих реальностях присутствуют одни и те же люди и та же самая обстановка. Со временем, разумеется, накапливается некоторое количество отличий. К примеру, крупные города, существовавшие до разделения веток в обеих реальностях, будут иметь одинаковые названия, а вот небольшие поселки, возникшие после, могут называться уже по-разному. Примерно то же самое и с внешним видом улиц, архитектурой, модой и так далее. После того, как ветки разделятся в одной из них, допустим, может быть взят уклон на технологическое развитие, а в другой будет сделан упор на экологию. В итоге через некоторое время миры в этих ветках будут различаться, но эти отличия будут все же относиться к недалекому прошлому. А вот далекое прошлое и его материальные доказательства на подобных близких ветках будут примерно одни и те же. Если проиллюстрировать это на сегодняшней реальности, то у нашей текущей ветки есть несколько близких ответвлений. Там мир немного отличается от нашего, как в лучшую, так и в худшую сторону. Все зависит от конкретной ветки. Но при этом фундаментальных различий в прошлом нет. То есть на всех подобных ветках в прошлом была условная Атлантида-3, разрушенная потопом. Везде находят останки пещерных людей, и везде можно встретить кости динозавров без каких-либо явных свидетельств наличия высокоразвитого общества в тот период. Одним словом, на нашей ветке реальности и многочисленных ответвлениях от нее невозможно найти полноценных следов той Атлантиды-1, которую я описывала в этой книге. А для того, чтобы приблизиться к разгадке и понять, куда они пропали, нужно рассмотреть другой тип ветвления реальностей. О нем и пойдет речь дальше. Второй тип разделения реальностей — создание новой глобальной ветки реальности с другой траекторией. Общее описание.
Здесь я имею в виду образование той ветки, которая будет постепенно уходить на другую частоту, и чем дальше, тем больше отдаляться от своего источника. Если провести аналогию с рекой, то это отделение потока, который уйдет в сторону от основного русла и больше никогда с ним не встретится. В случае Атлантиды, к примеру, подобным образом была создана Атлантида-2, что и изображено на рисунке ниже. Смотреть рисунок 11. Образование новой глобальной ветки на примере Атлантиды-2. Я буду называть подобное разделение созданием дальней ветки реальности. Со стороны может показаться, что этот процесс практически идентичен созданию ближней ветки. Только при этом вновь созданная реальность через некоторое время начинает убегать вверх или вниз по частоте и становится как бы изолированной. Однако это только на первый взгляд. На самом деле все обстоит не так. Дело в том, что создание дальней ветки — это очень глобальный и сложный процесс, и чтобы его запустить, нужно вложить очень большое количество энергии. Приведу простой пример — строительство дома. Если небольшой частный домик можно худо-бедно построить и самому, предварительно изучив этот процесс, разумеется, то огромный небоскреб может быть возведен только при участии профильных специалистов. Архитектор должен создать проект, проектировщики должны решить, как пройдут коммуникации, инженеры должны сделать сложные чертежи и расчеты и так далее. Примерно то же самое и с ветками реальностей. При определенных условиях даже с нашего уровня реальности могут быть образованы ближние ответвления. Но вот дальние ветки могут быть созданы только с верхнего уровня, и они проектируются заранее, причем весьма тщательно. Как переходят с одной ветки на другую при дальнем разделении? Здесь так же, как и при ближнем разделении, есть два способа. Во время воплощения и после смерти. Только вот при дальнем разделении, наоборот, самый вероятный переход через посмертие, а переходы при жизни случаются реже. Почему так? Чтобы объяснить это проще, приведу еще один пример. Представьте себе, что вы идете по тропинке в лесу или в поле, а впереди развилка тропинок. Перейти на другую дорожку в момент развилки для вас будет не так уж сложно, особых усилий это не потребует. Подобный простой переход встречается как раз при ближнем разделении, поэтому при жизни он часто случается, и большинство из нас проходило подобные развилки. А теперь давайте представим себе другую картину. Вы идете по широкой и удобной дороге вдоль горы, и от нее отходит узенькая козья тропка, которая ведет вас сквозь камни и скалы. Если вы не турист, а направляетесь, к примеру, по делам, то вас вряд ли потянет исследовать эту дорожку. Это небезопасно, и вам туда не надо. Примерно так выглядит для нашего подсознания глобальная развилка, где отделяется дальняя ветка. Переводить туда часть внимания для души сложно и некомфортно, поэтому исключительно по личной инициативе мало кто это делает. Если развить далее пример, приведенный выше, то через некоторое время козья тропка может вывести на широкую дорогу, ничуть не менее комфортную, чем первая. Но большинству людей будет все же удобнее умереть на одной дороге, а родиться уже на другой, проскочив козью тропку в период посмертия. Однако так бывает не всегда. Иногда важно вывести людей в другую ветку побыстрее, не дожидаясь конца их воплощения. И тогда начинают вовсю использовать разные ловушки внимания. К примеру, появляется гид, который обещает всем повернувшим на козью тропку замечательный вид на закат с вершины горы. Или даже вор, который крадет у путника сумку и удирает от него по тропке. Варианты могут быть разные. Подобные ловушки, кстати говоря, вовсю использовались, когда из Атлантиды-1 экстренно выводили оставшихся участников. Это было во время моего воплощения в роли жены Верховного Бога. Ближе к концу той жизни я уже писала о том, что сама выступала в качестве ловушки внимания для богов. Но и помимо меня было немало товарищей в подобном качестве, которые сами об этом даже не подозревали. И многие из них выводили внимание атлантов и людей в ниже стоящие ветки, дабы Атлантида-1 окончательно опустела. Что ощущает человек в момент перехода на дальнюю ветку реальности? Сам момент перехода, если человек не обладает развитым видением, практически не ощущается.
Правда, есть одно «но». После такого перехода, как правило, мир вокруг начинает резко меняться, поскольку отделившаяся ветка начинает стремительно, по сравнению с ближним разделением, идти вверх или вниз по частоте, то у человека может сложиться ощущение, что почва уходит из-под ног и мир резко меняется. Разумеется, лезть в гору по каменистой тропе, рискуя упасть вниз, это неразмеренно идти по широкой дороге, поэтому и эмоции разные. Материальные различия при создании дальних веток. И вот здесь, пожалуй, начинается самое интересное. Если при ближнем разделении давнее прошлое до развилки на двух ветках одинаковое и различаются лишь недавно минувшие события, то при дальнем разделении картина уже совершенно другая. И именно в ней кроется ответ на вопрос, почему практически никто не находил следы той давней Атлантиды, которую я описываю. Чтобы разгадать эту загадку, нужно понять один крайне важный момент. Все ветки реальности состоят из энергии, которая принимает разные формы. Наше тело — это энергия. Дома, деревья, горы и так далее — тоже энергия. Да и любые предметы, те же самые ископаемые черепки, а также кости первобытных людей и динозавров — это тоже энергия. Когда частота ветки реальности колеблется в небольших пределах, как при ближнем разделении, то она остается тесно связанной энергетически с материнской веткой, от которой отделилась. Эта связь позволяет сохранять те самые материальные свидетельства далекого прошлого, остатки зданий, сооружений, кости животных и так далее. То есть, если бы наша ветка сейчас оставалась на частоте Атлантиды-1, то мы могли бы наблюдать гораздо больше следов той цивилизации. Но в нашем случае все прошло по-другому. Между нами и Атлантидой-1 была как минимум одна промежуточная Атлантида-2. А может, этих ступеней было даже больше. Вдобавок, нас отделяет от той ветки очень большая разница в частоте. Если Атлантида-1 была примерно на частоте 4,6, то мы сейчас на уровне 2,8 или 2,9. Этот энергетический разрыв между ветками как бы стер наибольшее количество свидетельств Атлантиды-1, и они до нас практически не дошли. В целом, схему дальнего разделения веток с точки зрения копирования предметов можно описать так. Первое. При начале ветвления образуется практически идентичная копия старой ветки. Второе. У вновь образованной реальности начинает стремительно меняться частота. Это проявляется не только в бурных внешних событиях, но и в том, что вещи и предметы, частота которых не может перестроиться на новую, стремительно разрушаются и в итоге вскоре пропадают с вновь образованной ветки. Чтобы более конкретно это пояснить, приведу пример. Рассмотрим ту же самую Атлантиду-2, которая была наследницей первой Атлантиды. Поскольку эти две ветки разделились до того, как произошел глобальный катаклизм в Атлантиде-1, то там первое время практически все города были в целости и сохранности. Однако потом пошел довольно любопытный процесс. Те города Атлантиды-2, которые активно использовались, то есть были населены жителями и наполнены их энергией, оставались, в общем-то, без изменений. Разве что перестраивались в более поздние времена в соответствии с новыми нуждами. А вот те, которые в итоге оказались заброшенными, по причине того, что на нижней ветке климат был менее комфортным и не везде было удобно жить, претерпели существенные изменения. Поскольку новой энергии в них не было, а старая энергия, из которой они состояли, находилась на более высокой частоте, то начался процесс стремительного разрушения этих строений. Этот эффект можно сравнить с тем, как будто время их износа увеличилось в десятки раз. Именно поэтому уже во времена Атлантиды-2 заброшенные города Атлантиды-1 были почти полностью разрушены. А до нас, то есть как минимум на одну ступень ниже, дошли и вовсе какие-то их крохи. Вдобавок надо понимать, что большинство крупных городов переходило из ветки в ветку, так как отделение дальних веток случилось до крушения Атлантиды-1 и Атлантиды-2. Поэтому самые крупные центры Атлантиды не раз и не два перестраивались. А поскольку при переходе на низкочастотные ветки уровень сознания людей тоже, соответственно, падал,
то многое из былого великолепия со временем менялось, согласно новым нуждам и моде, причем не в лучшую сторону. Одним словом, резюме следующее. Те материальные объекты высокочастотных Атлантид, которые впоследствии эксплуатировались, были значительно изменены будущими поколениями, а те, что не использовались, к примеру, остатки заброшенных строений или потерянные артефакты, были уничтожены усиленным износом, который возник из-за разницы частот. В них не было новой энергии текущей ветки, а старая усиливала их разрушение в десятки раз по сравнению с естественными процессами. Вдобавок ко всему, не нужно забывать про серию катаклизмов, которая произошла на нашей ветке и погубила условную Атлантиду-3. В результате было разрушено множество древних строений и городов. Поэтому до наших дней они не дожили. Остались лишь легенды об их существовании. Ну что ж, я надеюсь, мне удалось донести свои мысли относительно следов Атлантиды до читателей. Я бы могла закончить на этом свое повествование, но я решила подготовить небольшой бонус и рассказать еще кое-что. Бонус. Интересные факты о нашем мире. Хочу поделиться своим мнением о тех находках и доказательствах далекого прошлого, которые существуют в наши дни и на нашей ветке реальности. Первое. Наверное, многие читатели хотели бы узнать про пирамиды, откуда они произошли. Я считаю так. Большинство пирамид дошло до наших дней именно из Атлантиды-1. Они не разрушились, потому что, во-первых, использовались на последующих ветках, а вторая причина их сохранности в том, что они изначально располагались в специальных точках, так называемых местах силы. Это особенные места Земли, где идет определенное соприкосновение между ветками. Поэтому там энергия тоже особая, и она позволила пирамидам простоять дольше. Однако сейчас они далеко не в том виде, который у них был на моей памяти. Тогда они были обшиты специальным металлом, который позже, видимо, сняли и использовали для своих нужд. Плюс я не исключаю, что многие пирамиды могли тем или иным образом перестроить впоследствии. Второе. Еще одно важное замечание. Пирамиды в Египте и Южной Америке — это, разумеется, лишь малая часть пирамид из Атлантиды-1. На самом деле они тогда стояли по всему миру. Но поскольку часть из них не использовалась, то сохранность пирамид, заброшенных со времен Атлантиды-1, гораздо хуже. Плюс энергетика мест, где они установлены, могла значительно ослабеть. Сейчас некоторое количество этих заброшенных пирамид еще можно наблюдать, но степень их сохранности разная. К тому же некоторые находятся высоко в горах или труднодоступных местах. Официальной наукой эти пирамиды, разумеется, не признаются, однако в интернете можно найти много информации на эту тему. К примеру, фото так называемых горных массивов, которые имеют форму, подозрительно похожую на пирамидальную. Третье. А теперь перейдем к динозаврам и их останкам. Вообще, эти самые динозавры, которые были основной фауной в Атлантиде-1, стали вымирать еще до первой катастрофы ввиду постепенного изменения климата. Даже в поздней Атлантиде-1 их уже не было, а в более низкочастотных версиях и подавно. Тем не менее, в наши дни находят их кости. Почему же? Моя версия следующая. Поскольку динозавры были животными, то частота их сознания по сравнению с теми же атлантами была крайне низкой. Грубо говоря, если частота сознания жителей Атлантиды-1 была даже чуть выше их ветки, а вместе с сознаниями животных и растений они образовывали некое среднее арифметическое частоту той реальности, то сознание динозавров было примерно на уровне наших теперешних рептилий. Атланты с ними практически никак не контактировали, поэтому отпечатка их энергии на тех зверушках не было. Вот и получается, что при копировании костей динозавров в более низкочастотные реальности конфликта не возникало. Та энергия, которая содержалась в них, вполне подходит по частоте и для нашей реальности тоже. Однако переход на более низкую частоту все же наложил весомый отпечаток на вышеупомянутые останки динозавров, а именно на их возраст. Хоть по частоте они и прошли к нам, но с ними произошло примерно то же самое ускоренное старение, что и с неиспользованными пирамидами.
То есть, по факту, их возраст в несколько раз меньше того, что определяется анализом, проводимым нашими учеными. В общем, если подвести итог по динозаврам, то будет следующее. Их кости старели гораздо медленнее, чем те объекты, в которых была высокочастотная энергия атлантов. Но все же переход между ветками наложил отпечаток и на останки этих зверушек, значительно увеличив их возраст. И по факту им не много миллионов лет, а гораздо меньше. Четвертое. Как читатели уже, наверное, догадались, останки самих атлантов из Атлантиды-1 не находят по нескольким причинам. Во-первых, захоронение в земле они посчитали бы варварством, и их тела сразу после смерти кремировали. Во-вторых, даже если бы какие-то останки по случайным причинам остались, то их износ был бы колоссальным. Энергия, проходившая сквозь тела атлантов при жизни, была очень высокой частоты, и в нашей ветке это вызвало бы крайне быстрое разрушение любого физического материала. Всё вышесказанное относится к предметам быта, техники и вещам, нечаянно потерянным жителями Атлантиды-1. Пятое. Выходит, что все найденные таинственные артефакты прошлого — это подделка, может спросить читатель. Я думаю, что не совсем так, хотя разные фальсификации, несомненно, встречаются. Я склоняюсь к тому, что со времен Атлантиды-3, существовавшей на нашей ветке, до нас могло дойти некоторое количество подобных предметов. Часть из них могла быть создана там, а некоторые, возможно, даже раньше, в прошлых Атлантидах. Они не были разрушены временем, так как активно использовались, пусть даже не в полную силу, как раньше. Вдобавок ко всему есть еще один интересный момент. Так называемые места силы. Это своего рода связка между разными ветками реальности, находящиеся не только в районах пирамид, но еще и в других местах. Поскольку в них энергия течет немного по-другому, то сохранность древних артефактов может быть в разы выше, и там есть вероятность их найти. Шестое. А теперь перейдем к условной Атлантиде-3, которая была на нашей ветке. Оттуда до нас дошло, конечно же, гораздо больше. Только вот дело в том, что эта цивилизация была гораздо менее масштабной, и ее технический размах был не слишком высоким. Я, конечно, не прямой свидетель, но, судя по доступной информации, тогдашние атланты не так уж сильно отличались внешне от людей. К тому же многие их города действительно затонули, а вести поиск на дне моря по многим соображениям сложно и невыгодно. А еще я предполагаю следующее. Некоторое количество древнейших городов, издревле населенных в Атлантиде-1 и Атлантиде-2, в итоге перешло в Атлантиду-3 и даже могло дойти до наших дней. Только вот в результате многовековых перестроек, войн, катаклизмов и так далее там уже практически ничего не осталось от прошлого. Осталось лишь местоположение города и множество более поздних культурных слоев, полностью скрывших немногие оставшиеся свидетельства прошлого. Седьмое. Относительно пещерных и первобытных людей мое мнение следующее. Да, на нашей ветке они действительно были, и это сложно отрицать. Правда, произошли они далеко не от обезьяны, а в результате создания тел этого вида. Я думаю, подобных типов тел было сразу несколько. Поскольку на нашей ветке процесс развития отчасти копировал вышестоящие реальности, то здесь сложилась ситуация, похожая на Атлантиду-1, только на гораздо более примитивном уровне. Если к высокоразвитым жителям Атлантиды-3 подселили более низкоразвитых первых людей, то у нас могло быть следующее. К более продвинутой цивилизации, то есть к потомкам моих атлантов, стали подселять цивилизацию более примитивную. Возможно, этот процесс подселения первобытных людей начался еще раньше, в условной Атлантиде-2, поэтому часть останков выглядит гораздо старше, чем на самом деле, из-за условного перехода между ветками. Так или иначе, мне сложно что-то крайне уверенно утверждать, так как я лично не застал эти события. Восьмое. Поделюсь своими предположениями относительно создания нашей теперешней человеческой расы. Я полагаю, что в отличие от моей первой Атлантиды-1, здесь не было массового создания человеческих тел в лабораториях. Это было просто ни к чему. Наш теперешний генотип — это скорее наследство генетического материала первых людей,
созданных на самой высокой ветке, который в последующие века неоднократно менялся. Эти изменения частично появлялись сами по себе, как следствие понижения частоты, а отчасти могли быть искусственными. При этом я думаю, что те самые искусственные вмешательства в генотип у нас были на уровне эмбриона, которые впоследствии подсаживали женщинам, вроде современного ЭКО. А более сложных технологий, вроде выращивания тел с нуля, у нас попросту не было. Частота нашей ветки не предполагает такого развития, где подобные методы возможны. 9. Что касается появления у нас кураторов или ящеров, к тому времени, как наша ветка образовалась, отделившись от Атлантиды-2, в верхах тоже произошли определенные изменения. Мне сложно описать их точно, но, по моим ощущениям, наша планета сейчас находится в перекрестной зоне влияния нескольких вышестоящих цивилизаций. А ящеры уже давно не являются у нас полноправными хозяевами. Помимо этого, появились и другие силы, которые заинтересованы в развитии нашей планеты и постепенном повышении ее частот. В любом случае, как бы там ни обстояли дела наверху, на низкочастотных ветках, вроде нашей, теперешним управляющим появляться открыто нет смысла, общество к этому не готово. И пока не появится крайняя необходимость, я сомневаюсь, что кто-то навестит нас в явной форме. При этом тайные визиты вполне могут быть, я этого не исключаю. 10. Ну и напоследок немного о высоком, то есть о космосе. Из нашей ветки он кажется пустым и безжизненным, но это не совсем так. Дело в том, что с низкочастотного уровня, на котором мы находимся, многое не видно. Можно сказать, что многие зоны являются для нас слепыми пятнами, а на самом деле там происходит активное движение, недоступное нашему взору. Но, может быть, это и к лучшему. С теперешним уровнем развития человечества безопаснее оставаться ближе к Земле и разобраться для начала со своими внутренними проблемами. Ну что ж, я постаралась как могла ответить на популярные вопросы относительно Атлантиды и нашей реальности. На этом, пожалуй, буду завершать основную часть книги и переходить к эпилогу. Эпилог. Вот и пришло время завершать это повествование. Напоследок мне хотелось бы сказать несколько важных вещей. Во-первых, я хочу от души поблагодарить всех читателей, которые прошли со мной через всю эту долгую и непростую историю. Вместе мы, не побоюсь этого слова, совершили целое путешествие. И я хочу сказать спасибо тем, кто дошел со мной до конца. Во-вторых, я хочу обратить ваше внимание на то, что все знания, переданные в этой книге, не являются продуктом моего ума. Я бы попросту не смогла такое выдумать или как-то дойти до этого логически. Поэтому мне остается только поблагодарить высшие силы за то, что мне открыли информационные базы с этими материалами, и за то, что я смогла поделиться ими с другими людьми. В-третьих, мне бы очень хотелось донести до читателей одно свое пожелание. Оно состоит в том, чтобы, с одной стороны, с интересом исследовать окружающий мир и теории, которые в нем появляются, а с другой — тщательно анализировать эти сведения и пропускать их через свои внутренние фильтры. Это относится в том числе и к той информации, которой я поделилась с вами. Несмотря на то, что она пришла ко мне и не является моей фантазией, не нужно считать ее истиной в последней инстанции. Я попыталась набросать лишь одну небольшую часть крайне сложной картины, и я буду рада, если в будущем другие люди будут ее дополнять. Быть может, мой рассказ натолкнет кого-то на свои собственные воспоминания и открытия, и это будет прекрасно. В любом случае, мне хочется думать, что настают времена, когда люди начнут более активно получать информацию изнутри, от своей собственной души и информационных полей, с ней связанных. И поэтому многое из того, что в прошлом казалось нам неразрешимой загадкой, станет проясняться. На этой прекрасной ноте я, наверное, могла бы закончить эту книгу, но есть еще одно небольшое уточнение. Оно касается моих героев. Всех тех людей, которые окружали меня на протяжении многих глав. Между нами была дружба, любовь, вражда и множество иных различных чувств и событий, радостных и печальных. Поэтому, наверное, многие читатели хотели бы узнать, что случилось с тем или иным персонажем в дальнейшем,
и встречалась ли я с кем-то из них в теперешней жизни. Я некоторое время думала, стоит ли писать об этом, и в итоге пришла к такому выводу. Все, что было в Атлантиде, останется в Атлантиде. Конечно, я могла бы рассказать, с кем и как встречалась впоследствии. Тем более, что одни из моих тогдашних близких встретились мне в этой жизни, с другими я была вместе в прошлых, а некоторые из них даже были известными историческими личностями. Но по моим ощущениям, раскрывать карты и углубляться в повествование из области «кто кем стал» не стоит. А своим предчувствиям я доверяю. Вдобавок, я не слишком люблю рассказывать о себе самой в этой жизни. И было бы не очень честно выдавать других людей, публикуя подробности их биографии, при этом самой оставаться за кадром. Одним словом, пусть все герои моей книги останутся инкогнито. А я напоследок лишь пожелаю им удачи на их пути. Пусть он выведет их туда, где они будут счастливы и станут лучшей версией самих себя. Того же самого я искренне желаю и вам, дорогие читатели. И на этом, пожалуй, завершу свой рассказ.